спросите, нормальный ли у нас интернет и не будет ли сбоев сегодня на работе, потому что у меня конференция, скажете, что мне нужен хороший интернет. Извините, тут технические вопросы. Так. Ну вот те, кто у нас сегодня ведущие, Ира сразу, да, сделала ведущими людей, которые будут на конференции. Да, все, кто был, сейчас вроде сделано, но, по-моему, еще не всех, поэтому потихонечку сейчас всех. Ира, а материалы вчерашнего дня разослали? Нет еще. Нет еще? Нет. Вот, надо тогда согласовать и разослать. То есть мы разослали что? Ссылку на видеолекции первого и второго дня? Да, нет, но там плейлист, он собирается потихонечку, то есть там есть уже лекции первого и второго дня по ссылке, да. По ссылке, хорошо. Да. И разослали по всей рассылке, которые участники, плюс лекторы, плюс оргкомитет, да? Да. Ага, хорошо. Ну, почему-то очень странно, вчера через день люди, через раз люди получали, то есть один получает, другой нет, очень странно. Вы видели вчера в чате, почему-то не знаю, что происходит. То есть не все получили, те, кто не делаю я по всей рассылке, по списку регистрации. Но люди один получил, другой не получил. В общем, вчера повторно отправляла, кто не получил. Не знаю, почему такая система. Ну, хорошо, что есть чат в Телеграме. Да. Те, кто если что-то кто-то не получает, пусть пишут туда, будем заново отправлять. Да. Елена Львовна, мы, в общем, плотно поработали. У вас тоже там была своя работа. Я знаю, что вы были заняты. Вот, но, в общем, на наш взгляд, все, что касается... Вот школа как-то собралась на самом деле под тематику, которую мы обозначили основной, с разных ракурсов. И сегодняшняя ваша лекция, она будет таким хорошим завершающим аккордом именно лекционной части, связанной с исследовательской деятельностью и с учебно-исследовательскую, которая, несомненно, работает на формирование научного стиля мышления и математического мышления, развития. Так что я думаю, что, в принципе, как? Вот сейчас 11:00 у меня на часах. Начинаем или ждем? Ну, можем и начать. В принципе, у нас вот люди здесь есть в сети. Да, я думаю, что... Запись, когда кто захочет, потом посмотрит сначала, пока какие-то вводные слова. Да. Ну, я думаю, что да, давайте будем начинать. 23 человека сейчас в сети мне показывает. Вот. Предлагаю начать. И тогда я скажу самые первые вводные слова. Итак, у нас сегодня 3-й лекционный день. Лекция Елены Львовны Мордахаевой, которая обозначена в программе. И речь пойдет об учебно-исследовательских заданиях. Это очень сложный процесс, но тем не менее именно он может позволить учителям как-то по-другому посмотреть на свою деятельность, именно как на деятельность творца, то есть человека, который создает что-то новое. Вот. Елена Львовна Мордахаева, кандидат педагогических наук, доцент Московского государственного педагогического университета и заведующая лабораторией математики издательства «Просвещение Союз». Очень рада, что у нас получается тесное взаимодействие в этом году, и началось оно в прошлом году. Ну и надеемся, что продолжится и расширится. Спасибо вам большое. Я так понимаю, что многие коллеги из других регионов приглашены именно вами по вашей рекомендации или по вашим ссылкам. И очень активно люди работают. Я думаю, что продолжение следует. Елена Львовна, вам слово. Добрый день, коллеги. И на самом деле во многих регионах сейчас идет очень активная работа. И вот мне кажется, что как раз вот возможности интернета и дистанционного обучения, дистанционного взаимодействия, прелесть его именно в том, что мы можем вот эти усилия, которые проходят в разных регионах, у нас страна очень большая, протяженность 7 часовых поездов, мы в Москве очень хорошо это ощущаем, потому что у меня вот бывают времена, когда я в 7 утра начинаю рабочий день, и именно потому, что
подключаюсь к Владивостоку, например, или к Хабаровску. А бывает ситуация, когда нужно чуть-чуть придержать, потому что Калининград просит, у них еще идет рабочий день, и они просят чуть-чуть попозже. Хорошо, что с ними только час разница в сторону плюса. И вот этот момент, ну, я как бы сейчас на временных, да, рамках показала, он как раз говорит о том, насколько многогранной может быть наша работа. И именно поэтому настаиваю на том, чтобы мы какие-то вещи делали не каждый в своем регионе, как ему нравится, а именно объединили их. И вот эти вот межрегиональные различные мероприятия, и летние школы, и просто вебинары, они, безусловно, очень полезны, потому что позволяют нам не повторять одно и то же. Вот буквально на днях обсуждали формулы Ньютона-Лейбница, исследования Ньютона-Лейбница, и как раз отмечали, что у них не было такого активного взаимодействия интернета, и вот они, каждый в своем государстве, занимались практически одними и теми же вопросами, так что до сих пор есть какие-то споры, кто был первый, кто не первый, почему. У нас благодаря интернету есть прекрасная возможность не спорить, кто первый, а делать вместе и такой резонанс получать профессиональный. Я сегодня, вот уже Вера Сергеевна меня представляя, сказала, что имею удовольствие работать в двух ипостасях, и работая в издательстве, занимаясь методической работой издательской, еще являюсь автором УМК по алгебре в составе авторского коллектива под руководством Александра Григорьевича Мартковича. Это мой педагог со времен аспирантуры, уже около 30 лет мы взаимодействуем, и вот начиная от такой студентки-аспирантки, вот сейчас уже в полноправном авторском коллективе, как коллеги, что, ну, во-первых, мне очень приятно, а во-вторых, очень полезно с точки зрения тех вот вещей, которые я сегодня буду рассказывать, то есть те профессиональные умения, которые нам очень полезны. И второе, это то, что я являюсь преподавателем, и методику читаю, со школьниками работаю, и, естественно, понимаю не просто в теории, как в учебнике написано, но и в практике, как это реализуется. Так вот, учебно-исследовательские задания, о которых я сегодня хочу поговорить, они, в принципе, у нас встречаются с точки зрения двух видов деятельности. Это, собственно, какое-то исследование в рамках, так скажем, урока и внеурочной деятельности в виде домашнего задания к уроку, да, разделю внеурочную деятельность на две части, и учебно-исследовательские задания, которые мы можем выполнять в рамках чисто внеурочной деятельности. И это могут быть как различные внеурочные занятия активные, так и индивидуальная учебно-исследовательская проектная деятельность. И вот эти два направления, они имеют некие общие черты, и они, естественно, имеют свои специфические, отдельные черты. Я имею в виду учебное исследование в рамках работы выполненной, учебно-исследовательской или проектной, и учебно-исследовательское задание в рамках урока. Потому что урок ограничивает нас временем, а урок ограничивает нас немножко предметным содержанием и предметным результатом, метапредметным результатом, который мы в рамках программы должны получить. В то же время между этими видами деятельности есть общие черты, и они связаны с их учебно-исследовательским характером. Это один момент. И второй момент, именно учебно-исследовательские задания, небольшие в рамках урока, начинают обучать ребенка тем умениям, которые они могут потом воплотить в какой-то большой проектной или исследовательской работе, во внеурочной деятельности. И учебно-исследовательские задания на уроке позволяют нам достигать предметных и метапредметных результатов несколько другого уровня и несколько иного характера. Так вот, умение учителя, это, во-первых, понимание учителя этого момента, во-вторых, умение проектировать эту деятельность, оно является очень важным методическим умением и существенно повышает результативность образовательного процесса. Итак, мы сегодня в рамках нашей встречи разбираем
только те задания, которые изучаем в рамках уроков алгебры. Оставляем за кадром. У нас, кстати, были в этом году 2 довольно больших вебинара, можно их в записи посмотреть, по организации учебно-исследовательской и проектной деятельности во внеурочное время. Сегодня этого не касаемся. Вот у нас понятие исследовательского задания и в каком контексте мы это можем использовать при обучении алгебре на уроке. Собственно, это задание, которое содержит проблему. И вот для того, чтобы эту проблему разрешить, от ребенка будет требоваться применение одного или нескольких методов или элементов методов научного исследования. То есть для этого мы должны понимать с вами, какие методы используются в научном исследовании, какие этапы содержит научное исследование. И вот моделирование этих методов и этапов превращают обычную задачу из школьного учебника в исследовательское задание. Возникает вопрос, насколько возможно это на уроке сделать, потому что обычно много чего интересного можно рассказывать, и классные методы, и приемы. Мы вот проводили в этом году достаточно много интересных семинаров, показывали разные приемы, и, наверное, практически каждый раз учителя говорят, все классно, все интересно, один большой вопрос, когда это делать, мы задыхаемся, мы не успеваем, программа, функциональная грамотность, программа воспитания, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, ну просто куча всего, куча дидактических задач, которые стоят перед учителем, а сейчас вы говорите еще какие-то исследовательские задания. Вот я настаиваю на том, что все это не является разрозненными частями какими-то. Не должно быть так, что мы сегодня исследовательскими заданиями занимаемся, завтра все бросили, готовимся к ЕГЭ. Послезавтра все бросили и формируем функциональную грамотность. Если мы так работаем, то мы ничего не делаем. Мы не получаем ни исследовательской деятельности, ни подготовки к ОГЭ и к ЕГЭ, ни функциональной грамотности. Процесс заключается в том, чтобы структурировать задания таким образом, чтобы они посредством математического материала, обеспечивая фундаментальное предметное содержание, сами по себе еще и обеспечивали и исследовательские навыки, и формирование функциональной грамотности, и кучу других вещей. И на самом деле это не сказка, это реально есть. И в образовательном процессе это формируется и делается. Наша задача четко понимать, как это работает, и учителю расставлять приоритеты, какие он элементы выбирает сегодня для конкретного урока, чтобы достичь того результата, который он хочет на сегодняшнем уроке. И тогда мы говорим, что исследовательское задание мы можем формулировать и при изучении теоретического материала, и при решении задач. Практически любую задачу из учебника, а я не случайно вот начала с того, что, продолжая представление меня, Веры Сергеевной, что я как автор учебника, я тоже составляю задачи в учебник. Причем не просто 2-3 задачи, а я составляю систему задач, весь параграф, который начинается от базовых устных и заканчивается теми, которые со звездочкой, и проектирую как раз всю систему формирования тех предметных умений, которые в рамках темы должны быть. Поэтому совершенно четко понимаю, что при решении задач, во-первых, как мы это делаем, да, как я проектирую эту систему, как я дидактические цели все эти определяю. И, во-вторых, я четко понимаю, как это может сделать любой педагог, правильно отбирая для своего урока и конструируя. Что важно, когда мы решили, что мы сегодня хотим элементы исследования в урок проектировать? Это реализация этапов исследования на проектируемое задание. То есть с одним и тем же материалом я могу работать самым разным образом. Я могу просто что-то рассказать на доске, дети молча записали, и в принципе я объяснила материал. Я могу объяснять материал в форме диалога и какие-то вопрос-ответ, и вовлекая тем самым учащихся в более активную работу. Я могу новый материал организовать в виде структурированной работы с параграфом, и здесь активизируется еще больше деятельность учащихся.
я могу спроектировать некое исследование учащегося в рамках работы с этим параграфом и получить необходимый предметный результат. И в этой связи, значит, при конструировании всего тематического планирования, ну, не знаю, в идеале, конечно, это делать в августе месяце, сейчас как раз очень удачный период для того, чтобы об этом поговорить. Сейчас подведем итоги, немножечко отдохнем после экзаменов, и у нас, конечно, будет возможность, время и, наверное, желание у кого-то заниматься каким-то творчеством, я имею в виду педагогов, да, готовиться к новому учебному году. И начиная работу над программой рабочей по предмету, естественно, как часть этой рабочей программы календарно-тематическое планирование, которое мы составляем. И в последней колонке вот этой вот сетки календарно-тематического планирования мы обозначаем формы работы, которые сюда проектируем. Прекрасная возможность распланировать, на каких уроках мы будем использовать вот такие возможности, как исследовательские задания. И когда мы это спроектировали, мы уже смотрим, где мы с теоретическим материалом работаем, как с исследователем, где с практическими задачами работаем, понимая, на самом деле из любого задания можно сделать исследование, но есть задания, которые прям логически ложатся очень красиво и дают нам возможность, даже не сильно фантазируя, прям вот углубиться в это исследование. Поэтому мы тем самым можем спроектировать на весь учебный год вот эту системную работу. Потому что, наверное, да, вот со студентами, когда разговариваем, они говорят, вы так все интересно, классно рассказываете, а вот может быть такое, что вот мы вот в школе сидели и весь урок решали, вот прям 50 задач решили. И вот никаких таких форм не использовали, о которых вы говорите. Вот сейчас даже в чат спрошу, можете в чате ответить. Можно такой урок сделать, чтобы вот мы 50 задач решили, никаких исследований, ничего не провели? Вот просто решали задачи. Вот честно скажу, конечно, не просто можно, а нужно, потому что в математике нам, безусловно, нужно формирование очень много различных вещей, в том числе и какие-то автоматизированные навыки, и которые никак по-другому не сформируют. Вот в чате пишут совершенно то же самое, можно. И никак их по-другому не сформируешь, как не нарешав 50 задач. А может быть и 250, а может быть и еще больше. То есть навык формируется только в процессе такой деятельности. Но если мы только этим занимаемся, мы теряем очень много других умений. Поэтому вот как раз вот это вот равномерное системное чередование разных видов деятельности, структурно продуманное, вот оно очень важное. Поэтому мы начинаем с того, что мы вот это проектируем, выделяя все, в том числе и уроки, где мы 250 задач решаем, и коллеги это подтверждают в чате, и понимаем, на каких заданиях мы будем проектировать исследования. Ну, теперь давайте посмотрим на конкретных примерах. Это я пока такие теоретические вводные идеи рассказала. Значит, чтобы спрогнозировать задание, и чтобы оно выглядело как полноценное исследование, даже в рамках урока, нам нужно это задание поставить. Ну, условно я определила в виде вот такой, шпаргалки, не шпаргалки, это для учителя, да, такого шаблона. То есть мы определяем название или тему исследования, которое предстоит учащимся сделать, определяем его цель. При этом понятно, что цель исследования мы не всегда будем ставить перед учениками сами. Естественно, мы будем проектировать, опять же, в образовательном процессе деятельность, чтобы учащиеся цель сами выводили. И план выполнения. План выполнения, здесь тоже могут быть различные версии, то есть от готового совершенно инструктажа учителям, да, что должен ребенок сделать, до такого комбинированного построения, когда мы вместе с учеником обсуждаем, какие этапы нужны, составляем. Ну и, наконец, для каких-то задач. И в завершение мы должны обозначить, о чем должен быть вывод, о чем должен быть результат. Никакой конкретно вывод они должны сделать, да,
о чем это должно быть. Вывод должен вытекать из данного исследования и некое вот описание продукта, который он может получить. И сейчас я примерные варианты покажу, ну, что-то можете потом придумать еще и сами. Вот такой вот инструктаж, он должен быть, опять же, задание может быть как достаточно большим, и занимать может быть даже весь урок, но, скорее всего, это все-таки задание, которое занимает вот 10-20 минут урока. Соответственно, и отсюда мы понимаем, насколько подробная должна быть инструкция. Значит, если мы большую часть урока планируем на это потратить, то здесь, соответственно, будет больше инициативы обучающихся. Если мы хотим, чтобы ученики что-то сделали быстрее, то значит у нас исследовательское задание будет больше продиктовано педагогом. И реализация этих заданий у нас может быть в виде практической либо лабораторной работы. Это два вида деятельности, которые, ну, чаще, конечно, встречаются в естественно-научных дисциплинах, в физике, в химии, немножечко на географии, на биологии. Но вполне мы можем это моделировать и на уроке математики с использованием как моделирования ручного, да, когда мы, скажем, склеиваем многогранник и что-то с ним изучаем, так и с помощью сейчас уже виртуальных инструментов, это различные компьютерные среды программные, которые позволяют выполнить построение. И здесь мы понимаем, раз мы выполняем построение, то какие сюда лучше будут всего подходить задания. Ну, те, которые компьютерно легче моделировать. Это и графические построения, это задания, связанные с функциями, это, естественно, вероятностно-стохастический эксперимент и много других, вот, текстовые задачи, то, что около этого моделируется. В результате практической работы у нас должен получиться некий математический объект, который мы далее изучаем и сравниваем. Ну, скажем, если мы хотим склеить многогранник и что-то изучить, то это, конечно, у нас работа будет практическая. А аналогичная работа лабораторная, которая тоже является в неком действии, но носит чисто исследовательский характер уже готового объекта модели. И здесь никакого объекта как такового учащиеся сами не выстраивают. Поэтому между собой лабораторная и практическая работа в математике достаточно сильно похожа. И здесь основным инструментом может быть, опять же, построение графиков, составление таблиц. И на основе составленной таблицы проведенный анализ и выводы. Ну, посмотрим сейчас, опять же, примеры. Из программных средств самые такие популярные, наверное, сейчас и удобные – это вот живая математика, 1С математический конструктор, GeoGebra и Desmos. Живая математика и математический конструктор – это такие среды, которые имеют определенный бесплатный контент и некоторый платный контент. GeoGebra и Desmos на данный момент пока полностью бесплатные, свободно распространяемые. Мы тоже, кстати говоря, на нашем семинаре проводили вот по Desmos очень интересный семинар. Моя коллега Ольга Васильевна Кирюшкина проводила, и запись есть. Кто не видел, кого сейчас заинтересует, вы можете найти на сайте и послушать. Ольга Васильевна сама необыкновенно увлечена Десмосом и рассказывает в этой связи, конечно, безумно заразительно, очень много интересного. Я сегодня буду показывать построение и примеры, построенные в GeoGebra. Но вот чисто, они даже визуально очень сильно похожи, поэтому большой разницы нет. GeoGebra и Desmos рекомендую именно потому, что это бесплатные, свободно распространяемые, их можно и в школе установить. У них есть мобильные версии, то есть можно установить на смартфон, на планшет. И если у нас нет компьютерного класса по математике, а чаще всего у нас его нет, то мы можем воспользоваться либо мобильным классом, да, в школах часто бывают комплекты планшетов на класс, и вот этот мобильный класс мы можем себе на какие-то уроки брать. Это же не на каждый урок. Но даже и Министерство просвещения нам сейчас это разрешает, да, нам запрещено использование смартфонов на уроке, не
в образовательных целях. А в образовательных целях, пожалуйста. Поэтому мы здесь можем как раз воспользоваться, если дети установят себе на смартфон, использовать вот этот вот мобильный такой класс. Ну вот сейчас несколько моментов я покажу. С официального сайта, вот здесь вот это официальный сайт, вы видите, можно скачать. Вот здесь вот эти приложения все указаны. Вот это набор приложений, нажал на кнопку «Скачать» и установил. После установки вот здесь вот GeoGebra мы видим, как будет выглядеть открыто. Вот с левой стороны панель объектов, вот здесь вот набор инструментов. Если мы геометрические объекты строим, можем координатные оси убрать, тоже в настройках есть. Если графики, то, соответственно, здесь в координатных осях все строим. Набор инструментов достаточно большой. Я сегодня в основном буду показывать вот ползунок, такой самый активный на алгебре, но на самом деле вот довольно простой набор инструментов, а возможности использования просто необыкновенные. Итак, вот предлагаю первую работу, первое исследование выстроить вокруг проектирования деятельности по формированию умения решать линейные уравнения. В принципе, 7 класс достаточно несложная, в общем-то, тема, поэтому вполне подходит для того, чтобы учащиеся сами с ней поработали. Тем более, что зачатки этого у нас уже были в 6 классе, частично ребенок уже готов с этим материалом работать. Поэтому почему бы не предоставить ему возможность самостоятельное исследование провести, довести его до конца и сформировать полноценное предписание обобщенное по решению уравнений, сводящимся к линейным в общем виде. Тема поставлена, цель поставлена, план работы. Изучить материал. В материале у нас есть 2 алгоритма, есть разобранные примеры. И здесь приводится в инструкции конкретное указание учащимся по выделению обозначенных пунктов алгоритма. Вот, к сожалению, у нас очень многие дети, ведь смотрите, в параграфах учебника куча примеров разобрана. При этом дети приходят и говорят: я ничего не понял, домой приходят, говорят, что не понимают, что надо делать, как делать. А проблема в том, что он не умеет правильно прочитать и неправильно разобрать тот пример, который приведен в параграфе. То есть он его читает как Муму Тургенева. Но это же не Муму Тургенева. Кстати, Муму Тургенева тоже неплохо бы читать с карандашом, делать пометки для того, чтобы анализировать, да, текст и понимать, помимо вот просто какой-то интересной истории, еще и все вот эти вот логические связи, которые там представлены, да, вот все, над чем стоит подумать. Но в математике-то точно мы без карандаша не обойдемся. Поэтому в данном случае вот это исследовательское задание, оно еще и полезно учит ребенка приемам работы с математическим, со специфическим текстом учебным, с которым нужно уметь работать. Поэтому выделить, обозначить алгоритмы в решении. В этом случае он может это решение потом репродуктивно переносить на другой и продуцировать свое что-то. Да, если мы просто прочитали решение, увидели, как здесь красиво все решено, и ничего не анализируем в этом решении, то, конечно, мы этому не научимся. Вот этот параграф, к которому дан задание, это 3 страницы текста. Вот здесь у нас есть определение и пояснение. Все по определению линейного уравнения. 2 алгоритма линейного уравнения уже вида ax плюс b равно 0 и вида ax плюс b равно cx плюс d. И примеры разобранных решений. Вот одно и второе с описанием. Но это решение с описанием. Хорошо, чтобы ребенок умел в этом описании увидеть вот эти вот этапы алгоритма. Если он эти этапы алгоритма может выделить, то следующее задание он составляет сам уже обобщенное предписание.
Таким образом, у него его продукт при выполнении данного исследования, здесь работа с текстом, будет выглядеть в виде вот некого предписания, в данном случае вот образец или пример, так скажем, показан. Вот эта форма работы с текстом, исследовательское задание по тексту, очень полезно и важно, потому что это такой первый маленький шажок к тому, когда мы делаем большое исследование, и мы должны проработать несколько источников. Учащиеся, к сожалению, вот этой работой практически не владеют, не очень хорошо понимают, как это делается. И очень часто бывает, что при выполнении каких-то проектных работ берут материал из интернета и просто банально его перефразируют, перерабатывают, там что-то вырезают, какие-то свои слова добавляют. И в этом заключается их работа с текстом. А на самом деле работа с текстом, она все-таки немножко другое подразумевает. И вот здесь как раз пример такого исследовательского задания при работе с теорией. Еще один вариант тоже работы с теорией, но несколько иного вида. Это другой параграф, это уже 13-й параграф, тоже 7 класс. И здесь работа с графиком линейной функции. В параграфе описывается, как расположен график вида y равно kx при положительном значении параметра k, при отрицательном значении. Ну вот, естественно, учебник нам не дает возможность сделать динамическую модель. То есть в учебнике в параграфе представлена стационарная картинка, несколько значений, и вот этот вот образец рассматриваем. Здесь мы видим... Так, вот что тут опечатка небольшая. Здесь мы видим, имеем возможность динамику показать, изменений. То есть вот это уже задание с помощью графической среды. Вот выглядит как параграф, вот стационарный дискретный рисунок. И предлагаем вариант продукта окончательного в виде вот такой таблицы. В таблице легче сравнивать, когда для каждой функции мы определяем угловой коэффициент и сравниваем с углом. И потом делается вывод о возможной взаимосвязи. И выполняем построение. Все исследование у нас проходит с помощью геогебры графически. Используется инструмент ползунок. Вот у нас в верхнем левом углу мы его ввели. И строим график функции y равно kx. Вот геогебра сразу автоматически строит при k равном единице. Вот здесь он показывает, что k равно единице. Есть еще инструмент замера угла, можно померить. Но можно воспользоваться здесь тем, что у нас клетки, да, и вспомнить, что получилось у нас здесь биссектриса, и, соответственно, угол 45 градусов. То есть не замерять прям точное значение, а сравнить, просто сделать вывод о том, что это биссектриса. И дальше начинаем менять значение. Вот мы как непрерывно начинаем менять значение. Вот эта вот прямая, она непрерывно начинает вращаться. Вот это вот состояние непрерывности изменения, оно очень такое интересное и полезное, в общем, для учащихся, именно для формирования понимания непрерывности, понятия непрерывности. И вот здесь вот изменили k плавно от единицы до 2. Вот получили другое значение. Вот мы видим, как изменился угол, он увеличился, он стал больше, чем 45 градусов. И меняем дальше. Вот стали уменьшать, и мы видим, что угол уменьшился. На самом деле я здесь взяла такие значения симметричные, 2 и 1/2. И здесь вообще можно много чего пообсуждать еще по поводу симметричности вот этих вот значений. И углы вот эти вот похожи, вот, как они получаются, да, вот эти интуитивные такие вещи, они, в общем-то, очень так полезны, да, не наталкивают нас на какие строгие теоретические выводы, но очень много полезных таких вещей представления линейной функции закладывают. Ну и меняем до отрицательного значения, получаем вот тупой угол, значение коэффициента вот это вот отрицательное.
И фактически уже вот под тангенс угла, под угловой коэффициент касательный, вот мы уже заложили базу всю. Если мы какие-то такие вещи будем еще обсуждать, то в 10 классе нам настолько легко будет вот к этому подойти, еще раз вернувшись. Фактически уже производная здесь у нас. И тангенс угла наклона касательный сформулирован, и по картинке мы это можем легко сделать. Конечно, не делаем. Наша задача здесь вот посмотреть, понаблюдать за углом. И когда учащиеся это делают, им потом очень легко и задания в ОГЭ делать, когда они понимают, где нужно сопоставить картинку с уравнением, как может выглядеть прямая, как не может, потому что мы этот коэффициент крутили и с ним, в общем, достаточно серьезно работали. Заполняется таблица теперь, вот эта вот, которая была в начале, и вот эти вот выводы по поводу того, что угол острый, тупой, и в сравнении с 45 градусов, я не случайно вот эту биссектрису, да, провела, геогебра как раз с нее начинает, больше 45, меньше 45, сопоставляем положительный угол, дробь меньше единицы, больше единицы, отрицательный. В общем, таблицу можно продлить еще, покрутить с этим углом, и отсюда сделать соответствующие выводы, что взаимосвязано с углом, ну и какие-то, в общем, вот такие вот общие вещи. Вот оно исследование проведено, вот он, соответственно, и вывод ребенка, и деятельность ребенка. Но структурно, как я уже говорила, нам очень важно вот пройти эти этапы, когда мы определили тему, определили цель и так далее. Это вот два таких вот примера работы с теоретическим материалом. Аналогичные же вещи мы можем провести и в 8 классе, и в 9 на эти темы, которые можно вот таким же образом разложить в виде такого вот мини-исследования на уроке. Но также и достаточно большое количество задач в математике вполне представимы в виде исследований. Вот здесь вот представлен основной перечень таких задач. Это и задачи практического содержания, где мы можем вывести самостоятельное исследование. Это исследование разрешимости задачи, естественно, задачи описательной статистики. Много задач исследований у нас в разделе дополнительные задачи. И некие исследования с помощью IT-средств. Мы сейчас посмотрим тоже примеры. Ну вот здесь вот задачи, которые требуют рассуждения, вот в учебнике даже помечены значком. Исследовательская. Составьте числовое выражение, значение которого равно числу кратному чему-то. То есть, по сути, по своей, это все равно мини-исследование. То есть нам нужно исследовать. Мы можем наобум что-то составлять, а мы можем выводить какие-то свойства, какие-то принципы, которому это число должно соответствовать, тем самым обеспечивая эффективность решения. В том числе и исследовать ситуацию, когда задача неразрешима. То есть нас просят составить такое, а его не существует. И это, собственно, уже вот элементы, такие теории чисел, которые нас потом к 19-й задаче готовят к ЕГЭ и ко многим другим вещам. Вот таких заданий довольно много в учебнике. Вот здесь примеры приведены. Когда мы можем из простого задания сделать исследовательское. Да, заполните пропуски, чтобы x равно был корнем уравнения. Ну, можем наобум что-то подставлять и все равно получим, да, результат. А можем придумывать какую-то систему, то есть провести исследование, которое бы нас направило на то, каким принципом должно удовлетворять это решение, чтобы мы однозначно приходили к какому-то варианту решения. Когда это единственное решение, то единственное, а когда таких решений много, мы подходим к некому семейству решений. Ну, естественно, очень многие задания с параметром, они, безусловно, сами по себе уже являются мини-исследованиями. Но как-то вот мы их как исследования не так часто проводим. Предлагаю все-таки на это обратить внимание и рассматривать, ну, если не каждое задание с параметром, то хотя бы часть из них действительно как
задание исследовательское. Вот здесь дана у нас инструкция к выполнению работы по изучению уравнения с параметром степени не выше первой. Я умышленно так называю уравнение, которое структурно похоже на линейное. И умышленно его так называю, потому что при наличии параметра при переменной x, в тех случаях, когда выражение, выражающее коэффициент при x, может быть равно нулю, а уравнение уже у нас не совсем линейное, оно какой-то такой у нас нулевой степени, да, становится. Поэтому все-таки вот это значение параметра при переменной x, оно очень важно, очень большую роль играет во всем ходе решения. Поэтому вот эту вот степень первую я прям вот в названии четко выделяю. И предлагаю работать здесь тоже с использованием динамической математической программы, хотя не умаляю аналитического решения. Более того, вот вы здесь видите, у меня показано вот в 4 пункте заполнить соответствие аналитического решения с графической интерпретацией. То есть вот материал, в общем, не очень сложный, ну, для нас, наверное, не очень сложный. Для детей, конечно, это первые задания с параметром, довольно сложная вещь, параметр для них, первое знакомство. И поэтому вот хочется вот эту вот взаимосвязь аналитического и геометрического здесь четко показать. Вот в этом году уже, да, есть первые результаты ЕГЭ, и параметр в этом году был графический. И вот вы знаете, к своему ужасу хочу сказать, что из многих регионов уже пришли мнения, что дети либо плохо владеют графическим методом, либо не хотят, и он им не нравится. И запутались и не справились с параметром по той причине, ну, параметр в этом году был классический геометрический. Поэтому вот все-таки нужно, чтобы графические приемы заняли свое место. И это связано не только с тем, что им на ЕГЭ будет легко сдавать. Это связано прежде всего даже с психофизиологическими особенностями обучающихся. У всех у нас достаточно сильно развито визуальное восприятие, и никто этот вид восприятия не отменил. Да? У нас никто не отменил дидактический принцип наглядности, и мы прекрасно понимаем, что если мы картинку не показываем, многие дети усваивают материал хуже, мы все время пытаемся каким-то образом делать наглядность. Мы объясняем материал, мы все время сопровождаем свои объяснения записями на доске. Или там презентация на проекторе. Даже мы сейчас с вами проводим вебинар, и у меня сделана презентация. Для чего? Для того, чтобы было наглядно. Я могла то же самое вам рассказать устно. И можете сейчас в чате написать, как было бы легче, если бы я все рассказывала устно, или когда у вас перед глазами картинка, а я ее сопровождаю разговором. В принципе, ответ очевидный, но все-таки очень хочется, чтобы он подкреплялся не просто вот моей уверенностью, что визуальный ряд для вас важен в изучении материала, но и признанием это письменным. Согласитесь, что визуальный ряд нужен. Так вот, что такое график функции? Это визуальный ряд. Вопрос в том, что ребенок должен уметь и понимать, как этот визуальный ряд читать. То есть, что такое функция, как его построить, какую информацию он с нее считать может. И если он это умеет, то тогда график ему является и подсказкой, и опорой, и все что угодно. А если ребенок это не умеет, то для него построение графика – это целая проблема вместо помощи. Так вот, соединение аналитического и графического решения и различных вот этих вот интерпретаций, вот я настаиваю, что это очень важный момент. И в данном случае исследовательская практическая работа, которая направлена как раз на соединение и на развитие вот этих вот взаимосвязей. Результат тогда у нас будет в виде такой таблицы, где
рассмотрено аналитическое решение, геометрическая интерпретация, но самое главное, они рассмотрены во взаимно однозначном соответствии, то есть каждый этап аналитического решения показан в графической интерпретации. Вот для примера такое задание. Номер 5.21 – это тема линейное уравнение. И когда мы изучаем в параграфе 5.21, мы еще линейной функции не знаем. И учащиеся его решают совершенно четко аналитически. Опираясь на определение, здесь отрабатывается определение линейной функции, понимание, что вот коэффициент при х не должен быть равен нулю, и вот эти все вещи мы обсуждаем. Но через какое-то время дети знакомятся с линейной функцией и понимают, что линейное уравнение имеет графическую интерпретацию. Фактически линейное уравнение – это и есть пересечение графика функции с осью абсцисс, и, соответственно, мы можем это же задание с параметром теперь решить графически. Поэтому при изучении линейной функции мы можем вернуться к старому материалу, который в 5 параграфе к этому уравнению, и построить графически. Опять же, здесь использую инструмент ползунок. То есть рассматриваем функцию и строим ее график. Ну, при p равном единице прямая пересекает, мы видим эту единственную точку, понимаем, что одно решение, это не устраивает наш ответ нашему условию, и, соответственно, мы можем покрутить эту прямую, меняем значение параметра, и вдруг раз, вот при каком-то значении, так интересно, знаете, иногда бывает вообще непонятно, куда делась прямая, и надо прям приглядеться. Я не случайно ее выделила синим и сделала чуть-чуть пожирнее, чтобы было видно, что прямая-то у нас никуда не делась, она слилась с осью абсцисс. Она вот здесь, вот она, ось абсцисс стала жирной синей, вот такой. Была обычная, стала вот такой. И это значит, что любая точка этой оси стала решением. А, собственно, мы знаем, там же была история, когда бесконечно много решений. Вот они, бесконечно много решений, прямые слились. То есть, собственно говоря, мы понимаем, что вот это ответ. Но нам нужно узнать, это единственный ответ или есть еще. Крутим ее дальше. И при каком-то значении, при значении p равном 3, прямая отделилась от оси абсцисс и убежала, проходит через точку 3 параллельно. Мы тоже аналитически этот результат получали. Теперь видим на графике, как он выглядит. Нет корней. Вот почему нет корней, потому что прямые параллельно стали. Ну и меняем дальше, опять получаем единственное решение. Понимаем, что при всех остальных значениях будет единственное решение. То есть мы имели аналитическое четкое решение, понимаем, что если коэффициент при x равен нулю, а свободный член не равен нулю, то решений нет. Если оба коэффициента равны нулю, то решений бесконечно много. И если коэффициент при x не равен нулю, то это единственное решение. И мы это увидели, как это выглядит графически. Мы получили этот результат. Соединили все в таблицу. Получили взаимосвязь двух приемов. И, собственно говоря, ребенок теперь может практически любое задание с линейной функцией решать и так, и так. Кстати говоря, можем вернуться к этой же задаче еще раз, когда будем рассматривать системы линейных уравнений. И там, допустим, перенести параметр p вправо и рассмотреть две функции. И рассмотреть, как эти два графика двигаются. И сопоставить уже 3 способа. Аналитическое и 2 графических. Когда рассматривается одна функция, и когда рассматривается система. И увидеть, насколько они взаимосвязаны, как там у нас происходит слияние двух графиков, пересечение, параллельные графики. То есть это тоже достаточно интересные вещи. И вот фактически у нас 2 исследовательских задания на 2 урока, которые мы можем сделать. И окончательным выводом в данной задаче будет вот такое вот предписание некое по решению уравнения с параметром степени не выше первой, по которому мы делаем количество, вывод о количестве корней и так далее. Другой вид работы, тоже с заданием с параметрами, мне очень нравится. Это задание исследовательское по составлению самостоятельных каких-то задач.
То есть это уже задание, связанное с квадратичной функцией в зависимости от параметра. Я немножечко здесь быстрее покажу, поскольку выше подробно рассказывала. Да, здесь задание другого толка. Да, при каких значениях параметра функция имеет что-то там наименьшее значение где-то, да, наименьшее. Аналитически наименьшее значение – это ордината вершины. Собственно, аналитически можем решить. И тоже здесь можем сделать такую таблицу по соответствию аналитического и графического решения. То есть можно так поработать с этим заданием. Мне здесь захотелось предложить другое. Мне захотелось, чтобы ребята покрутили вот этот график, подвигали все, поменяли разные настройки и придумали свое что-то. Вот можно даже какой-то комплекс задач. Ну, кто одну задачу придумает. Вот когда начинаем двигать, мы видим, как меняется при разных значениях. То есть вот у нас при начальном p равном единице вообще вот парабола достаточно низко располагалась, и наименьшее равно 8. Начинаем параметр увеличить, в эти параметры, парабола начинает вверх подниматься. Ну и, наконец, при значении параметра равном 10 наименьшее все-таки стало равно единице. Будем изменять дальше, парабола полезет у нас дальше вверх. То есть мы, во-первых, понимаем, на что влияют коэффициенты, мы понимаем, что свободный член, вот этот p, он просто двигает параболу вверх-вниз. Мы в очередной раз убеждаемся, что никуда не девается вершина, не сдвигается вправо-влево. Вспоминаем здесь как раз вот эти формулы, да, вершины. И видим, что здесь у нас формула вершины, коэффициенты вот, минус 6 и 1, как раз говорит о том, что абсцисса вершины будет у нас зафиксирована на прямой x равно 3. То есть вот много вещей, которые мы здесь можем обсудить относительно параболы и предложить учащимся свой вариант. Ну, самый простой вариант такой, что дети просто меняют коэффициенты. Ну, например, предлагают поменять при x квадрат, вот все оставляют, только при x квадрат минус ставят. И важно, чтобы они здесь увидели, что когда мы поставили минус, парабола-то перевернулась, да, ветви стали вниз, и, соответственно, у нее не наименьшее значение, а у нее наибольшее. То есть вот в формулировке задачи следует поменять вот эти слова. Это самое простое изменение интерпретации задачи. До него додумываются практически все учащиеся, и целую кучу таких задач аналогичных, таких клонов составляют. Но встречается и такое, когда начинают какие-то приключения искать, и не просто наименьше, начинают новые корни какие-то изобретать. Самое интересное, что новая задача, которая получилась, она принципиально другая. Если в той мы искали ординату вершины, то здесь мы ищем совсем другие вещи, хотя картинка похожа. Парабола, прямая горизонтальная, но и принцип решения меняется, и здесь уже нам дискриминант нужен, и совершенно другие вещи. И это, в общем, достаточно такая полезная, интересная вещь с точки зрения исследования объекта графического, соединения графического объекта с аналитическим. И опять же, мы можем вот эти вот вещи сделать. Вот это вот у нас результат данного исследования, будет вот такой комплект задач. Ну вот я несколько примеров показала, конечно, их можно показывать очень много, и я не случайно останавливалась на том, какие цели ставит учитель, да, и не случайно начала с планирования. То есть, безусловно, какую задачу из учебника мы будем делать исследовательской, зависит от того, какие мы себе ставим задачи, что мы себе определим, не забывая о том, что если мы хотим спроектировать это как исследование, то мы обязательно должны обозначить тему, цель, этапы, и мы должны конечный продукт какой-то, неважно какой-то, таблица, вывод, какая-то картинка, какая-то модель, но мы это должны зафиксировать как результат, и у учащихся это должно остаться в голове. В конце не могу не показать теорию вероятностей, хотя промелькну ее быстро. Вероятность случайного события, и здесь вывод о том, почему у нас вероятность выпадения монеты равна 1/2, и частота исхода при бросании приближается к этой расчетной вероятности. Значит, но вероятность бросания монеты равна 1/2, потому что это по определению равно 1/2.
второй. Потому что у нас идеальная модель, монета, она от правильной формы, с несмещенным центром тяжести, она падает ровно так и никак по-другому. Конечно, моделировать эксперимент, да, вот посадить детей, взять, дать им в руки монетку, и чтобы они 1000 раз бросали, мы от такого эксперимента сойдем с ума. 1000 раз дети устанут бросать, и это не станет интересным. Ну, несколько раз можно бросить, 1, 2, 3. Для проведения полноценного эксперимента с большим числом испытаний будем использовать интерактивный модуль, конечно. Вот пример интерактивного модуля, очень простенький. Это разработка Института Московского непрерывного математического образования. Смоделировать можно бросание одной монеты, 2 монет. Я на примере одной быстренько покажу. Можно установить число бросаний. Начинаю с маленького, 100. Вот одна монетка. На кнопочку «Начать» нажали. И вот у меня первый раз просто повезло. 50 и 50 получилось. Больше ни разу не получалось. Меняю. 200. Бросаю. 99 и 101. Увеличиваю. Что-то у меня заголовки неправильно. 500. 254, 246. Еще меняю. 1000. 504 и 496. В общем, могу этих экспериментов проводить столько, сколько мне нравится. Заполняю таблицу, делаю расчетную вероятность. Ну, мне нужно, конечно... Ну, я сделала только 4, потому что время ограничено. Мы учащимся можем задать определенное количество, да, сделать таблицу побольше. Ну, пусть сидят, тычат и ждут. Ну, чем больше бросков, там 1000, 2000, немножечко дольше программа это все показывает. Мы, кстати, видим, как это меняется. Еще есть изменение относительных частот. Можно включить его, и мы увидим, как выстраивается вот это вот изменение колебания, вот этого устойчивость, как формируется. То есть достаточно много вещей, о которых можем поговорить. И вот это все продемонстрировать. Ну и во внеурочку исследовательская задача. Старинный способ решения задачи на смешение 2 веществ. Здесь с доказательством. Я не знаю, знакомы вы или нет с такой схемой. Значит, если мы имеем 2 смеси с концентрацией А и Б, и нам нужно получить С, то вот так крест-накрест составляем разности, это и есть отношение масс. Неплохой прием, конечно, работает не для всех задач, а для конкретных, для смешения 2 веществ, для смеси, но для задач на смеси довольно существенно позволяет нам облегчить решение. И в данном случае покажу вот на такой вот заковыристой задаче. 2 сосуда емкостью по 6, на литра 4 литра 70% раствора соли и 3 литра 90%. Сколько нужно перелить из второго в первый, чтобы получился раствор некой концентрации А? Ну, как кто-то говорит, это прям не для всех, потому что задача на проценты, на смешение, да еще и с параметром. И вот здесь как раз, если решать ее традиционным способом, получается такое емкое уравнение, не очень удобное. А вот старинным способом довольно легко крест-накрест получаем такое целое уравнение. Вот это дробное соотношение. Остается только оценить значение параметра и получаем ответ. А дальше мы можем из этой задачи сделать исследование, меняя параметр, переставляя его местами. Вот в данном случае вообще все данные убрала, сделала А, Б, С, П и Q. И работаем чисто в буквенных соотношениях. А затем, меняя параметр из одного места в другое, то есть то массу ставить неизвестную, то параметр, то проценты, то еще что-то. Вот здесь вот масса первого куска в виде параметра. И вот это вот прекрасная задача для исследования, ну, во внеурочной деятельности. Это уже не мини-исследования, которые мы выше рассмотрели,
а это уже такое небольшое погружение. Здесь можно такой небольшой проектик получить, работая с одной единственной задачей, меняя компоненты и так далее. Ну, тут тоже та же самая задача, только другой компонент показан. Ну, и какие могут быть продукты, здесь вообще не останавливаюсь, просто пролистну возможные продукты. Мы очень часто вот эти вот продукты рассматривали в вебинарах своих, потому что это то, что способствует и формированию предметного результата, и формированию функциональной грамотности, и всего-всего. Я начала с этого. Нельзя учить сегодня функциональную грамотность, а завтра исследования, а послезавтра математику учим. Все учим одновременно. Так вот эти приемы, которые как раз сформируют все, они нам и помогают. Вот здесь вот они поподробнее расшифрованы, как составляются. Некоторые элементы сегодня показала вот по ходу примеров, да. Надеюсь, что какой-то такой обзор, как можно исследовательскую работу на урок спроектировать, у меня сегодня получилось дать. И, возможно, кто-то из учителей захотел чего-нибудь попробовать. В конце информация такая справочно-рекламного характера. У нас вот новые игры появились. Очень классная книжка. У кого 5-6 класс, для внеурочной деятельности, для проектной, для исследовательской. Нескучные рассказы по математике. И у нас, к сожалению, мы попали под санкции. Наш сайт закрыли, поскольку мы граждане Российской Федерации, поэтому мы временно без сайта. Всю поддержку реализуем пока через наш телеграм-канал. Поэтому, кто хочет быть в курсе наших новостей, пока временно, я думаю, до сентября мы восстановим сайт. К августу у нас будет новый, красивый. Но пока, пожалуйста, телеграм-канал и наша обратная связь. Примеры приводила из наших УМК, естественно, лаборатория Мартковича 7-8. Сейчас выйдет новое издание, уже с вероятностью статистикой полностью. И 10-11 базовый углубленный уровень. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Елена Львовна. Доклад, как всегда, ваши доклады насыщенные, содержательные, вот люди подтверждают, и позволяет задуматься о том, как это можно применить для своей собственной работы и на уроке, и во внеурочной деятельности. Вот. Ну, у меня есть пару вопросов, но я их вам лично, наверное, задам, потому что просто сейчас уже нет времени, мы должны перейти к конференции. Вот. Спасибо большое. Просто именно непосредственно то, что связано с исследовательской работой. У меня просто есть какие-то идеи, я хотела с вами поделиться, но, видимо, это отдельно, чтобы просто не тратить время. Огромное вам спасибо. Коллеги, спасибо большое за внимание. Поделитесь в комментариях впечатлениями, и, может быть, кто-то хочет что-то сказать, тогда надо выключить презентацию, но на всякий случай говорю, что у нас уже должна начаться конференция. Вот на секундочку еще буквально включу, если кто-то не успел. Вот. Я вам отправила в чат, значит, мы в телеграм-канале создали чат, и там МШУ. И я туда отправила штрих-код вашей группы, ну, группы вот в союзе с математикой. Да, прямо. Да, спасибо большое. Так что там есть это все. Там коллеги, спасибо за внимание. Продуктивной работы сегодня на конференции, хорошего завершения. И впереди хорошего отпуска, лета всем. Спасибо большое. В августе мы все встретимся. Всего доброго. Спасибо, Елена Львовна. Ну и хочу сказать, что курсы повышения квалификации, которые организованы вашим издательством, вашей лабораторией, у нас проходят. 30 человек эти курсы пройдут. Так что будем продолжать сотрудничество. И в следующий раз сделаем совместную, реально совместную программу. Я уже над этим думаю и вам ее предложу в качестве совместной программы. Спасибо большое. Да, всего хорошего, Елена Львовна. И тогда давайте сделаем все-таки 5-минутный перерыв. Вот в 12:10, если у нас там Ахполова Инесса Ивановна, значит, я предлагаю
Как мы сделаем, Инесса Ивановна? Как скажете. Сейчас я Я у Иры готова. спрошу, один вопрос Ире задам. Ира, скажи мне, пожалуйста, что с Чукаевой? Она может быть... Каева пока молчит. Тогда у меня вопрос такой. А можем ли мы... Вот я предлагаю все-таки перерыв небольшой сделать, потому что... Или как вы хотите? Или сразу начнем? Ну, не знаю. У кого это спросить надо. Я готова сейчас к работе, а как коллеги? Ирина Евгеньевна, вы с нами на связи? На связи я бы наблюдала время. Вот написано 12. Все, хорошо, тогда начинаем. Тогда не отключаемся и начнем. Все, вот тут тем более коллеги пишут «начнем». Пожалуйста, Инесса Ивановна Ахполова, преподаватель, это называется общих дисциплин, да? Правильно я расшифровываю? Или отдельных Нет, дисциплин? преподаватель отдельной Отдельных дисциплины, дисциплин. математика, информатика, информационно-коммуникационные технологии. Федеральное государственное. Училище. Так, Суворовское училище. Инесса Ивановна руководит вот этим методическим объединением, таким междисциплинарным, насколько я понимаю. И сегодня она расскажет как активизировать учебно-познавательную деятельность через междисциплинарное взаимодействие. Пожалуйста, Инесса Ивановна. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада всех слышать, видеть. Итак, тема моего доклада – активизация учебно-познавательной деятельности через организацию междисциплинарного взаимодействия. Одной из форм активизации учебно-познавательной деятельности является междисциплинарный проект. В Российской Федерации в федеральных основных образовательных программах уделено огромное внимание проектной деятельности. Обучение на основе междисциплинарного проекта – это форма организации обучения, при которой обучающиеся приобретают и применяют знания и способы познания из разных предметов. Работая в течение определенного периода времени над исследованием, решая реальную, увлекательную и сложную задачу, на основе решения задачи разрабатывается продукт. Позвольте поделиться с вами опытом работы над междисциплинарным проектом преподавателей Северокавказского Суворовского военного училища. В начале прошлого учебного года на инструктивно-методическом объединении преподавателей СК СВУ было решено приступить к подготовке и реализации межпредметного проекта, приуроченного ко Дню атомного ледокольного флота России. Проект был назван «От Кавказских гор до арктических льдов». Была создана творческая группа преподавателей, которые курировали работу обучающихся по направлению своего предмета. Основной целью проекта «От Кавказских гор до арктических льдов» являлась организация практикоориентированной образовательной деятельности обучающихся. Получился проект, который имеет междисциплинарный характер, яркую военную составляющую и серьезный воспитательный потенциал, направленный на расширение кругозора обучающихся в отношении героических страниц истории нашей страны и формирование патриотических качеств и гражданского самосознания. Работа велась над проектом в 3 этапа. Первый этап – поисково-исследовательский. На данном этапе обучающимся было предложено найти информацию о биографии Юрия Сергеевича Кучиева, истории Арктического флота, геополитическом значении Арктики и ее фауне. Второй этап – это конструкторско-технологический. На основе изученной информации и подбора материалов обучающимся предлагалось
Составить задачи по различным предметным областям под руководством преподавателей-предметников. И третий этап заключительный. На данном этапе велась оценка материала, полученного на втором этапе, изучение возможности использования результатов и создание презентации. Таким образом, получился проект, который можно использовать на внеурочном мероприятии. Целевой аудиторией данного внеурочного мероприятия могут быть обучающиеся 9-10 классов. А сейчас хочу представить вашему вниманию некоторые созданные межпредметные задачи нашими воспитанниками. Вот. Ну, данная задача была определить географические координаты места рождения капитана Арктики, воспользовавшись Яндекс.Картами. Ну, это умение пользоваться компьютером. Пользуясь масштабом данной карты, используя геометрические фигуры, окружность, прямоугольник, определите площадь Северной Осетии, напишите краткое решение, ответ округлите до целого числа. Вот здесь геометрические умения, знание формул площади круга, прямоугольника и умение округлять. Данная физическая задача, линия, соответствующая режиму невесомости, задаются функции. Определите, с какой скоростью самолет входит в режим невесомости под углом 47 градусов, округлив результат до единиц. Результат запишите в километрах-часах. Следующая задача – это, наверное, задача на геополитическое понимание происходящего у нас в стране и вообще в мире. Известно, что общее число ледоколов Канады меньше на 5 в нулевой степени числа ледоколов таких стран, как Швеция, Финляндия, а число ледоколов этих стран равно значению арифметического корня из 49. Число ледоколов США равно третьему числу из ряда простых чисел. Число ледоколов России на 33 больше американских. Число атомных ледоколов России на 6 больше числа атомных ледоколов других стран, равных сумме противоположных чисел 100 и минус 100. Вопрос. Найдите общее число ледоколов перечисленных стран и отдельно число атомных ледоколов. Ну и, наверное, еще одну задачу представлю. Это вот биологи вместе с обучающимися составляли. Надо прочитать текст представленный и ответить на вопрос. Определите длину и массу бивня нарвала, если разница между величинами массы длины в 3,5 раза больше количества зубов, а величина массы бивня составляет 30% от массы нарвала. Вот такой проект был осуществлен, были проведены в 10 классах, 9-классники делали проект, в 10 классах провелись мероприятия, обучающимся было очень интересно, они с интересом погрузились в информацию, которую предоставляли мы. И вот хотелось бы еще сказать, что считаю, что дальнейшее развитие проектной деятельности обучающихся и межпредметной интеграции вот именно преподавателей позволит нам обеспечить продвижение учащихся по личной образовательной траектории и способствовать подготовке высокообразованных выпускников. Вот я сократила свой доклад, но для того, чтобы поделиться с вами информацией
о том, что в рамках летней практики в Северокавказском Суворовском училище, которая проходила с 26 мая по 11 июня, работала летняя математическая школа. 2 недели практики суворовцы решали олимпиадные задачи, занимались программированием, 3D-моделированием, слушали лекции Анатолия Георгиевича Кусраева «Наука и оборона», Тотиевой Жанны Дмитриевны «Математика и баллистика», Аватуровой Веры Сергеевны «Экономико-математические модели», посещали экскурсии. По окончании работы школы мы подготовили видеоотчет о проделанной работе. И хочу представить вашему вниманию этот видеоотчет. Данный видеоролик можно считать популяризатором математики. И вот очень хотелось бы представить его вашему вниманию. Пожалуйста, Ира, если можно, запустите наш видеоролик. Афиша, Прибера Фиба, математический дозор, время 10:00, место актовый зал СКСУ. Кинокомпания «Пифагор» представляет. Ох, зачем мне эта ваша математика? А ответ на этот вопрос мы узнаем в летней математической школе «Математический дозор». Математика учит признавать свои ошибки. Допустим, суворовцы Гатин, Влад и Илоев Костя стоят напротив решенного на школьной доске уравнения. Это уравнение решено верно. Нет, это уравнение решено неверно. Фантастическая ситуация, а ведь математики встречаются с таким чуть ли не каждый день. Спросите любого учителя, что делать, если задача никак не решается. Ответ будет очень простым. Начните сначала и попробуйте пойти другой дорогой. А главное, не переживайте о допущенной ошибке. Ведь именно она в конечном счете направила вас по верному следу. Подсказка. 3 в квадрате равно 9. Минус 3 в квадрате тоже равно 9. А, я понял. У этого уравнения 2 корня. Плюс 3 и минус 3. Спасибо, Ваня. Подбирать точные и правильные слова. Точность, вежливость всех математиков. Правильно подобранные слова позволяют дать четкое определение. Хорошо сюда поставили этот квадрат. Да это куб. А, да? Помните, как товарищи преподаватели заставляли нас заучивать все геометрические понятия и правила? В училище мы понятия не имели, где они могут нам пригодиться. Юрченко нам покажет класс. Это сколько всего градусомера в треугольнике? 180. Такая фигура, геометрическая фигура, похожая на квадрат, но она чуть-чуть перевернута. Ромб. Да. Ромб. Но давайте подумаем, всегда ли мы произносим слова, ни на секунду не задумываясь в их значении? Сможете ли вы, не задумываясь, ответить, что такое счастье, что такое любовь или что такое мир? Совпадут ли ваши ответы на эти вопросы с ответами ваших товарищей, воспитателей, преподавателей? Счастье – это когда Биганов заканчивает четверть на отлично. Сам. Счастье – это когда получаешь хорошие оценки за свои знания. Счастье – это когда идешь в увольнение. Любовь – это взаимопонимание, уважение, поддержка. Я до бесконечности люблю суворовцев 8 В класса. Любовь – это семья. Любовь – это когда не убрался в комнате, но мама все равно купила мороженое. Мир – это чистое небо, яркое солнце. Мир – это положение, когда все хорошо. Мыслить на несколько шагов вперед.
Решать математическую задачу все равно, что играть в шахматы. Любой неверный, неосторожный шаг может привести к неправильному решению. Товарищи суворовцы, как часто, делая самоподготовку по алгебре, геометрии, вероятности и статистике, мы заходили в тупик лишь из-за того, что забывали знак минус. Даже самая крохотная оплошность может нарушить все планы. Стать преградой на пути к заветной мечте. А математика учит быть внимательным и ответственным за собственные поступки. Математика учит никогда не сдаваться. Ведь если ты не решишь задачу, ее обязательно решит кто-то другой. Так почему же не стать первым? Ну что, Арсен, немало ведь, правда? Правда. Математика – это не просто, но очень интересно. Чего вы ожидаете получить от летней математической школы? От летней математической школы я ожидаю получить новых знаний и язык программирования, узнать много новых друзей. В позапрошлом году я участвовал в летней математической школе, и я рад, что участвую в ней снова. От летней математической школы я ожидаю получить новые математические знания, чтобы уметь применять их в реальной жизни. Веселье, радости, много новых знаний и всего хорошего. Время влияет на дни и события, давит, диктует форматы и стили. Мы на пороге большого открытия сильной, свободной, богатой России. Время менять, обещания строптивые, но это сделано здесь и сейчас. Люди свободные, честолюбивые, завтра Россия зависит от нас. Кто, если не мы, сила поколения? Кто, если не мы, научное мышление? Кто, если не мы, прорыв десятилетия? Кто, если не мы, на годы, на столетия? Кто, если не мы, сильная команда? Кто, если не мы, науки, пропаганда? Кто, если не мы, заставит биться сильных? Кто, если не мы, свободная Россия? Штиля не ждем в эпицентре стихии. Мы строим проекты великой страны. Мы помним историю нашей России, и эту историю делаем мы. Дерзко, уверенно, смело, логично. Общие идеи и цели верны. Легко нам не будет, и это отлично. Успех наш зовется успехом страны. Кто, если не мы, сила поколения? Кто, если не мы, научное мышление? Ну и на этой позитивной ноте позвольте закончить свое выступление. Спасибо большое, Инесса Ивановна, за доклад и за видеосюжет, за приглашение фактически на экскурсию к вам на летнюю школу. Мы это увидели. Ну и физически мы там были, и подтверждаю, что все было именно так, как рассказано. Успеха вашим коллегам и вам, и вообще всему коллективу, и вашим замечательным учащимся, и замечательному вашему руководителю из КСВУ. Поэтому передайте ему от нас огромный привет. Спасибо. Да. Ну и теперь по делу. Да? Значит, я слово Ирине Евгеньевне предоставляю. Я предлагаю комментарии Ирины Евгеньевны послушать, а остальные комментарии, если нет прям ничего горячего, если горячего, то поднимите руку, а если горячего нет и можно написать, то все остальное, то все остальные участники пишут в чате свои комментарии. А Ирина Евгеньевна высказывается как эксперт. Нет, у меня просто вопрос. Верно ли я поняла, что вот этот междисциплинарный проект – это у вас ежегодное мероприятие, потому что я уже видела один вариант, и вы меняете только содержательную составляющую, или я не так поняла? Нет, у нас этот проект, как бы, понимаете, мы его сами учителя делали первый раз, а потом мы подключили к изучению, ну вот, к выполнению этого проекта самих обучающихся.
И вот они сами уже это составляли. Все поняла, спасибо большое. Ирина Евгеньевна, я думала, что вы прокомментируете именно содержательную сторону или нет, и как мы работаем. Как скажете. Что касается содержательной составляющей, то мне кажется, здесь все прозрачно, потому что вот пишут в комментариях и задачи интересные, и идея интересная, и я просто надеюсь, что это будет традиционной, то есть ежегодно, как ежегодная матшкола, так и ежегодная конференция. Вы же вначале запускаете список вопросов, на которые можно ответить, и будет как бы копилка и всего прочего. Спасибо. Да, я хочу вот поделиться с нашими планами. На этот год мы собираемся сделать проект «Город в погонах», улицы в погонах. То есть улицы Владикавказа, названные героями Советского Союза, военными, нашими военноначальниками. В общем, сделать проект вот такой. Инесса Ивановна, да. У меня к вам предложение и настоятельная рекомендация. Вот в этот проект, в каждую точку, которую вы делаете, давайте обсудим. Сделайте квест и добавьте туда математические задачи. Ну да. Да? Да, обязательно. Чтобы он был прям вот именно и историко, и математически, и географически, и еще социальный и так далее. Я вам дам ссылочку на проект, который делает Шабанова Мария Валерьевна с Архангельском, вернее, там работает. Как они делают эти квесты. У нее был доклад на нашем семинаре в прошлом году. Его можно посмотреть, она рассказывала это. Надо найти его в Ютубе на нашем канале «Наука в школе». По-моему, в мае это было 20, скорее всего, 22-го, что ли, года или 23-го, наверное, года. Там есть, там как раз исследовательская работа со школьниками. У них вот такой сетевой проект. В общем, очень рекомендую вот это посмотреть и добавить математическую составляющую. Спасибо большое. Спасибо. Если больше нет никаких вопросов и комментариев, предлагаю перейти к следующему докладу. Немножечко мы время сдвинули, получается, на 10 минут, но я надеюсь, нас простят коллеги, поскольку все это по делу. Бурнацева Елена Витальевна, преподаватель тоже отдельных дисциплин, а именно математики в Северо-Кавказском Суворовском военном училище. Она выступит в формировании познавательной активности. Так, видимо, мне надо выключить микрофон. Пожалуйста, Елена Витальевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня слышно, а то у меня были проблемы со звуком. Все, спасибо. Значит, мой доклад – это формирование познавательной активности обучающихся через интеграцию математики и истории в 5 классе. Ну и начать я хочу с высказывания великого ученого, нашего математика Колмогорова Андрея Николаевича. Математика – это то, посредством чего люди управляют природой и собой. Математика всегда была неотъемлемой и существенной составной частью человеческой культуры, а в тесной связи с историей она является ключом к пониманию окружающего мира, базой научно-технического прогресса и важным условием развития личности. Ведь как математика не может быть без чисел, так и история не может быть без дат. Интеграция математики и истории позволяет педагогу решить задачу духовно-нравственной концепции, в основе которой заложено воспитать личность, готовую и способную к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально ответственному поведению, способствует формированию патриотизма, чувства гордости за свою родину. Интеграция исторических математических знаний на примерах задач исторического содержания позволяет организовать такую деятельность, в результате которой формируется положительная мотивация к школьным предметам, так как создается благоприятный эмоциональный климат и необходимые условия для развития творческих способностей каждого обучающихся. Задачи указанной целевой направленности
могут быть весьма разнообразны, как по форме, в которой они поставлены, по дидактической цели, которой они служат, так и по месту в процессе обучения. Необходимо использовать такие задачи, которые дают обучающимся возможность, даже, может, и не зная события, оттолкнуться от другого факта, призвать на помощь математику, логику и решить их. Такой подход позволяет обучающимся составить алгоритм действий, овладеть приемами учебной деятельности, развить навыки анализа и отбора информации, устанавливать причинно-следственную связь, то есть формируют самые необходимые ключевые компетенции. На уроках математики наиболее часто используются такие средства по интеграции с историей. Это краткая беседа, которая представляет собой обмен мнениями об историко-математических фактах, лаконичная справка о дате или личности, показ фрагмента, исторический экскурс, интеграция исторических знаний и математических задач, связанных с этими знаниями. И поэтому на уроках математики я включаю задачи с использованием различных военных исторических фактов, связанных с великой историей нашей страны, со днями воинской славы России. И рассмотрю применение некоторых таких заданий на различных этапах урока математики в 5 классе. Так, на этапе целеполагания и мотивации можно начать урок с цитаты выдающихся людей, например, нашего великого полководца Суворова «Рукой победишь одного, головой тысячи», древнегреческий ученый Сократ «Знание – это единственное богатство, которое увеличивается, когда его делят», или высказывание Виленкина «Решение трудной математической проблемы можно сравнить со взятием крепости». Также на этом этапе можно начать урок с исторической краткой беседы, связанной с датой. Так, например, 25 января – это день штурмана военно-морского флота Российской Федерации. И начать урок можно с небольшой такой исторической справки, что 25 января в 1701 году указом Петра I была образована первая в России навигатская школа, где преподавали арифметику, алгебру, геометрию, необходимые для военного дела. Эти школы положили начало созданию отечественной системы военного образования. И после небольшого обсуждения с ребятами мы приходим к выводу о важности изучения математики. На этом этапе формируется умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. На этапе актуализации знаний можно, или закрепления знаний, можно предложить задания с расшифровкой имен и памятных дат воинской славы России. Например, круговой пример предлагается выполнить устно. Здесь у меня уже почему-то следующий слайд открылся, то есть представляется задание, которое дети выполняют устно. В результате выполнения устного этого кругового примера они расшифровывают фамилию Ушаков. Для работы в группе можно предложить, это уже может быть этап закрепления знаний, да, можно предложить задания следующих характеров. Значит, предлагается в группе решить уравнения. Эти уравнения распределяются между членами групп. Дальше расположить корни уравнений в порядке возрастания и расшифровать слово с помощью таблицы. И данные эти два задания в качестве проверки, самопроверки, может быть, да, можно использовать такую краткую лаконическую справку, либо показ фрагмента. У меня здесь не открывается, я пользуюсь очень сайтом, хороший такой ставропольский сайт, там очень короткий фрагмент, у меня не открывается здесь, тут была ссылка, что-то здесь в режиме этой презентации, в данной демонстрации не открывается. Там очень короткая идет справка и рассказывается о том, что
ответы на задания, которые выше ребята решали, они узнали о важной исторической дате. Это 3 марта 1799 года в истории России, взятие крепости Корфу. Это именно слово было зашифровано при решении уравнений под командованием непобедимого флотоводца Ушакова, а также о том, что в 1799 году наша армия и флот, благодаря Суворову и Ушакову, были непобедимы. И задание с расшифровкой имен математических или исторических, да, вот, пожалуй. Но все равно не срабатывает у меня, да. Задания с расшифровкой имен ученых, математических или исторических терминов дают возможность обучающимся в непринужденной форме повторить определения термина, изученные ранее, отработать вычислительные навыки и получить новые исторические знания. И не менее важно, что на уроках ребята заражаются всеобщим азартом поиска истины. Так, ну и вот я предлагаю вашему вниманию несколько фотографий с проведенного такого урока. Это была командная работа. Вот. Так, на этапе закрепления или обобщения знаний можно предложить такие задания. Их по-разному называют. Это и поисковые, и проблемные, и продуктивные задания. Особенность их состоит в том, что они не указывают ориентиры или подсказки для выполнения. Такие упражнения учат обучающихся самим работать с информацией, преобразовывать ее, находить связь между реальной жизненной ситуацией с изученными правилами, свойствами и закономерностями. Полученный таким образом продукт на одной из дисциплин может использоваться на другой. Можно выделить следующие этапы продуктивного мышления при выполнении заданий. Это значит этап осмысления, этап преобразования, этап решения, этап проверки. На каждом из этапов формируются определенные учебные универсальные действия. На этапе осмысления регулятивные, обучающиеся намечают цели, план выполнения задания. На этапе поиска и преобразования информации познавательные личностные универсальные учебные действия. Коммуникативные универсальные учебные действия формируются на этапе проверки, представления своего решения, выработанного совместно с командой, в паре, но может быть и индивидуально. И я предлагаю вашему вниманию задание, которое мы тоже выполняли с суворовцами. Задание продуктивного характера, флаг военно-морского флота России. Значит, обучающимся предлагается прочитать внимательно текст. История создания русского военно-морского флота связана с Петром Великим, который после своего путешествия по странам Европы принял решение о необходимости формирования сильного военного флота в России. Для нового боевого соединения требовался свой флаг, поэтому император лично занялся его разработкой. Ведь всего было разработано 8 вариантов, из которых выбрали самый удачный. Полотнище знамени представляет собой белый прямоугольник, длина которого составляет 3/2 его ширины, пересеченный синим диагональным крестом. Ширина синей полосы составляет 1/10 часть длины флага. Фактическая история Андреевского флага на Руси берет свое начало 11 декабря 1699 года. В этот день царь Петр I подписал указ об утверждении корабельного знамени российского флота, названного в честь апостола Андрея Первозванного. Ну, значит, и далее задание. Определите, сколько лет прошло со дня учреждения флага ВМФ России, дата подписания Петром I указа об утверждении корабельного знамени российского флота. Ну и далее, работая в паре, выполните необходимые расчеты, изобразите на листе бумаги Андреевский флаг, ширина которого равна 6 сантиметров. Это задание я использовала на уроке уже закрепления знания по теме обыкновенные дроби. Как раз мы начали решать несложные задачи на части. И вот такое задание было ребятам предложено. Ну, что здесь хочется отметить, очень большинство ребят не захотели, они выполнили расчеты, все, но каждый захотел изобразить этот флаг. Ну и там уже, конечно, творчество, у кого оно более яркие, кто как выделил цвета, там кто-то просил, можно я сделаю окантовку. Ну, в общем, и эти даты разными цветами они заполняли. Вот такое задание мы выполнили. Ну, и подводя итог,
Хочу сказать, что выполняя на уроках математики продуктивные задания с историческим содержанием, формируются следующие умения обучающихся, которые способствуют активной познавательной деятельности. Это умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи, умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. И, что немаловажно, овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решения. Использование задач исторического содержания на уроке позволяет преподавателю процесс обучения сделать более интересным, усиливает творческую активность, развивает математические способности, расширяет знания обучающихся об исторических событиях, способствует развитию и воспитанию нравственных и гражданско-патриотических качеств. Спасибо за внимание. Можно вопрос? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, не использовали материал. Сейчас я напишу вопрос. Ой, что-то... Елена Витальевна, одному оставить, у вас понять, второму выключить. То есть если в одном помещении или даже в одном здании два микрофона, то тогда будет фон. Поэтому кто-то, кто не говорит, пусть выключает микрофон, и все, и будет все хорошо. Не получается? Я пишу вопрос, но раз уже слышно хорошо, не буду писать. Не использовали материал с учебника истории 5 класса? Нет, из учебника истории 5 класса истории нет, я не использовала. И второй мой вопрос. Могу задать? Слышно будет. Вот предыдущий докладчик говорил, что учеников подключают к созданию задач. У вас весь исторический материал был дан в готовом виде. Не была у вас такая идея, чтобы дети сами подобрали и составили задачу с тем же самым зашифруй и прочее, и прочее? Да, у нас, я такое практикую, особенно им нравится ребятам делать вот такие задания устного характера на круговой пример, зашифровывали они сами, да, ребята делают такие задания с удовольствием. Это совет. В следующий раз лучше представлять ваши наработки, чем уделять внимание каким-то общим таким вопросам. И будет красиво. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Вопрос, Елена Витальевна. Вот этот материал, который вы сегодня показывали, как-то он созвучен с тем, что вы на колмогоровских чтениях докладывали? И внесено ли что-либо новое, и в тех тезисах, которые вы, если вы их прислали, все отражено или нет? То есть идея такая была, что мы провели колмогоровские чтения владикавказские, там коллеги выступили с докладами, дальше они оформили тезисы своих докладов, и мы готовы фактически опубликовать этот материал как сборник тезисов конференции «Владикавказские колмогоровские чтения». Вот в этом материале что-то добавлено новое или это тот же самый материал? Нет, что-то добавлено новое. Тогда вы тезисы сделаете новые? Хорошо. Спасибо, что вы могли. Хорошо, спасибо большое. Комментарии в чате есть, их видно. Понятно, что люди одобряют деятельность каждого докладчика
и беру для себя на заметку, как, во-первых, самим можно принимать участие в таких конференциях, с чем выходить с докладами и что применять в своей непосредственно практической деятельности в том числе. Следующий доклад Байбус Наталья Константиновна, преподаватель отдельной дисциплины математика Суворовского военного училища Северокавказского, с темой доклада «Развитие функциональной грамотности на уроках математики в 6 классе». Пожалуйста, Елена, Наталья Константиновна. Добрый день. Меня слышно? Вас слышно, но не видно. Ага, сейчас дело видно будет. Ага. Видно? Да, видно. Презентацию видно, и вас тоже видно. Очень хорошо. Значит, в первую очередь я хочу поблагодарить всех организаторов, лекторов, составителей курса за содержательную полезную информацию. Было очень полезно, я буду применять это все в практической своей деятельности. Вот. Ну и, конечно, у меня получилось небольшие сложности с подключением, и без помощи Иры я не справлюсь. Вот. Поэтому, пожалуйста, Ира, я надеюсь на вашу помощь. Вот. Пожалуйста, включите мою презентацию. 2 секундочки, да. Плохое у меня соединение. И не с первой страницы опять она открывается. Угу. Сейчас. Сегодня что-то происходит. Ирина, можно мне права передать? Я бы листала. Да ничего, сейчас я тут... Вам не сложно, Ирина Евгеньевна? Может, тогда бы я вам сделала на всякий случай сейчас. Так, Малова Ирина Евгеньевна. К сожалению, не загрузила. Ага, только Ирина надо... Евгеньевна, когда я вас сделала ведущей, вы можете открыть из файла Байбус НК эту презентацию? У меня, видимо, плохой интернет, и у меня она почему-то не сначала. Открываю. Угу. А у вас тоже не сначала. Угу. Сейчас мы полистаем назад. Да, да. Что-то сегодня прям... Ну, вы мной командуете тогда. Ладно. Так, вот видно сейчас, меня почему-то программа вообще выкинула, заново подключилась. Видно меня? А теперь презентация не та. Это чужая. Вот сегодня почему-то постоянно вот так вот бегает. Это ваша? Нет, это не моя презентация, к сожалению, большому. Я же говорю, сегодня они цепляются друг за друга, и я все старое за 3 дня вообще удалила. Вот я пытаюсь запустить вот эту. Это ваша? Да, это моя. Просто не первая страница. Ну, ничего страшного. Давайте Вот это первая? Да, вот, Вот, это вот первая. первая. Да, Угу. да. Вы командуете мной, я буду листать. Хорошо, спасибо. Итак, тема моего доклада – это развитие функциональной грамотности обучающихся на уроках математики через решение практических задач. Детей надо учить тому, что пригодится им, когда они вырастут. Дальше. Если можно, дальше. Ага, дальше. Сегодня обществу необходим человек функционально грамотный, умеющий работать на результат, способный к определенным социально значимым достижениям. Функциональная грамотность учащихся – это определенный уровень образованности учащихся на уровне общего среднего образования, выражающий степень овладения учащимся ключевыми компетенциями, позволяющие эффективно действовать в учебной деятельности и за ее пределами. Предметы естественно-научного цикла в рамках программы призваны раскрыть перед учащимся современную научную картину мира. Знания о природе составляют естественно-научный фундамент мировоззрения современного человека. Значит, каждый момент получения знаний должен быть одновременно и формированием целостности сознания учащегося, единой системой знания о природе, интегрального ее образа. Одной из форм реализации интегрированного подхода к обучению является установление межпредметных связей на уроках естественного цикла. Они играют важную роль в повышении практической и научно-теоретической подготовки учащихся, существенной особенностью которых является овладение школьниками
обобщенным характером познавательной деятельности. Дальше. Интеграция – это не самоцель, а определенная система в деятельности учителя. Она должна решать определенные задачи интегрированного обучения, а именно повышать уровень знаний учащихся по предмету, который проявляется в глубине закономерностей за счет их многогранной интерпретации с использованием сведений интегрируемых наук. Изменять уровень интеллектуальной деятельности путем рассмотрения учебного материала с позиции ведущих идей. Повышать познавательный интерес учащихся, проявляемый в желании активной и самостоятельной работе на уроке и во внеурочное время. Включать учащихся в творческую деятельность. Дальше. Интеграция в современном образовании идет по нескольким направлениям и на различных уровнях. Эти уровни внутрипредметные и межпредметные. Внутрипредметная интеграция включает фрагментальную интеграцию с отдельными фрагментами урока, требующими знаний из других предметов. В основном именно такую интеграцию я применяю на уроках математики. Дальше. Математика физики. Физика. Основное внимание заслуживает понятие величины, которое используется во многих науках, но для курса физика и математики является наиболее характерным. Математика тесно связана с физикой. Так, навыки работы с функциональным материалом находят применение в решении конкретных физических задач. На уроках математики должны найти подобающее место задания, в которых необходимо определить значение конкретной физической величины при заданных значениях параметров, входящих в данную формулу, выразить одну переменную через другие. Перед вами примеры таких заданий. И задания такого вида мной были использованы на уроке в 6 классе при прохождении темы формулы. Математика, география. Элементы математики привлекаются и на уроках географии, в частности, в вопросах масштабных соотношений, преобразований подобия. При изучении темы масштаб на уроках математики предлагаются задания на нахождение расстояния между пунктами по карте. Я думаю, что все с такими задачами сталкиваются на своих уроках. Математика, химия. Для успешного применения математических знаний по химии учащиеся должны свободно владеть записью числа в стандартном виде и действия с этими числами, процентными вычислениями, навыками составления пропорций, уравнений, чтения графиков и тому подобное. При изучении темы проценты для решения на уроке учащимся были предложены примеры химических задач. Такого типа. Морская вода содержит 5% соли, сколько пресной воды нужно добавить к 80 килограмм морской воды, чтобы концентрация соли составила 4%. Математика, биология. Очень интересные поучительные задачи экологического содержания для среднего звена. Одна из таких задач, например, одно растение василька производит в среднем 1500 семян. Семена сохраняют схоженность до 10 лет. Определите запасы семян этого сорняка в почве после 5 лет засорения им посевов на одном поле. И другие задачи, их 5, я примеры привела, которые тоже можно использовать на уроках. Задачи практического содержания. Важное значение в процессе обучения математики имеет понимание учащимися практической значимости того или иного учебного материала, ближней и дальней перспективы его использования. Задача такого плана. Между электрическим столбом и зданием натянут кабель. Расстояние между зданием и столбом равно 10 метров. Высота столба 8 метров, а высота здания 4 метра. Найдите длину электрического кабеля. И еще ряд задач представлено. Вашему вниманию следующее. Вашему вниманию я сейчас на слайде привожу пример кластера по теме пропорция, как применяют пропорции в медицине, химии, кулинарии, географии, биологии и в других дисциплинах. Давайте рассмотрим некоторые примеры. Например, кулинария. Понятие пропорции используется в кулинарии, когда мы готовим какое-либо блюдо. Мы стараемся использовать то количество продуктов, которое указано в поварской книге. Это делается для того, чтобы не испортить блюдо. Если мы возьмем больше соли, то пересолим, а если меньше, то будет невкусно. Еще пропорция позволяет рассчитать количество продуктов для приготовления одного и того же блюда для разного числа гостей.
Ну и пример задачи. Для приготовления варенья из 1 килограмма брусники необходимо 500 грамм сахара. Сколько килограмм сахара необходимо для приготовления варенья из 1,5 килограмм брусники? Медицина. В медицинской практике врачи следят за тем, сколько и когда надо давать лекарства больному. А в правильных дозах лекарства дают лечебный эффект. В меньших оно бесполезно, а в больших приносит вред. При изготовлении лекарств тоже соблюдаются пропорции. Здесь необходима точность, так как при нарушении пропорций составляющих лекарства ингредиентов может получиться не лекарство, а яд. Ну и примеры задач. Больному прописан курс лекарства, которое нужно принимать по 250 мг 2 раза в день в течение 7 дней. В одной упаковке лекарства содержится 10 таблеток по 125 мг. Какое наименьшее количество упаковок надо на весь курс лечения? Дальше, пожалуйста. Так, дальше. В химии. Заслуженное место заняла теория пропорций при решении задач по химии. Например, в пробирку налили 12 грамм воды и 3 грамма соли медного купороса. Найдите процентное содержание соли в растворе. Дальше. Ну, знание пропорций и умение применять их во многом определяют успех задуманного дела. Например, в химии точные весовые пропорции различных веществ при соединении дают возможность получения нового вещества. Дальше. Ну и примеры задач. В 2,4 литра воды растворили 100 грамм соли. Какова концентрация полученного раствора? Дальше. Технология. На уроках технологии мы также используем пропорцию. Когда мы хотим сшить какую-либо вещь меньшего или большего размера, мы уменьшаем или увеличиваем выкройку до нужного нам размера. Например, выкройка фартука для себя и для куклы. Да? Размеры элементов кукольного фартука отличаются от соответствующих размеров моего фартука в одно и то же число раз. Дальше. Ну и пример такой задачи. Краеобметочная машина 0,6 метров ткани обрабатывает за 2,16 минут. Сколько метров может обметать за 1,44 минуты? Ну, другая задача тоже как пример может служить. Физика. С глубокой древности люди пользовались различными рычагами. Весло, лом, весы, ножницы, качели, тачка и так далее. Примеры рычагов. Выигрыш, который дает рычаг в прилагаемом усилии, определяется пропорцией, где М большое и М малое масса грузов, а L большое и L малое плечи рычага. Ну и примеры задач. По правилу рычага найдите М большое, если заданы L малое, L большое и М малое. Дальше. Моделирование. Пропорция применяется при моделировании, при моделировании все пропорции сохранены. Примеры задач. Длина модели автомашины 42 сантиметров. Какова длина автомобиля, если размеры его уменьшены в 10 тысяч раз? Дальше. Ну, в географии я только что говорила, да, в географии также применяют пропорцию в теме масштаб. Дальше, значит, ну, примеры задач. Нужно найти расстояние между селом Техтер и городом Покровск, если 1 сантиметр соответствует 1 675 000 сантиметров на местности, 1 сантиметру на карте и, соответственно, на местности. В изобразительном искусстве. С давних пор человек стремится окружать себя красивыми вещами. На определенном этапе своего развития человек начал задаваться вопросом, почему тот или иной предмет является красивым и что является основой прекрасного. Уже в Древней Греции изучение сущности красоты прекрасного сформировалось в самостоятельную ветвь науки, эстетику, которая у античных философов была неотъемлема от космологии. Тогда же родилось представление о том, что основой прекрасного является гармония.
В Большой советской энциклопедии дается следующее определение понятия гармония. Гармония – это соразмерность частиц целого, слияние различных компонентов объекта в единое органическое целое. В гармонии получают внешнее выявление, внутренняя упорядоченность мира бытия. В классике изобразительного искусства на протяжении многих веков прослеживается прием построения пропорций, называемый золотым сечением или золотым числом. Этот термин ввел Леонардо да Винчи. Золотая пропорция – это понятие математическое, ее изучение – это прежде всего задача науки, но она же является критерием гармонии и красоты, а это уже категория искусства и эстетики, которая изучает гармонию и красоту с математической точки зрения. В произведениях изобразительного искусства художники и скульпторы осознанно или подсознательно доверяя своему тренированному глазу, часто применяли соотношение размером золотой пропорции. Это же явление наблюдается и в иных конструкциях природы, в спиралях моллюсков, венчиках цветков и еще во многих знакомых нам вещах. Например, расположение листьев на побеге тоже подчиняется золотому числу. А золотое число наблюдается в пропорциях гармонично развитого человека. Длина головы делит в золотом сечении расстояние от талии до макушки. Ну и так далее. В музыке представители Пифагорьевской школы заметили, что высота тона обратно пропорциональна длине струны. Вибрирующие струны, натянутые с одинаковой силой, звучат друг с другом в тон, если их длины находятся в простых числовых отношениях. Согласие тонов излучает приятное звучание и наоборот, рассогласованность производит дисбаланс. Самыми благозвучными оказываются тона, соответствующие следующим отношениям между длиной струны: 1 к 1 октава, 2 к 3 квинта и 1 к 2, 3 к 1 и к 6 – это гармония. Следующее. Музыка есть жизнь чисел, но жизнь особая, проявляющаяся не в строгих рядах вычислений, а в звуковых гармониях, подчиненных обязательным нормам математики. Так как в основе музыкальных произведений лежат четкие соотношения, описываемые количественными законами, то композитор может и, не отдавая себе отчета, интуитивно при создании музыкального шедевра производить математический расчет. Лейбниц писал: «Музыка – это радость души, которая вычисляет, сама того не зная». Говорят, что рисовальщик освобождает геометрию, а музыкант отворяет простор цифр. Музыка является чуть ли не разделом математики, все же остается искусством. Литература. Литература входит в ту же область творчества, что и музыка, и изобразительное искусство. Так значит, и здесь должна быть связь с математикой. Ясно, что эту связь необходимо искать в поэзии. В математике существует ряд исследователей, в частности, академика Колмогорова и его учеников, посвященных анализу русского стиха. Дальше. Еще Аристотель заметил, что сравнения и тропы в поэзии создаются по правилам отношений, существующим между членами пропорций. По примеру Аристотеля, доктор философии Сухотин на основании основного свойства пропорций рассмотрел поэтическое выражение, что старость для жизни, то вечер для дня. Он выписал основные понятия по порядку: старость, жизнь, вечер, день. В нашем выражении утверждается, что старость также относится к жизни, как вечер относится ко дню. Дальше. Брюсов, покоренным миром поэзии пропорций, писал: «Вам поклоняюсь, вам желаю числа, свободные, бесплотные, как тени, вы радугой связующие повисли, к раздумьям с вершины вдохновения». Ну и хочу завершить свое выступление формулой: овладение равно усвоение плюс применение знаний на практике. Спасибо за внимание. У меня несколько вопросов, и вообще главный такой вопрос. Что здесь участвовало, где тут ваши ученики участвуют, что вы на практике применили, и вообще вот откуда такой материал? Да, отвечу на ваш вопрос.
В нашем училище как раз проходил семинар. Семинар, посвященный был интегрированию уроков, поэтому я не была последственным участником этого семинара, то есть, участвовала как-то, да, в помощи где-то вот преподавателям в составлении кластера, в научную брошюру семинара. И я тоже решила как бы в своем 6 классе, где я преподаю, создать тоже кластер по теме пропорция, и вот именно связать пропорцию с различными дисциплинами школьной программы, и решать с суворовцами именно задачи практического содержания. Вот так как-то. У меня еще целая серия вопросов, просто для моего расширения круга зрения. Скажите, пожалуйста, брусника растет у вас в Северной Осетии? Нет, нет. Я думаю, что задачу, если человек не знает, что... Брусника растет. Растет, видимо, я не садовод, как бы. Второй мой вопрос. Я не могу решить задачу про длину провода. Мне кажется, там теорема Пифагора участвует. А как 6 класс с теоремой Пифагора справится? Где там здание 6, 8, 4, вот такие данные там получается. И, к сожалению, не могу сейчас вернуться к этой задаче презентации. Просто и тоже для меня Техтюр – это осетинский город или поселок? Нет, это не, это где нет, это не осетинский город. Значит, моя вам большая рекомендация. Нужно не уходить в чужое, потому что очень много чужого, и нужна все-таки то, что вы сами сделали. Спасибо большое. Да, спасибо вам большое за комментарий. Спасибо огромное. Спасибо, Елена Витальевна. Ой, не Елена Витальевна, Наталья Константиновна. Да. Когда люди работают долго в одном и том же учреждении, они становятся и с одинаковыми именами. Да. Извините. Ничего страшного, спасибо. Значит, я предлагаю перейти к следующему докладу. Спасибо большое за доклад. Тоже предлагаю тезисы оформить, как и на Колмогоровский, чтобы мы могли сборник все-таки издать. Тот уже собран, в принципе, а здесь, если есть новизна, допустим, и он не полностью компилирует предыдущие работы, то тогда, пожалуйста, сделайте тезисы и пришлите нам, чтобы мы сформировали сборник тезисов и этой конференции. Итак, следующий докладчик у нас... Прошу вкладываться по времени, мы все-таки немножечко сбиваемся. Рита Маировна Гуцунаева, учитель математики школы номер 50 города Владикавказа, учитель высшей категории, один из самых опытных учителей в нашей сегодняшней конференции. Она расскажет о том, как она осуществляет исследовательскую работу в средней школе. Ее ученики практически всегда становятся победителями или призерами владикавказских, колмогоровских чтений. Но надо сказать, что работает она точечно именно с теми детьми, которые умеют и хотят заниматься учебно-исследовательской деятельностью. Поэтому работы бывают всегда интересные. Рита Маировна, пожалуйста, вам слово. Так. Все, да? Слышно меня сейчас? Да, слышно, но вас не видно, но слышно. И презентацию тоже видно. А сейчас видно, да? Все нормально. У меня просто проблема, я с телефоном и с компьютером. Поэтому у одного микрофон есть, у другого звук. Здравствуйте еще раз. Работа – это из опыта работы, исследовательская работа в средней школе. Именно конкретно моя работа. Начну, наверное, с того, что
наша обязанность это, мы хотим вообще-то не обязанность даже, может быть, ну и обязанность тоже. Хотим, чтобы наши дети хорошо знали математику. Мы должны это делать, все, чтобы они полюбили. Но что мы можем сделать? Заставить мы сейчас не можем, просить тоже нет, и советовать тоже нет. И вероятнее всего нам надо постараться так, чтобы они полюбили математику. И там, где любовь, там все будет. Вот больше, вот очень хорошо подходит к моему выступлению вот слова. Если хочешь построить лодку, не зови людей, не бей в барабаны, а всели в них тоску по бескрайнему синему морю. Вот правительство Российской Федерации утвердило, наконец-то, это не наконец-то, в 2013 году утвердило итоговый вариант концепции. Самая главная там цель – это повышение качества математического образования. Я бы тут добавила, вроде бы все это я вот беру с документов, да, вроде бы все понятно, но почему повышение? На мой взгляд, вместо повышения качества знаний я бы там написала доведение качества математического образования до уровня 90-х годов, когда просто слесарь, простой слесарь, сантехник, домохозяйка могли решать более-менее простые математические задачи. По крайней мере, они, вот это поколение учеников, они в застойных лет, как сейчас молодые говорят, застойных лет любили, могли помогать своим детям. Они любили математику. И сейчас потом, когда они, будучи став взрослыми, сами родителями помогали своим детям делать уроки. По крайней мере, такое было. Вот сейчас на моей практике, недавно у меня был родитель, который пришел, и там проблемы с ребенком, таблицу умножения не знает. Я говорю, как вы же могли, это 5-6 класс, вы же могли научить ребенка. И она мне заявляет, а я сама не знаю таблицу умножения, как я могу научить. Вот, то есть слова повышения я бы все-таки заменила. Доведение качества знаний математического образования до уровня 90-х годов. Вот что бы я сделала. Ну, это я, наверное, только мое. Обновление содержания школьного математического образования производится по 3 направлениям. Это введение учебно-исследовательской деятельности, широкое использование информационных технологий и тематическое обновление. Тоже вопрос, вот последний, тоже вопрос, тематическое обновление. Обновили нам, ввели теорию вероятности и статистику, без определенной программы, без учебников, а концепцию принимали, утверждали в 2013 году, а сейчас, какой 24 год, у нас пока по этому предмету ничего ясного нет. Ну, может быть, в центрах есть, а у нас нет. Ну, математическая деятельность – это в первую очередь исследовательская деятельность. И исследовательский подход в образовательной практике был востребован с глубокой древности. Ну, считают, что одним из первых, который ввел в практику обучения, это был Сократ. Я хочу вот сейчас обратить внимание на практику советской школы, где исследовательский метод широко внедрялся в практику обучения. В программах, которые действовали в 20-е годы, акцент делался на наиболее эффективный метод обучения, благодаря которым ученик научился бы приобретать знания, исследовать предмет или явление, делать выводы и добытые знания применять на практике. Ну, дальше я, наверное, пропущу, чтобы особо не занимать, и перейду, наверное, именно к своей проектной деятельности, проектной исследовательской деятельности с учащимися. Во-первых, как это у меня происходит? Три уровня. Первый уровень – это, наверное, все-таки школьный уровень. Когда я беру 5 классы, я стараюсь вводить там такие темы, которых в школьной программе у нас нет, но которые можно делать, которые можно разрабатывать. Вот что умеют, я начинаю с вопроса, что умеют дети, когда приходят к нам в 5 класс? В лучшем случае, что они умеют, это умножать, делить, складывать, вычитать. Ну и решать текстовые задачи более-менее такого среднего уровня. В 5 классах я дала тему устный счет, провести исследование устный счет. Что не умеют? Я опять задаю вопрос, что не умеют? Это умножать и делить устно двузначные натуральные числа на однозначные. Умножать двузначные числа на 11. Вот это что умеют в лучшем случае. И чтобы мотивировать учащихся, провожу исторический экскурс по биографии Якова Трахтенберга. Фамилия не очень звучит, но
сам человек звучал очень хорошо. Вот родился он в России, окончил самый знаменитый институт тогда по тем временам имени Берга в Санкт-Петербурге. И стал он всемирно известным инженером. В свои 20 лет он был назначен главным инженером, и под его руководством очень много людей работало. Но в 17 году, после гибели царской семьи, Трахтенберг очень тесно был связан с этой семьей, бежал в Германию. Дальше, с приходом власти Гитлера, жизнь евреев в Германии становится опасной, и в 1934 году он сбегает в Вену уже с молодой женой, чтобы спасти свою жизнь. В 1938 году произошел в Австрии тоже, вы знаете, переход на сторону Гитлера, и Якову пришлось искать пути отступления. Теперь он уехал в Югославию. Ну и там не удалось ему скрыться, так как фамилия Трахтенберг уже была на слуху в гестапо. Как итог, в одну из ночей 1939 года за ним пришли. Конечным пунктом этапирования было одно из самых страшных мест на Земле. Это за всю историю человечества, это концентрационный лагерь Освенцим. Просидел в общей сложности в лагерях и тюрьмах около 5 лет. Кругом пытки, смерть. И чтобы не сойти с ума, Яков начал работать. Он понимал, что его мозг иначе не выдержит. И он искал любые куски бумаги, чтобы работать. Писал, чем мог, все запоминал. Из лагеря он сумел сбежать в Швейцарию, основал собственный математический институт, где преподавал свои методы. По этим методам учились не только студенты, но и взрослые, и даже дети. В 1953 году в возрасте 65 лет умер. То, что он делает свою работу именно в лагерях, это уже детям как бы повод заинтересоваться этим человеком. Все то, что он сделал, это он сделал. Математические вот эти методы он сделал в тюрьмах, он сделал их в лагерях. Поэтому это очень такой повод пробудить интерес учащихся. Ну, что мы делаем? Мы в течение четверти, 1 раз в неделю на уроке, один ученик рассказывал о своих исследованиях, то, что он находил. Затем он же готовил на карточках к своим выступлениям примеры на устный счет, и каждый ученик из пассивного слушателя превращался в активного. Итогом работы становится всегда конференция, мини-конференция, это школьная на уровне класса. Выделяются работы на школьную конференцию. Ну и главное, даже слабые ученики перестали умножать на 11, 12, 13 и так далее. Научились умножать устно-двузначные числа, возводить в квадрат двузначные числа и так далее. То есть очень много. Очень хорошая книжка. Я могу эту книжку, конечно, посоветовать, но это перевод он на русском, я на русский язык кто переводил, не знаю, но автор это американский математик и журналистка. Но есть наш учебник, советский учебник, то есть по Трахтенбергу. Вот это очень, я в конце на нем остановлюсь, очень хороший учебник. Дальше. Второй уровень требует уже работы с первоисточниками. Например, как раз такой темы, которую я задавала детям, это математика и шифры. Работали мы над этой темой, конечно, больше, потому что там много способов шифрования, там, конечно, и с помощью, допустим, алфавита, там очень много способов, поэтому требовали, много работали по этой теме. Через 2 месяца над темой работало не больше 10 человек, потому что отказались. Трудно было. Но они так уже хорошо ориентировались, что вот на онлайн-конкурсах по шифрам в меташколе они занимали места. Там всего дается час на дешифровку 5 работ. И стабильно получали дипломы. Кроме того, с этой работы уже выходили и на калмогоровские чтения, потом дорабатывали, выходили на шаг будущее и занимали места. 2-е, 3-е, 1-е место занимали. То есть дорабатывали и занимали какие-то места. На 2-м уровне одной урочной деятельности, конечно, мало, и есть у нас в школе кружки, на которых мы работаем. Но если, конечно, 10 человек остается, то 10 человек с ними я работаю. На конкурс идут
несколько человек, 2 человека. Сейчас уже идут на конкурс идет только 1 человек. Путем отбора только 1. Мне это чуть-чуть обидно, потому что на Колмогоровске, когда начало было, там могли принимать участие командами по 3 человека. Им работать было намного интереснее, когда 3 человека работают над одной и той же темой, и они ее представляют. Это небо и земля, когда вот сейчас с одним человеком работаешь, а там 3 человека, они с друг другом соревнуются. Поэтому было интереснее. Ну, вот. 3-й уровень – это уже не только практическая значимость выбранной темы, там, но и новизна в ее разработке. То есть какие-то свои умозаключения логические. На таком уровне до финиша доходят только 2-3 ученика. Ну, такие темы, я могу сказать, вот, которые мы отрабатывали, это выпуклые функции, это работа, она называлась не квадрат Пирсона, конечно, это то же самое было, но на кругу мы рассматривали, там мы его назвали круг X. Дальше у нас такие же работы были, вот выпуклую функцию, вот это у нас хорошие работы. И вот сейчас была на колмогоровских чтениях очень хорошая тема, на мой взгляд, конечно. Это когда мы от тригонометрических формул отказались и решали задачи 9-11 классов из первой части ЕГЭ, решали с помощью только определений. В определение мы записывали в виде отношений и решали без никаких формул. Это вот последняя наша работа. Ну, доработаем еще, конечно, до следующего года, но доработаем. Вот. Это вот то, что я хотела сказать. Вот так и работаем. Сперва 5 классы, потом дальше идем, потом идем дальше. Уровень такой. Работаем сперва, весь класс работает. По желанию, конечно, я не даю так, по желанию. Потом отсеивается, и где-то шаг будущее бывает в ноябре, этот конкурс отсеивается, и получается где-то 7 человек. На шаг уже на Колмогоровске у нас еще меньше, нас становится 2-3 человека. Но на Колмогоровске мы посылаем только 1 человека. Вот, это вот как я работаю. Ну, вот что я хочу еще сказать, что важную роль для мотивации интереса к предмету играет, конечно же, признание работы ученика. Ни в коем случае нельзя игнорировать исследовательскую работу ученика даже на школьном уровне. Защита работы должна быть публичной. Пусть эта защита даже будет на уровне класса. Но ребенок должен видеть, что его работа оценена и учителем, и коллективом. И в то же время требования к исследовательской работе должны быть более жесткими, на мой взгляд. Тоже, может, я и не права. Иначе работа превращается в чтение докладов, рефератов, что, к сожалению, допускают и на некоторых серьезных конкурсах. Вот, поэтому надо как-то на это обратить внимание. Ну и на последнее, что я еще хочу сказать обязательно, это неоценимый вклад вносит в развитие интереса школьников к математике, конференции, конкурсы и другие соревнования. В процессе подготовки и участия в них учащиеся умеют учиться правильно общаться, верить в свои силы. И в этом плане я хочу особую благодарность выразить даже за себя, не сколько за своих детей, что такую гигантскую работу в нашей республике проводит ВЦМНО и лично Абатурова, и выразить большую благодарность. Потому что с 2012 года я на этих конкурсах со своими детьми принимаю участие, и есть какой-то вот свежий воздух. Вот я жду этих колмогорских чтений, я жду, допустим, со своими детьми шаг в будущее. То есть, наверное, это все-таки мое. Я люблю заниматься исследовательской работой. Спасибо за внимание. Огромное спасибо за системную такую работу. Я вот Вере Сергеевне посылаю слайд. Ей нужна обратная связь о той работе, которую она делает. Спасибо большое. Спасибо. Вам. Спасибо большое, Рита Маировна, за то, что вы, несмотря на все, еще зажглись и продолжаете работать, и у вас появляются новые детки. У нас ученица Риты Маировны начинала на Владикавказских колмогоровских чтениях участвовать 6 класса.
И в прошлом году она стала победителем. В прошлом же это было году, поправьте меня, если я вдруг неправильно скажу. Она стала в 11 классе победителем конкурса. То есть вот с 6 класса она постепенно входила. Причем, что мне импонирует, скажем, в работе Риты Маировны с детьми, это то, что она делает мини-группы. То есть у нее, например, в паре работают 2 человека и готовят исследовательскую работу под ее руководством. И когда они работают вместе, то еще и такой интересный командный дух проявляется. Или, как ни странно, вот эта девочка, которая была у нее, она такая бойкая была, а мальчик был потише. И вот она еще так руководила, видимо, этой командной работой. Так что нужно продолжать эту работу, нужно знакомить молодежь. И, может быть, мы, когда будем следующую школу молодого учителя математики делать, может быть, мы возьмем как раз вот тему учебно-исследовательской деятельности школьников туда и методической деятельности учителя продолжим. И пригласим вас как спикера вот рассказать про эту работу в виде мастер-класса. Ну, это сейчас родилось, не знаю, но вот мне кажется, что поскольку уже опыт очень хороший, накоплен, конечно, нужно распространять это. И попрошу, Рита Маировна, очень попрошу тезисы прислать вот этого доклада, чтобы мы могли опубликовать. Я вообще призываю всех, все, что вы делаете, опубликовывать в каком-либо варианте, потому что опыт показывает, что каждый день он уходит и уносит с собой весь опыт, если его не фиксировать в виде публикации. Поэтому рекомендую всем, кто сегодня выступает, сделать тезисы, чтобы мы сделали небольшую брошюрку по этой конференции. Спасибо большое. Спасибо. Так, следующий докладчик по нашему плану – это Давыдова Ольга Викторовна, учитель математики школы номер 15 города Тюмень. Хочу уточнить, здесь ли Ольга Викторовна, готова ли она выступить перед нами. Здесь, да. Я попрошу убрать презентацию. Благодарю, что вы приняли участие, потом расскажете, откуда вы узнали об этой нашей школе, конференции. Вот. А сейчас предлагаю вам выступить с докладом «Методическое сопровождение педагогов по подготовке обучающихся ГИА по математике в Тюменской области». Пожалуйста. Так, секундочку, сейчас я открою экран. Добрый день, уважаемые коллеги. Так, подскажите, видно ли мой экран? Да. Замечательно. Ну, во-первых, хочу сказать, что на конференцию попала случайно, увидела, буквально в интернете искала летние дистанционные курсы, на которые тоже благополучно попала, ну и увидела возможность поучаствовать в конференции. Мой доклад будет, наверное, немножко выделяться от всех коллег, потому как в основном мы говорим про детей. Я хочу рассказать сегодня об одном из экспериментов, которые мы провели в нашей Тюменской области по поводу вот нашей головной боли, это результатов итоговой аттестации по математике. Но немножко хочу сказать, что у нас все-таки работает направление, чтобы вы не думали, что у нас нет исследовательской работы с детьми, она у нас присутствует. У нас проходит межгородская, межшкольная конференция старшеклассников «Открытие». На базе Тюменской области работает региональный центр «Новое поколение», центр олимпиадной подготовки. То есть детям у нас есть где поэкспериментировать, каждая школа экспериментирует также с детьми, но при этом оказывается, что не всегда эта работа у нас, ну, скажем так, получается. Стоит только посмотреть на результаты прошлого года, когда мы узнали, что треть российских девятиклассников сдала ОГЭ по математике на двойки, и наша область не стала исключением, то, в общем-то, мы пришли в ужас. И решили, сначала озадачились этой проблемой, результаты я сейчас покажу. Вот по Тюменской области 19 тысяч с небольшим человек в формате ОГЭ, 524 человека в формате ГВ. И при этом вот те 10% двоек, это уже с учетом всех резервных периодов, включая и летний, и сентябрьский.
первоначальное, конечно, количество также далеко от России не ушло, это было примерно 30%. Ну, согласитесь, это вообще жуткие цифры. И начали искать, в чем же проблема. Мы привыкли, что, конечно, мы большую часть обвиняем детей. Да, у нас дети не хотят, у нас дети не могут. Я говорю о среднестатистической школе, мы таковой являемся, общеобразовательная школа, и провели среди выпускников вот прошлого года, уже когда все улеглось, анкетирование. Ну, не только среди выпускников, мы сюда пригласили и родителей, и педагогов, и попросили их назвать возможные причины вот того самого низкого результата. И были очень неожиданные ответы. Ну, понятно, что стресс это дети сдают в другой школе, согласна, да, хотя и до этого они сдавали всегда. Вычислительные ошибки – это наша вообще головная боль. Неверно прочитанные задания. То есть вот это наша функциональная грамотность. Мы читательской грамотностью не владеем. Вот с этим мы тоже согласились. Ну, еще несколько моментов. Здесь и пандемия, которая была уже 3 года назад, но все еще на нее ссылаются. И нас поразил следующий показатель. Учитель сам не знает материал. Как? Это точно не про наших учителей, думали мы. И решили утереть, что называется, нос всем, кто так считает, и провести диагностику наших педагогов. Понятно, что они у нас ее периодически проходят и при курсовой подготовке, и при прохождении аттестации. Но вот так глобально всех педагогов, работающих в 9 классах, мы не трогали. И вот мы решили это сделать на уровне области. Ну, пока говорю только про город Тюмень. К нашей диагностике было привлечено 150 человек, учителей математики именно 9 классов работающих, и 18 человек уже потом дополнительно сами изъявили желание, когда поняли, что это интересно, дальше что-то будет. И с учетом вот этой диагностики выделили 7 групп с учетом вот результатов и с учетом наличия или отсутствия опыта выпуска. Получилась следующая картинка. Мы поделили педагогов на 7 групп. 4 из них – это наличие выпуска у учителей, то есть они уже выпускали в формате ОГЭ. Вот такие результаты от 90 до 100% 27 человек, от 80 до 90 – 27. И что нас насторожило? У нас появилась группа с результатами от 40 до 65 человек. И 3 группы без опыта выпуска, и там тоже выплыли 16 человек с достаточно низкими результатами. То есть, что называется, оправдать учителя у нас не получилось. Действительно, как мы говорим о результатах детей, если у нас не все учителя сами пишут. Вот это ни в коем разе я не умаляю достоинства учителей, потому что кто-то пришел выпускник, да, с вуза, он еще вообще сам только школу закончил, а на него тут 9 класс повесили. Бывает и такое, потому что кадровая проблема, она везде кадровая проблема. Ну и вот результаты дополнительной диагностики, там тоже 5 человек достаточно низкие результаты имеет. Что мы получили? Мы 2 наших департамента, областной, городской, включая сюда же городской информационно-методический центр, сели и разработали вот такой вот план мероприятий. Сразу говорю, что план это был такой сырой, накиданный, потому как учителей и методистов школьных сюда не привлекали. Но затем мы создали рабочую группу, куда включили, вот по количеству групп, 7 групп у нас организовалось, 7 региональных методистов, в которую я в эту группу вхожу в том числе, поэтому могу говорить, вот если я говорю «мы проводили», это значит, что я в том числе. То есть не просто так. Итак, форматы работы с педагогами. У нас их было 2. Очный – это семинары, практикумы на базе школ города. Вот об этом я чуть поподробнее расскажу. Вообще в 15 минут уложиться проблемно, поэтому я в конце презентации электронную почту свою дам, и если подробности будут нужны, то, в общем-то, я готова поделиться. И второй вариант – это дистанционный в цифровом кабинете методиста на сайте Министерства просвещения России. Но вот сюда у нас зашли не все педагоги, а только те, кто имел низкий уровень, да, выполнения этой работы. Итак, и работа началась. В очном формате
Мы провели достаточно много занятий, но некоторые темы из плана нашего департамента мы переобозначили, потому как с точки зрения вот школы изнутри оно было более нужным, посчитали. Ну и кроме того, мы учитывали запросы самих педагогов, что бы они хотели, в чем они не уверены и в чем нужна была помощь. Итак, вот начали работу с декабря. Сначала это было, конечно, жуткое возмущение, как это по субботам, мы еще куда-то пойдем. Одну субботу мы пережили после занятий, позитив начал нарастать. То есть когда люди поняли, что да, действительно, они пришли не зря, когда с ними работают, их не ругают за результаты, им помогают, и даже те, кто дал нам там 100% выполнение, они, во-первых, сами включились в работу, почувствовали себя снова учителями, чтобы поработать с молодыми коллегами. Конечно, нам очень сильно помогли. Ну и кроме того, как оказалось, они тоже чему-то учились. Итак, практикоориентированные задачи, первое занятие мы посвятили. Как научить ребенка читать задачу? Вот это действительно головная боль наша, потому что недавно, вот в прошлом году, опять же, разговариваю с 11-классником, который дал неправильный ответ в задаче на нахождение объема, он мне начал говорить ответ, я понимаю, что, чего-то он не то находил, не то спрашивали. Я говорю, а ты задачу-то читал? Он говорит, а зачем? Я же картинку увидел, я задачу узнал. Все. У меня даже вот дар речи пропал, я понимаю, что этому человеку что-то объяснять бесполезно, да. То есть ребенок не то, что неправильно читает, он ее не читает, он видит знакомую картинку. Это проблема, и проблема в том числе и учительская. Вот смотрите, практикоориентированные задачи, они достаточно объемные по тексту. Там много информации, которая, в общем-то, не пригодится при решении задачи. Да? Например, там адрес какого-то садового участка. Он зачем? Но, тем не менее, дети говорят, а я не буду читать эту задачу. Точно так же наши учителя говорили, мы не будем ее читать, потому как, зачем ради 1 балла там что-то работать? Мы лучше потратим время вот на более какие-то интересные задачи и так далее. Следующая серия занятий прошла в направлении геометрических задач. Понимаем тоже, что без геометрии ребенок у нас порог не перейдет. И, как оказалось, это действительно провальная линия, а значит, с учителями нужно было тоже поработать. Что мы делали? Мы брали задачи сначала самые простые, и по нарастанию условия усложняли, скажем так. Сначала, например, берем треугольник равнобедренный, даем в условие что-то равнобедренный треугольник. Вторая задача, там уже нет слова равнобедренный, есть, например, равенство. Да, сторона АБ равна стороне АС. На третьем рисуночке уже вообще нет ничего, только отмечены одинаково стороны. Для детей это 3 разных задачи. И учителям мы это тоже объясняем, что не надо сразу, вот вы им одну задачу показали, все, ребенок у вас научился. Он все равно должен это проработать в системе. И мы не решали задачи с учителями, мы с ними проговаривали, а как эту задачу решать с ребенком. И вместе вырабатывали какую-то вот методику. Потом материалы, конечно, эти все хранились, и педагоги уходили с этими материалами уже довольно счастливы. Я потом покажу пример той папочки, с которой они могли бы уйти. Дальше взяли часть составляющей алгебраической функции, графики функций. Но это, опять же, по запросу учителей. Здесь что поделали? Здесь мы с детьми очень часто работаем с таким приемом, как интеллект-карта и защита этих интеллект-карт на уроках. Вот мы попросили педагогов тоже такие интеллект-карты представить по теме функции. Функции были различные. И, кроме того, вот те примеры работы, те формы работы, которые мы на учителях проиграли, они говорили, ой, здорово, это же можно использовать на детях. То есть не только мы на себе опробовали, мы понимаем, где у нас получилось, где не получилось, а значит, я с ребятами на уроке то же самое могу поделать. И вот тут вопрос интеллект-карт очень хорошо зашел. Дальше, после того, как мы поработали с учителями, учителя поработали с детьми, мы провели безоценочную диагностическую работу по геометрии. Ну и, соответственно, к этому моменту у нас уже результаты были на руках. Вот тут мы дали возможность учителям поанализировать. Сначала поанализировали свои результаты своих детей,
а потом они обменялись результатами и уже анализ другой школы, например, провели и дали рекомендации, и что можно включить в план коррекционной работы вот соседу, коллеге. Тоже достаточно интересная была работа, и учителя, в общем-то, очень хорошо не отзывались. Затем мы прорешали, мы рассмотрели, да, первую часть модуля алгебра. И здесь основные вопросы, которые мы поставили. Как научить выпускника решать без ошибок. Здесь говорили о способах рациональных вычислений. Учителя поделились своими какими-то находками, какими-то способами устного счета. И вот эти материалы были тоже оформлены в методические рекомендации, в опорные карточки, которые можно было использовать дальше уже учителям при подготовке ребят. И прошли 2 интенсива по модулю алгебра и модулю геометрия заданий второй части. Особый интерес вызвал у нас критерии оценивания у педагогов, потому что не все из них как бы понимают, за что эксперт может снять баллы, а поскольку вот те 7 региональных методистов у нас практически все являются экспертами, то мы этот вопрос пообсуждали, дали, опять же, учителям возможность оценивать как эксперт некоторые предложенные работы. И на уроках, ну вот я, например, когда уроки провожу, я тоже ребятам распечатываю скрины детских работ экзаменационных и предлагаю им пооценивать как эксперт. Надо сказать, что наши дети – это вообще самые жесткие эксперты. Если эксперт где-то ребенка простит, то дети нет. И организация итогового повторения. Вот здесь мы уже вместе разрабатывали на оставшийся май месяц ту самую форму, которая нам бы помогла очень быстро повторить какие-то еще до сих пор непонятные детям темы. И также собрали это в методическую копилочку и раздали ее педагогам. Ну вот пример такой после 26 марта по геометрической составляющей, но это не вся папочка, это только то, что на экран влезло. Отдельно по заданиям, здесь же отдельно пожелания от экспертов. Эти все презентации составляли методисты. Соответственно, это наш материал. Мы готовы были им с педагогами поделиться. И дистанционный формат – это вот цифровой кабинет методиста. Те педагоги, с которыми имели слабый, скажем так, результат, они у нас зашли на эту платформу, мы их там зарегистрировали. Ну вот с позволения учителей 3 я взяла. Каждый из них имел индивидуальный образовательный маршрут, где обязательно указывались задания, которые они должны быть, задачи эти. И задача, было видно, задача в процессе выполнения, задача отправлена на проверку, задания разного типа, решить что-то, составить задачу по конкретной теме, составить план, там, например, какого-то мероприятия, составить план консультации и так далее. На сегодняшний день все задачи закрыты, у кого-то достаточно быстро они закрылись, и ИОМ закрыт. Индивидуальный образовательный маршрут закрыт оказался. Но вот эту табличку оставила пока открытой, потому как сводной у нас еще нет сводных цифр по области. Но разговаривая с коллегами, которые участвовали в этом эксперименте, даже глядя на свою школу, говорю точно, что сейчас у нас процент двоек в 2 раза ниже, это даже вот еще с учетом основного периода, в 2 раза ниже, чем был в прошлом году со всеми резервами вместе взятыми. То есть достаточно хорошо вот это вот наш эксперимент получился. И, коллеги, если позволите, я еще буквально 1 минуточку такой анонсик сделаю. Второй проект, который мы запустили на базе нашей школы, одного из корпусов, это проект по разгрузке педагога от вот всех анализов контрольных работ, экзаменационных работ, срезовых работ, но при этом у нас педагоги понимают, кто из детей какие пробелы имеет. То есть все с помощью цифровизации у нас получилось. Буквально 2 дня назад под эгидой Росатома мы этот проект защитили, он был признан успешным, и результат тоже дал о себе знать. Но это уже тема отдельного выступления, наверное. Ну, спасибо за внимание.
Но это только ключевые точечки. Глубоко, конечно, здесь достаточно сложно мне сказать. Спасибо большое, Ольга Викторовна. Видно, что вы занимаетесь работой организации деятельности учителей математики, и ваши проблемы и боли связаны непосредственно с качеством образования, которое определяется результатами ОГЭ и ЕГЭ. Очень интересная информация, я бы даже сказала, открытая и такая правдивая. В каком плане? Не все хотят показывать свои результаты в регионах. Это всегда сложно. Но я думаю, что и регион Москва-то, если в большом, в таком формате рассматривать, он тоже своеобразный. То есть не все там так блестяще, как вот глянец, скажем, не по всей палитре, только в той кучке, где высокие достижения достигаются именно в ключевых школах. Поэтому очень важно, конечно, делиться информацией. И вот если у нас к нам подключится сегодня Тамара Борисовна Бекиева, которая вчера была, и она является председателем экспертной комиссии в Северной Осетии, то я думаю, что вы сможете с ней пообщаться на такой вот именно предмет, о котором вы говорили, по повышению качества образования и сравнить наши результаты с вашими. Вот. А то, что делается... Но я вообще заметила, что огромная организационная работа проводится институтами повышения квалификации работников образования или институтами развития образования. И вроде бы и методическая служба сейчас активно начинает работать в России, и целая программа федеральная создана, и, в общем, уже и методисты названы, и все. То есть все делается для того, чтобы учителю оказать поддержку. Но мне кажется, очень важным в этом моменте является работа с учителем как именно с человеком, который может что-то создать. Не просто как с исполнителем, вот научить себя решать массу заданий, а вот именно подходы. И это первое. И второе, вот среда, когда учитель рассматривается не только как человек, который передает знания, но еще и как человек, который сам учится всему все время, и в том числе и своей методической компетенции. Вот позволяет ему, проходя все возможные и конференции, и конкурсы, и олимпиады даже, и творческие конкурсы, когда вот он это все проходит и с разных ракурсов свою работу рассматривает, то и результаты его детей, как ни странно, улучшаются. То есть это какая-то фоновая поддержка, которая, тем не менее, синергетический эффект. Поэтому если вам понравились, допустим, наши какие-то идеи, то мы можем обсудить, сделать какой-нибудь межрегиональный проект и по повышению компетенции именно исследовательской, методической, если вас это заинтересовало. Спасибо большое. Спасибо. Ирина Евгеньевна, пожалуйста, вы... Да, я хотела сказать огромное спасибо за такую работу, которая персонализирована относительно учителей, тем более, что вы делаете это глаза в глаза, что очень важно. Мне только уточнить хочется. Вы назвали большое количество учителей, которые участвуют в этой вашей программе, и правильно ли я поняла, что у вас есть 7, что ли, лекторов, которые в разных школах организуют вот те семинары, которые вы проводите, какая-то общая единая программа или как-то по-другому вы организовали? То есть вопрос, как вы такое большое количество учителей очно охватили и так продуктивно? Охватили, как я уже сказала, вот работало 7 групп, то есть вот это количество большое было поделено на 7 групп. 7 методистов региональных, но это действующие учителя школ, то есть в первую очередь мы учителя. Мы такие же учителя, как и те, кого мы учим. Поэтому вот здесь еще очень хорошо позитив. Не кто-то сверху пришел жизни нас учить, не работая в школе, а именно действующие педагоги. Мы собираемся, у нас есть своя группа и в Сферуме, и в Вайбере. Мы постоянно, до того, как проводить какое-то мероприятие, мы обсуждаем, что бы мы хотели посмотреть. Мы спрашиваем учителей, что бы они хотели. И, соответственно, дальше уже приходим к какому-то единому мнению. И да, это все разово. То есть
Мы работаем на базе какой-то одной из школ города Тюмени. В этом году нас 3 школы принимали по очереди. И да, это вот суббота, вторая половина дня, и этот массовый наплыв у нас в одной из школ. Точно. Спасибо большое. Занятия у нас прошли в каникулы. А второй мой вопрос такого порядка. А вы только сегодня участвуете в конференции или принимали участие вчера, позавчера? То есть вот Я этот опыт слушателем была, но частичным, то есть приходилось где-то убегать, но я слушала какие-то моменты. А то меня как-то немножко задело. Кто-то со стороны приходит и нам говорит. Здесь очень много со стороны приходит и очень ценные говорят. Нет, у нас учителя в каком плане? Не то, что со стороны, да, а люди, которые не работают в школе, как они говорят. Я говорю, смотрите, тоже слушать надо. Тут же еще зависит от педагога сам, хочет он учиться или не хочет. Вот, не знаю, мне вот учиться интересно, например. Я была в Сириусе 2 раза, в МФТИ была, в МГУ была, везде, где есть возможность куда-то поесть. И я вот сейчас своих учителей, которые с нами в школе работают, уже немножко этим заразила. То есть вот сейчас у нас тоже из Сириуса девушка приехала, учитель математики. 2 прошли дистанционные курсы в МФТИ. То есть вот это уже болезнь, она начинает зарождаться. Люди понимают, что да, учиться надо постоянно. Даже если я, как считаю, знаю все знать. Значит, в следующее лето во Владикавказ, в горы, на школу учителя математики, да, Вера Сергеевна? Ну, видимо. Да, на конференцию, на международную конференцию. Я хочу сказать, что с 2013 года во Владикавказе в конференции чисто математической, которая называется Международная научная конференция «Порядковый анализ и смежные вопросы математического моделирования», там 3 секции было, добавилась секция «Современные проблемы математического образования». И там наравне с известными уже специалистами и неизвестными, всевозможными, принимают участие и учителя, именно как докладчики. И почему я говорю, что вот вы обратили внимание, что ваш доклад будет немножко отличаться от докладов, которые были сделаны учителями. Вот сейчас следующие еще доклады, именно владикавказские, они немножечко отличаются от и других докладов именно тем, что люди рассказывают о своей работе не с точки зрения просто того, что сделано, как сделано, а еще с точки зрения того, какую проблему они ставили себе, именно методическую, когда решали какие-то работы. То есть учитель в любом случае работает. Вот мы всегда говорим так, у вас есть экспериментальная база, вам ничего делать для этого не нужно. Не нужно искать каких-то экспериментальных данных вне, потому что они у вас под рукой всегда. И если вы в начале года, например, или вот вы включились, это тоже идет не так быстро, в какой-то процесс, и вы начали двигаться по решению какой-то своей исследовательской методической проблемы, которая вас интересует в первую очередь, то вы все свои действия, все свои мероприятия, все свои уроки все равно невольно будете фактически центрировать на этой проблеме, и она у вас постепенно будет собираться для решения. И это тогда и как раз и есть исследовательская работа учителя, методическая. И это тогда новое знание, это тогда реальный опыт, и это публикации, все, что хотите. То есть сместился ракурс, у учителя ракурс на ученика. Вот он сделал работу, его оценили, ОГЭ, ЕГЭ, все что угодно. Но в ходе этой работы учитель и сам обучается, он развивает свою методическую компетенцию. И вот это и ценно для него лично, а это значит, это развитие. Так что спасибо большое, извините за длинный комментарий. Спасибо. Значит, следующий доклад готова сделать Рита Алексеевна Джабиева, старший методист учебного отдела Северокавказского Суворовского военного училища, город Владикавказ. И тема ее доклада «Междисциплинарность как основа развития методической деятельности учителей физико-математического и естественно-научного цикла». Пожалуйста, Рита Алексеевна, вам слово. Моя презентация видна или нет, Ира? Пока нет. Кто Так, меня презентацию? обещали Ира. дать право докладчику. Так, Ира, ты на связи? Я на связи, но вы у меня ведущая, Рита Алексеевна. Пожалуйста, или вы с другого... А как мне ее сделать, чтобы ее А видели? где у вас ваш доклад? На мониторе моем ноутбуке.
Ну, тогда демонстрацию крана делайте, раз на мониторе. Можно его сюда вовнутрь системы загрузить? Хотите? Подождите, демонстрация у вас... Внизу, Рядом. где Рядом. видеокамера, внизу слева микрофончик, камера и такой экранчик третий есть? Все, да, все, как бы. Я просто в МТС первый раз. Так, теперь есть, да? Видно? Да, видно. Да. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рада опять с вами встретиться. Мы уже все в отпуске, преподаватели из КСВО, но продолжаем трудиться. Значит, тема моего доклада – междисциплинарность как основа развития методической деятельности учителей. На самом деле, эта тема животрепещущая, мне кажется, для всех, но начать я хочу с небольшого анекдота, так сказать, разбавить наш серьезный разговор вот таким анекдотом о том, что летчика спрашивает, все ли он понял о самолетах за время обучения в летном училище, на что он ответил, что после училища летает четверть века, но не может понять, почему самолет летит, но крыльями не машет. И мне кажется, что этот анекдот точно отражает слова великого дидакта Яна Амона Каменского, что все, что находится во взаимной связи, должно преподаваться во взаимной связи. И вот, как до этого Наталья Константиновна сказала, у нас был большой семинар, посвященный проблемам интеграции. И вот это вот изображение, которое я сейчас демонстрирую, мне кажется, точно отражает ту проблему, которая сейчас создалась или уже давно существует в преподавании в школе, когда все предметы, как закрытые на замочек, преподаются отдельно, и при этом знание, как у того летчика, летать умеет, а почему крыльями машет, до сих пор не Простите, понимает. пожалуйста, у вас презентация в режиме структуры, и поэтому она не листается. Так, хорошо, давайте Я так понимаю, что вы про третий слайд уже говорите. Так, а тогда я могу вот так? Так, видно? Да. Да, Вы тогда я можете не сделать вижу. сначала, нажать вот там сначала, и пойдет как бы... Вот наверху у вас плашка есть, написано сначала. Если туда нажать не получится... Нет, я так и делала. А нажмите, пожалуйста. Еще раз. Видно? Ира Сергеевна, так не работает. Все, Ну, тогда давайте я оставлю тогда вот так. так. Вот так оставлю, да? Вот так видно? Да, тогда просто сами листайте. Да, я буду тогда просто. Значит, вот данное изображение, мне кажется, эту проблему на самом деле актуализирует наглядно, что проблема вне междисциплинарности, не в комплексном подходе при преподавании предметов. Немножко истории вопроса рассмотрим. Это вот понятие метода жизненных комплексов, эти трудовые школы в Советской России еще в 20-е годы уже были актуальны и использовались, и применялись, скажем так. Но уже с 30-х годов, как говорит история, в советской школе стали восстанавливать преподавание уже традиционных предметов по отдельности, а межпредметное обучение ушло в кружки и юнацкие станции. Но на рубеже 80-х, 90-х годов опять стала развиваться практика создания интегрированных учебных курсов, бинарных уроков и так далее. И если мы сейчас прочитаем выдержки из национальной образовательной инициативы «Новая школа» и федерального государственного образовательного стандарта, которым мы уже руководствуемся, то мы обратим внимание, что, так сказать, образование развернулось в сторону того, что опять результат образования – это должен быть знание не только по конкретным дисциплинам, а их умение применять в повседневной жизни и в решении жизненных проблемных ситуаций. Понятное дело, что мы все читаем различные ресурсы, и вот я наткнулась на статью Калины, которая была, Исаак Иванович, который был опубликован в Ярославском педагогическом вестнике, в которой он освещал вот ответы на такие исследовательские вопросы. Мне кажется, что они на самом деле актуальны, потому что, во-первых, очень много расхождений в
подходе к определению самого понятия, вот междисциплинарность, интеграция, межпредметность и так далее, потому что очень много разных определений, они вроде бы все похожи, но при этом как бы небольшое разногласие в видении этого вопроса дают. И вот мы сейчас, я как сейчас методист, а до этого как руководитель отдельной дисциплины математика, мы на самом деле находимся уже несколько лет в процессе ответов на эти вопросы. Что такое междисциплинарный подход? Как мы должны развивать междисциплинарное мышление с школьников? Как мы должны мотивировать их? И какие проблемы у нас возникают, и как мы их должны решать? Я сейчас предложу вам для просмотра небольшой ролик, который был создан нашими преподавателями. Это как та проблема, которая на самом деле уже несколько лет мы пытаемся ее решить. Какой урок у вас сейчас прошел? Урок химии. А какое понятие вы изучили на уроке? Вода и ее физические и химические свойства. Встречалось ли вам это понятие на других предметах раньше? Встречалось на уроке физики, например, как на теме закона Архимеда. На каких-нибудь еще предметах в будущем вам может понадобиться знание о воде и ее химических и физических свойствах? Я считаю, да, например, на биологии или в будущем на физике. Какое понятие вы изучили? Мы изучили понятие вектора. Встречалось ли вам это понятие на других предметах? Да, нам встречалось это понятие на уроках физики. Как вы думаете, на каких еще предметах вам может понадобиться знание векторов? Над этим вопросом надо еще подумать. Нет. Какой урок у вас прошел? Физика. Какое понятие вы изучили на физике? Закон Ома электричества. Вам встречалось это понятие на других предметах ранее? Да, на технологии соединяли цепи, паяли провода. А как вы думаете, на каких еще предметах вам может понадобиться знание электричества? Какой урок у вас сейчас прошел? Урок физики. Какие понятия вы работали на уроке? На уроке мы пошли атмосферное давление. Вам это понятие раньше на других предметах встречалось? Да, встречалось на географии. А как вы думаете, на каких-нибудь еще предметах в будущем вам может понадобиться знание об атмосферном давлении? Скорее всего, нет. Ну, вот такой небольшой видеоролик у нас был снят как демонстрация той проблемы, над которой мы пытаемся уже не один год работать в сотрудничестве с преподавателями из других отдельных дисциплин. И вот один из вопросов, как же мотивировать обучающихся, чтобы они понимали, что изучение предметов не должно заканчиваться вот через 45 минут после того, как ты вышел из этого кабинета. Это, допустим, предлагать им для обсуждения такие вопросы. Вот какой отрасли вы бы отнесли, допустим, печать человеческих органов на 3D-принтере? Сейчас актуальный вопрос такой, должен ли военный врач владеть навыками работы с 3D-принтером и создавать военный инвентарь, например, турникеты, это так называют медицинские жгуты, которые нужно использовать непосредственно на поле боя. Или мы задаем вопрос, должен ли командир танка уметь пользоваться картами на устройствах без доступа к интернету и почему. Такими вопросами мы пытаемся детей спровоцировать к пониманию, что на самом деле отдельно учить математику, физику, географию, биологию вот в данный момент времени не стоит, потому что наука стала сейчас вот такой междисциплинарной, и знание одного предмета не даст быть успешным в дальнейшем. И вот с такой формулировкой междисциплинарности, мне кажется, я согласна, и вот мы на нее и опираемся, что междисциплинарность – это не самостоятельная задача, а лишь средство формирования мотивации школьников, желательно с опорой на их естественное увлечение и интересы. И вот в рамках нашего учреждения у нас проходит много разных конкурсов среди довузовских образовательных учреждений Министерства обороны, где нам приходится совместно с детьми разрабатывать различные проекты, и эти проекты, естественно, должны быть такой междисциплинарной направленности. Ну вот, допустим, была одна из работ, это разработка метода коррекции минерального состава питьевой воды в Арктике
В этой работе сотрудничали с лабораторией Центр водоресурсы Северной Осетии. Либо мы пользуемся своими собственными лабораториями. У нас есть электронные лаборатории по химии и по физике достаточно современные, где суворовцы проводят вот практические занятия, допустим, измеряют свой пульс и потом уже на основе этих данных делают какой-то анализ. Естественно, допустим, эти работы выполняли суворовцы, которые в дальнейшем связали свою жизнь с обучением в военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. То есть мы стараемся вот и сами преподаватели погружаться в эту тему и взаимодействовать в различных формах, и точно так же привлекать наших суворовцев, чтобы они не просто выполняли проекты, а выполняли проекты, которые, возможно, им развивают их знания в разрезе с их будущей профессией. Этим летом, благодаря Вере Сергеевне, я была участником второго международного форума педагогов в области математики. Это «Градиент». Это было очень интересное мероприятие, я его все прослушала. И вот одной из секций, семинар, который назывался «Как деятельностное содержание математического образования», я его прослушала тоже. И вот оттуда для работы уже со своими преподавателями, с нашими преподавателями, позаимствовала вот такую схему, предложенную Александром Ароновым, который является заведующим лабораторией проектирования деятельностного содержания образования МГПУ. И вот в таких этапах мы пытаемся выстраивать нашу методическую деятельность в направлении междисциплинарности в том числе, когда задействуются сперва заседания отдельных дисциплин по решению какого-либо вопроса, потом планируются и проходят уже межпредметные методические заседания, где образовываются некие творческие группы по решению того или иного заинтересовавшего их вопроса. Потом уже эти творческие группы непосредственно занимаются практической реализацией тех вопросов, которые их заинтересовали. Это потом демонстрируется, либо это проект, либо это выступление, либо это уроки бинарные или интегрированные. Ну и, естественно, без последующего анализа не обходится, потому что всегда нужно послушать своих коллег и самому проанализировать тот результат, который получен. И как еще раз я говорю, результатом, допустим, такой работы, в частности, это мы на самом деле разрабатывали такие кластеры межпредметного понятия. У нас такой сборник небольшой уже есть, который, я думаю, будет обогащаться. И на следующий год мы уже при, так сказать, организации всего учебного процесса с сентября месяца будем эти кластеры уже все-таки реализовывать не случайным образом, а комплексно. И все учителя принялись участие нашей кафедры в организации, так сказать, поиска этого межпредметного понятия, что его объединяет. Но я думаю, что мы в следующем году попробуем привлечь к этому и наших суворовцев, потому что, мне кажется, это будет интересный опыт, когда они будут понимать, что изучая, допустим, это понятие на уроке физики в сентябре, как они думают и будут искать, как оно будет реализовываться, допустим, на других каких-то занятиях, может быть, чуть позже. Ну и в помощь для преподавателей Институтом стратегии развития образования были изданы такие рекомендации по реализации междисциплинарного содержания, которым мы тоже пользуемся и стараемся, в общем, нашу работу как-то сделать более системной и комплексной. Ну и результатом, мне кажется, нашей работы это всегда достижение наших воспитанников. В этом году мы впервые, я хочу сказать, за долгое время принятия участия в многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда» наш суворовец стал все-таки призером заключительного всероссийского этапа в
математика, информатика. И в этом году мы приняли участие в отборе вот в 3-ю Всероссийскую кадетскую школу, которая пройдет в Обнинске. В этой олимпиаде в отборочной суворовцы решали задачи по физике и информатике с применением математики. Они были межпредметной направленности. Часть наших суворовцев прошла отбор. И вот с 4 по 11 августа 3 суворовца, которые смогли поехать, у которых не было накладок, вместе с нашим преподавателем информатики будут принимать вот очное участие в этой Всероссийской кадетской школе, которая курирует МИФИ. Я думаю, что это будет хороший такой опыт, с которого мы возьмем и опыт организации вот этих межпредметных проектов. Ну и, мне кажется, с хорошими идеями наши дети и преподаватель приедет. На этом я, наверное, закончу свое выступление. Спасибо. Спасибо большое, Рита Алексеевна, за содержательный доклад, за созданные организационно-методические условия самой работы по междисциплинарности. Эта тема очень актуальная, мало кто ею занимается, и то, что вы междисциплинарно взяли как основу для формирования и развития целого комплекса умений и компетенций, то есть и учительских, и школьных, потому что это в связке всегда работает. Это очень хорошо, и я думаю, что совместная работа всего коллектива приведет к хорошим результатам. То есть это реальная исследовательская проблема, как междисциплинарность влияет на качество образования, исследовательскую компетентность учителя, исследовательские умения школьника, ну и так далее. По порядку можно все это направление, междисциплинарность, раскладывать на решение различных задач. И каждая из них даст хорошее дополнение к тому, что уже сделано. То, что ваш семинар, на котором присутствовали 59 суворовских и кадетских и иных военных училищ, был высокопрофессиональным, проведен был содержать и по форме, и по содержанию. И то, что эти связи не разрушились сразу после семинара, а тематика была интересной, продолжает быть интересной сейчас, говорит то, что вот еще один из города Читы, Нина Алексеевна Журавлева, как раз после вас будет выступать, это тоже Суворовское военное училище. Скорее всего, это тоже, наверное, не случайно. Поэтому успеха и желаем на обобщение этого опыта. И самое главное все фиксировать, что происходит. И если вы делали какие-то анкеты по тому, что уже внедрено, то было бы интересно с ними ознакомиться. Ну и, соответственно, продолжим эту деятельность с удовольствием. Спасибо за доклад. Ирина Евгеньевна, вы что-то хотите сказать по докладу? Я хочу сказать и хочу вопрос поставить. Наблюдая многие годы работу Риты Алексеевны, я с восторгом вижу, как сама Рита Алексеевна развивается, и как она вокруг себя развивает всех, создает такую среду, что все горят. А вопрос у меня вот какой. Я никак не могу успокоиться, как связана сила тяжести с писателями английского языка. У нас есть видеоролик для этого, подтверждающий, который был тоже снят. Я просто его не стала демонстрировать с учетом времени. Просто когда... Вы можете его положить в чат. Да, я вот эту всю презентацию, да. То есть они изучают, так сказать, английских писателей, которые каким-то образом жили в эпоху, допустим, Исаака Ньютона и связывают с этим. Понятно. Хитро. Спасибо большое. То есть мы ищем разные пути, которые могут эти как-то понятия связать между собой. Спасибо. Спасибо, Рита Алексеевна, за доклад. Комментарии в чате есть. Можно их прочитать и понять, что доклад был интересен. И что многие равняются на вас. Я добавлю, что мы подписали наконец-то соглашение о сотрудничестве с ВНЦ РАН,
И у нас создан, все-таки мы создали 7 класс с углубленным изучением математики и физики путем отбора. И, допустим, спецкурс, который мы туда включили, мы его назвали «Экспериментальная физика», потому что, ну, как бы ресурсы у нас для этого есть. Плюс я надеюсь, что ресурсы ВНЦ-РАН нам будут тоже в помощь. Будем стараться, потому что у нас как бы запросы нашего учредителя на то, чтобы инженерное техническое образование развивалось, и некуда от этого деваться. С учетом того, что происходит, это актуально, прям актуально. Спасибо большое. Спасибо всем. Будем работать. Спасибо. Следующий доклад готова сделать Нина Алексеевна Журавлева, преподаватель цикла естественно-математических дисциплин и физической культуры Читинского Суворовского военного училища МВД России. Пожалуйста, вам слово. Только здесь, видимо, какой-то... Вы преподаете математику в этом блоке? Здравствуйте, меня хорошо слышно? Да, вас слышно хорошо и видно тоже хорошо. Я вас приветствую из Забайкальского края. Да, у нас сейчас с вами разница во времени 6 часов. Во-первых, я очень рада, что впервые попала на вашу летнюю математическую школу. Как попала, это подписано на Ассоциацию учителей математики, и вот там увидела эту новость, соответственно, думаю, почему бы не пройти регистрацию. 2 недели отпуска уже за плечами, поэтому нужно уже что-то новое опять для себя взять. Поэтому сегодня, да, я вам представлю свой небольшой, ну или, может, большой, 6 лет научной работы моей. Вообще коллега, да, которую я слушали, мы все, Рита Маировна, системно выстроила работу, да, по этому же направлению, и я вполне согласна с этой системой. Я работаю сейчас в Читинском Суворовском военном училище. Мы принимаем ребят, которые оканчивают 8 классов. Это юноши у нас только обучаются. География вообще поступающих очень широкая у нас, и поэтому ребята, которые к нам приходят, они имеют совершенно разные представления о исследовательской деятельности, либо о проектной деятельности. И поэтому, так как они у нас только 9, 10, 11 классы обучаются, затем они поступают в высшее учебное заведение Министерства внутренних дел, поэтому мы за эти 3 года должны как можно больше в них вложить. Да? Вообще говорят, что Суворовские училища, да, одно из лучших образований раньше давали, военные училища, поэтому мы, конечно же, стремимся это все поддерживать. Ну и со своего опыта личного я презентацию вам демонстрировать не буду, будет небольшой видеофрагмент, который я снимала с суворовцами для конкурса всероссийского, он был в 2023 году, такой конкурс назывался «Открывая страну», ну и там как раз фрагменты, о которых мы говорим, совпали с темой моего выступления, поэтому вы посмотрите там. Значит, а шаг в будущее, вообще у нас проектная деятельность начинается с 9 класса в рамках внеурочной деятельности, это сначала мы реализуем, мы также набираем сначала групповые проекты, а уже когда групповой проект защищается в конце года, в 10 классе уже ребенок выбирает индивидуальный проект. Это уже в рамках элективного курса. У нас это идет в нагрузку преподавателей каждому, и он набирает себе группу ребят, которые сами проявили инициативу, либо я где-то, например, сама предлагаю, видя, что у ребенка есть способности к этому, интересно, что я могу в него вложить, и тогда мы получим результат. Поэтому вот такая программа, да, у нас есть российская научно-социальная программа «Как шаг в будущее». Она уже в 1991 году она впервые была организована Институтом Московским Баумана. Цель этой программы – воспитание особо перспективных детей, молодых людей, которые способны создавать, внедрять научные новшества в наш современный мир. Поэтому, чтобы попасть, да, вот на эту уже вершину всероссийскую «Шаг в будущее» в Москву, в 13 вузов их сегодня курирует уже, мы сначала проходим училищный этап с детьми, то есть мы готовим детей, они защищают. У нас это очень серьезное мероприятие, которое ежегодно открывает начальник нашего училища, то есть у нас все руководство принимает участие. Далее мы проходим, если мы
заняли призовые места на училищном этапе, значит, мы идем дальше. Второй этап у нас идет муниципальный, то есть это среди городских всех лицеев, школ и так далее. Мы представляем уже работу там. Этот этап, если ты взял опять первое, второе, третье место какое-то из них, то мы следующий этап – это региональный. Вот здесь как раз на региональном этапе существуют вот эти координационные центры, которые непосредственно потом направляют вот лучшие работы, занятые уже на региональном этапе, их отправляют в Москву. Там мы проходим отбор сначала работ, которые проверяются экспертами. Соответственно, мы отправляем, я отправляю либо в математику, был опыт, отправляла в альтернативные источники энергии, это будет тоже в видео показано. И вот уже последний этап, всероссийский, когда мы представляем эту работу уже в институтах московских, когда ребята уже на самую высшую ступень выходят и уже публикуются их статьи с их какими-то результатами работы. Значит, сейчас мы с вами посмотрим небольшой видеофрагмент. Здесь продемонстрируют ребята, расскажут о том, как они работают над исследовательской работой. И я считаю, что очень важно, конечно же, и самое сложное – выбрать тему исследования. Потому что та тема, которая отклик дает и в душе ребенка, и в душе себя как преподавателя. И плюс, конечно же, мы все-таки представляем это на суд жюри, чтобы они не остались равнодушными, слушая то, о чем мы говорим, о том, что мы хотим донести своей работой. Поэтому вот это довольно такой очень долговременная по времени процедура, что нужно именно выбрать тему проекта. Тема проекта я либо за лето, даже где-то интересные моменты сама в копилку кладу, потом ученикам своим предлагаю, либо они уже сами говорят, вот я бы хотел там то-то изучить. Значит, давайте мы сейчас тогда посмотрим видеофрагмент, о чем говорят наши детки. Я родился на Забайкальской земле, которая богата своими массивами. В один из учебных дней мы зашли в кабинет математики, на котором нас ждал интересный познавательный урок, на котором мы провели исследование, во что обойдется строительство дома в Забайкальском крае, из какого материала лучше строить дом. Мы рассчитывали, обсуждали, измеряли, а главное, мы изучали край с помощью математики. Результаты исследования были оформлены в научно-исследовательскую работу, которая на международном этапе «Шаг в будущее» в 2021 году в городе Москва была удостоена диплома первой степени за лучшую практикоориентированную работу. Солнечная энергия на Забайкальской земле, которая богата своими массивами. В один из учебных дней мы зашли в кабинет математики, на котором нас ждал интересный познавательный солнечные батареи. Это у меня такое происходит или независимо от меня? Солнечные батареи, когда начинается экономия. Чита была признана самым солнечным городом за последние 30 лет. И мы подумали, как этот ресурс использовать жителям края. Мы решили провести математические расчеты и съездили на встречу с директором компании «Солнечный дом». В результате нами была разработана памятка жителю Забайкальского края по использованию солнечных батарей. Работа была удостоена диплома победителя компании «Русгидро» и стала призером в международном этапе «Шаг в будущее». Изучение проблемы экологии нашего края не оставляет моих неравнодушных юных математиков, и мы в 2023 году в городе Москва представляем работу «Электродвигатель как альтернатива ДВС» на секции «Математика и ее применение в информационных технологиях и экономике». Исследование – это богатый источник идей, которыми мы заряжаемся. Учимся озвучивать проблемы родной земли, грамотно оперируя математическими данными и статистикой. Математика неизбежно воспитывает исподволь и весьма постепенно в молодом человеке целый ряд черт, имеющих яркую моральную окраску
и способных стать важнейшими моментами в его нравственном облике. Ну вот моменты, да, когда ребята говорят о том, что они сами проделали, какие, да, с какими задачами им пришлось столкнуться. Ну и, конечно же, это захватывает детей. То есть видишь на протяжении 3 лет, которые ты занимаешься научно-исследовательской работой, с чем ребенок пришел, когда он не понимал, о чем нужно писать, как нужно оформить работу, и, главное, не умел выступать и доказывать, да, и когда он уже к 3-му курсу, хотя вот это, чтобы, да, до этапа всероссийского дойти, это не 1 год, это 3 года надо, потому что все конференции, они с протяженностью там полгода, и поэтому, когда ребенок уже приходит к завершению, например, своей работы, он уже обучающийся 3-го курса, то есть 11 класса. И уже, конечно, он уже выпускник с таким уже набором знаний, потому что здесь, да, мы говорим о том, что метапредметность, функциональная грамотность, связь с математикой, с жизнью прослеживается, что он умеет ее применять, а это главное, для чего мы учим математике. Ну, вот все, что я хотела бы вам сегодня сказать. Большое спасибо, очень интересный опыт. Хотелось бы в следующий раз, когда вы появитесь, чтобы у нас на экране были диплом, который вы заработали на конкурсе, не ваши ученики, а на учительских конкурсах. Сейчас я отключусь, а то тут у нас ремонт идет. Спасибо вам большое. Нина Алексеевна, большое спасибо вам за активность, за то, что вы нас нашли в том чате Ассоциации учителей, где очень много бывает сообщений. И когда я разместила это объявление, я, честно говоря, не знала, кто-нибудь вообще придет или нет, потому что там бегом бегут строчки, и найти это объявление как-то вряд ли. Ну, хорошо, что вам удалось, спасибо вам большое. Мы вас приглашаем на наши семинары, поскольку вы активные, и на наши лектории, которые у нас по пятницам сентября начнутся. И в том числе вот все, кого вы видели, они являются, ну, так скажем, постоянными докладчиками научного семинара. Мы привлекаем еще других людей. Я в первый день кидала ссылку на видеозаписи и семинара «Наука в школе» и лектория. Если вы записали себе, то смотрите. Если нет, я еще раз размещу здесь. Вот. Потом мы вам разошлем всем, чтобы вы знали, вот полезные какие мысли были в конце итоговым письмом. Мы разошлем все полезные ссылки еще. Но в программе уже стоят. Туда же добавим еще ссылки на 2 наших вот этих семинара, чтобы привлечь активных людей к нашему сообществу. Вот. И мы желаем вам, конечно, продолжения деятельности общими усилиями и двигаться в сторону, я так думаю, в сторону собственного исследования и в сторону защиты диссертации. Будем работать. Спасибо. Я согласна с вами сотрудничать. Да. Спасибо. Спасибо большое. Так, теперь у нас, значит, следующий доклад. Дженни Андреевна обозначена как докладчик, но у нас произошли изменения небольшие, и поэтому доклад сейчас будет делать Ольга Вдовина. Сейчас я вот открою измененную программу. Так, Ольга, вы на связи, вы с нами здесь? Так, я пока не вижу. И не слышу. Так, как быть? Ира, пожалуйста. Вот сейчас что-то пробивалось. Да, все, мы вас видим, и мы вас слышим. Если вас не затруднит, пожалуйста, представьтесь, вы устно будете рассказывать, или у вас есть презентация? Нет, презентация небольшая, да, сейчас. Да, пожалуйста, единственное, я сейчас у меня просто новой работы не вижу, я где сейчас, одну секундочку, я попробую загрузить, и вы пока загружаете свой материал. Так. Сейчас, одну секундочку, и я смогу вас представить. Так, вот открываю программу новую теперь уже. Значит, мы
обновим программу, и вы попадете в программу Ага, конференции. хорошо, да. Вот, поэтому все, что там будет, мы... Вера Сергеевна, уже на экране все. Да-да-да. Ну, не совсем все, по-моему, да. Вот здесь, значит, Ольга Вячеславовна Вдовина, учитель математики школы номер 17 города Архангельска. Ну, а название доклада есть. Ага. Да, пожалуйста. Так, здравствуйте, уважаемые участники конференции. Так, о конференции я узнала, значит, из ссылки Центра непрерывного повышения учителей математики, ну, учителей вообще нашей Архангельской области. На такой конференции присутствую впервые и очень удивлена, сколько всего много нового для себя подчеркнула и интересного. В своей работе, в сегодняшнем докладе хочу обобщить свой опыт работы по развитию пространственного мышления обучающихся на уроках математики в 5-6 классах с использованием цифровой среды. Да? Федеральным проектом нацобразования, да, одним из федеральных является цифровая образовательная среда, цель которого была создание и внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной среды, также обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования. Знаем с вами, что с 7 класса у нас такой предмет отдельный изучается, как геометрия, и на своем опыте работы, а он у меня уже более 15 лет, 16 с небольшим, дети испытывают трудности при изучении этого предмета. И в 5-6 классе, когда вот это все началось, пандемия, да, вот помним с вами, когда мы ушли с вами на дистанционный формат работы, думала, как бы мне организовать свою работу. И еще до пандемии я начала в своей работе внедрять, так сказать, вот все элементы цифровой среды, но в 5-6 классе задумалась о том, как бы мне развить вот это пространственное мышление на уроках математики. Ведь пространственное мышление на уроках математики, да, вообще пространственное мышление проходит у нас 4 этапа. Первый этап – создание первичного образа на уровне чувственного восприятия. Второй этап – создание вторичного образа по памяти, да, при отсутствии реального объекта и сознательного отказа от его использования. Третий этап – оперирование этим образом. Ну и 4-й этап – это создание новых уже образов. Что же такое интерактивная цифровая среда? Это открытый набор информационных систем, которые необходимы для обеспечения различных задач образовательного процесса, в основе которого лежит взаимодействие опосредованно информационными технологиями. Какие же я нашла ресурсы для использования в работе для пространственного мышления обучающихся? Такое, как интерактивный тренажер X-Section. Он учит школьников работать с изображением многогранников, линий и плоскостей. Решение всех таких заданий происходит без громоздких вычислений, то есть ученики просто достраивают, находят, указывают и переходят к следующему заданию. Ну, о геогебре я говорить не буду, да, мы с вами видели много всего разного, сколько она может. Электронная форма учебников. Перед вами фрагмент электронной формы учебника по учебнику «Мерзляк». Такое приложение, как математическая игра Евклидия. И образовательная платформа «Я-класс». Вот тот небольшой обзор, который мы с вами увидели, я взяла разные именно в плане чего. Где-то тренажер, где-то какая-то игра, где-то учебник. И вот «Я-класс» я выбрала образовательную платформу. Конечно же, это не весь спектр того, что есть сейчас, всех цифровых инструментов, которые у нас есть. Ваня, тишина. Что же мы с учениками, с какими мы поработали? С тренажера X-Section им надо было выполнить задание, и как результат они мне присылали скрины выполненных вот тех заданий, да, которые у них были. Укажите все ребра куба, пересекающиеся с данным выделенным ребром, которое указывает. То есть надо было, это все они делали в основном с планшетов, с телефонов, с компьютеров, как в форме домашнего задания. Укажите все ребра, параллельные данному.
Достройте куб по данным ребрам. И что же здесь было такое? То есть к следующему заданию ученики не могли перейти, пока они не справятся с предыдущим. То есть вот такая вот как бы интерактивность вот этой среды была вот такая. То есть пока ученик не справится, он не перейдет к следующему заданию. Так, ну с GeoGebra мы, к сожалению, много поработать не могли. Почему? GeoGebra лучше работать, конечно же, с компьютерами в плане чего? Чтобы было больше обзор тех инструментов, которые у нас есть. Мы поработали с ними, попробовали в кабинете информатики, они сидели по 2 человека за компьютером, но в целом они увидели, что это такое, и поработали, и с темой углы на построение углов в целом справились. Дальше, с электронной формой учебниками. Чем они примечательны, их можно скачать на любую как бы, компьютер, на любое устройство, планшет, телефон. Конечно же, они в основном все это в телефонах где-то делали. В 5 классе это задание на соответствие, да, видите. И как бы результатом было вот эти вот, если все верно, да, то есть все зелененькие эти линии выделялись и означало, что это все верно. В 6 классе надо было с темой конус поработать на элементы конуса, да, вершина, образующая высота. Опять же, все задания мы этим справились. Почему? Потому что, ну, они это делали уже в учебнике. Как они мне сказали, Ольга Вячеславовна, что такого? Бумажный-то учебник у нас под рукой был. То есть вот с заданиями из учебника они справлялись хорошо. Так, ну вот тут вот видим, да, что интерактивность в том, что переход к следующему заданию можно. Молодец, все верно, высвечивали задание, и они переходили уже к следующему. Задание с образовательной платформы «Я-класс». Чем мне эта платформа нравится? Она очень дифференциальна. То есть что? Те, кто плохо справились, да, там, с самостоятельной работой, с какой-то, да, то есть мы могли задание рассматривать попроще. Те, кто посильнее, они могли с уровнем побольше справиться. И вот с таким вот заданием, со сложным заданием в 5 классе предложила ученикам, просто предложила. Но они все попробовали, конечно, но, видите, на 3 балла справились 17 учеников, 2 балла 7 и 1 балл 5 учеников. То есть где-то вычислительные ошибки допускали, где-то что-то не увидели. Но в целом они попробовали. Вот этот высший уровень такого задания, они все равно поработали и себя проверили. Небольшая такая в начале года была диагностика, да, по этапам пространственного мышления. В начале года видим, да, что, ну, это 5-классники, они только пришли после начальной школы. Вот такой вот уровень себя показал кто-то, да, что он только знает, например, что такое, что есть треугольник, квадрат. Но вот остальные в целом на 2-3 этапе. В конце года дистанционная была диагностика, да, ну, там попросила ответить. Вот один ученик попал в 4 этап. Я думала, чем же, как он попал в 4 этап, если 4 этап на уроках математики не изучается. Потом оказалось, он ходит на кружок кодология, компьютерное моделирование, программирование, вот, то есть вот с этим всем, то есть, ну, он, конечно, и по математике учился не в 5, то есть вопросов к нему не было, как бы. То есть я для себя вот потом индивидуально поинтересовалась, связалась с его мамой, и вот оказалось, да, что вот ребенок ходит вот на такой кружок. Быстренько пробежалась, все, спасибо. Какие вопросы будут? У меня не вопрос, у меня благодарность при таком маленьком ребенке, который содокладчик. Вы активно участвовали в дни
этой школы и надеемся, что это не последняя наша с вами встреча. Спасибо вам большое. Да, спасибо, да. Спасибо, Ирина Евгеньевна, вам спасибо. Я немножко сейчас нахожусь в отпуске по уходу, и вот ваши задачи меня немножко так встрепенули. Я немножко вспомнила что-то по математике. Спасибо большое. Понятно, что ваш доклад больше был информационный для того, чтобы коллегам рассказать, какие есть ресурсы. Мы надеемся, что в следующий раз вы будете уже рассказывать о том, как вы реализовали непосредственно свои методические находки, приемы и так далее. Вот. И очень рекомендуем не терять нас, а принимать участие в различных наших семинарах и лекториях. Хорошо, спасибо большое. Да, Вера, обязательно. До свидания. Хорошо, спасибо. Так, теперь давайте решим. Ну, понятно, что мы полчаса наши съели, даже 35 минут, которые мы оставили на перерыв. И надо принять какое-то решение. Сейчас, по идее, мы должны уже начать следующую секцию, вернее, следующую сессию, вторую. И как мы будем поступать? Нона Владиславовна, вы на месте? Да, я присутствую. Значит, вопрос такой, надо ли нам делать перерыв или мы можем продолжить? Как вы думаете, коллеги? Это как коллеги решат. Ирина Евгеньевна, вы как думаете? Я бы продолжила просто. Ну, может быть, надо 5 минут. Давайте 5 минут перерывчик сделаем, хорошо, 5 минут хотя бы, да? Значит, вот на моих часах 14:36, ну, в 14:40 включимся, хорошо? Договорились. Хорошо, да, давайте.
Коллеги, ну, вот тут я вижу последнее сообщение, продолжим. Оно имелось в виду без перерыва, но мы все-таки хотя бы, чтобы выпить глоточек водички и подзарядиться, все-таки эти 5 минут дали для перерыва. Они благополучно закончились. Я предлагаю начать вторую сессию нашей сегодняшней конференции. И хочу еще раз задать вопрос, но не Владислав, не на связи ли она. Если да, то тогда нужно включить камеру, чтобы я вас представила, что вы начали свой доклад. Так, вижу, только мы вас видим почему-то вот так. Надо камеру чуть-чуть. Сейчас, вот так. Прекрасно. Все, хорошо. Вот. Итак, следующий доклад сделает Нона Владиславовна Лосева, учитель математики школы номер 44 города Владикавказа и Владикавказского преподавателя кружка по математике Владикавказского центра непрерывного математического образования. Тема ее доклада – решение физических задач с применением методов математического анализа. Пожалуйста, вам слово. Сейчас, секундочку, почему-то у меня с конца. Сейчас. Но это имеется в виду, спасибо за внимание к моему докладу и ко мне. Мы будем так рассчитывать. Анонс. Ой, что-то. Сколько листается? Ничего страшного. Мы с этой цифровой техникой ничего сделать не можем, поэтому надо спокойно ко всему относиться. Пожалуйста, Нона. Да, мы еще с ней как бы не на «ты», пока еще на «вы», поэтому… Ничего. Ну что, здравствуйте еще раз, уважаемые коллеги. Какой-то фон идет у вас? Может быть, дверь прикрыть или что-то? Нет, не у вас. Это вот у Фифилова Елены Федоровны. Надо выключить микрофон. Так, сейчас мы попробуем это сделать. Все. Пожалуйста, теперь все. Хорошо. Ну, начать свое выступление я хочу со слов Гёте. Просто знать еще не все. Знания нужно использовать. И вот сегодня в течение всего нашего заседания, всего нашего общения мы все время говорили в большинстве случаев о межпредметных связях. То есть мы связывали математику и с литературой, и с историей. Ну вот я хочу также продолжить эту тему и поговорить о связи математики и физики. Значит, поделюсь своим опытом, как мы на уроках алгебры решаем задачи физические для того, чтобы детям показать, как же все-таки математика нужна во многих науках. Ну, а в физике уже сам Бог велел. Значит, межпредметные связи являются условием глубокого и всестороннего усвоения основ всех наук. Но, Анна Владиславовна, если вы вдруг листаете, то нам не видно. Нет, пока я не листаю. Все, хорошо, извините. Так, дальше. Реализация таких связей экономит время и создает условия для закрепления умений и навыков учащихся. При изучении любого предмета важна мотивация. Любая задача решается и запоминается гораздо лучше, если она формулируется и решается после рассмотрения некоторых физических явлений или каких-то технических проблем. Одно из важнейших понятий математического анализа является производная функции. То есть, когда мы на уроках алгебры рассматриваем понятие производной, изначально мы рассматриваем, что такое превращение аргумента, что такое превращение функции, потом даем детям определение производной. И вот здесь мы обращаем внимание на то, что производная – это именно отношение превращения функции к превращению аргумента. Ну и далее мы опять-таки заостряем внимание на том, что производная характеризует скорость изменения функции по отношению к изменению независимой переменной. И вот здесь, когда мы говорим о изменении именно функции от изменения превращения функции к превращению аргумента, то
задаем вопрос, а когда еще у нас идет изменение какой-то величины от чего-то другого, то есть когда что-то изменяется. И в данном случае ребята говорят о том, что первое понятие, которое приходит нам в голову, это путь и, соответственно, скорость. То есть скорость – это изменение пути за определенный какой-то промежуток времени. И вот после того, как мы разобрали уже формулы производных, мы переходим уже к решению задач, и я стараюсь вводить сразу задачи из ЕГЭ. Вот, например, такая задача. Материальная точка движется прямолинейно по закону, и, соответственно, нужно найти скорость. Опять-таки, возвращаемся к определению производной, вспоминаем, что, в принципе, производная и есть формула, по которой мы можем найти нашу скорость. И, соответственно, применяем формулу, находим формулу зависимости скорости от пути, это первая производная. И далее дети легко это вычисляют и считают, чему равна в данном случае скорость. Далее ставлю условия. Хорошо, вот нам нужно найти скорость. А если у нас есть скорость, а мне нужно, например, найти время, а формула задается именно формула пути, как же в данном случае поступить? Примером такой задачи является вот эта задача. Материальная точка движется по закону, и тут два условия. Первое, найдите скорость в определенный момент времени. А второе условие, в какой момент времени будет, у нас есть скорость будет равна 409 километров в секунду. И тут ребята говорят, тогда, если у нас есть скорость, мы в формулу скорости можем подставить наше значение и, соответственно, уже вычислить тот момент времени, в который достигается данная скорость. Далее смотрим. Что еще? Мы часто говорим, давайте посмотрим на те задачи, которые являются физическими задачами, которые мы можем легко решить с помощью нашего математического анализа. Вот тоже пример задачи. Составляется электрическая цепь из двух параллельно соединенных сопротивлений. При каком соотношении между этими сопротивлениями сопротивление всей цепи максимально, если при последовательном соединении этих сопротивлений оно равно R. И вот здесь приходится вспоминать некоторые формулы, которые они изучали на физике, потому что ничего у нас по задаче не дается из курса математики, а как же нам в данном случае все это сделать? И здесь мы вспоминаем, что R сопротивление цепи состоит из двух параллельно соединенных, и, соответственно, у нас есть определенная формула, по которой мы можем это найти. Далее мы применяем подстановку, то есть уже решаем систему уравнений. И далее, найдя производную, мы все это считаем и говорим, что максимальное значение при x равном r, деленное на 2. Вот задачи такого типа мы решаем на уроках не сразу. Изначально мы советуемся с учителями физики, они где-то повторяют этот материал на своих уроках, а потом мы можем несколько задач такого типа дать и на уроке математики. Далее, когда мы рассматриваем еще задачи на нахождение производной и, соответственно, с помощью производной решаем задачи, мы можем сказать о таком понятии, как работа. Рассматривая работу, мы возвращаемся к такому понятию, как сила. От чего зависит работа? Работа зависит от силы. Соответственно, мы можем сказать, что производная работы и есть сила. Значит, если мне нужно найти некоторую силу, а у меня есть формула, по которой задается работа, я найду производную от работы и, соответственно, могу найти ту силу, которая в данном случае мне нужна.
Следующее понятие – это заряд. Опять-таки мы говорим, ну хорошо, работа может быть у нас механическая, работа может быть еще какая-то, но есть еще такое понятие, как электрический ток. И электрический ток, он имеет некоторые постоянные. Это сила тока, это напряжение, это сопротивление и, соответственно, сила тока и заряд, который переносит электрический ток, они между собой связаны. Ну и в данном случае что мы можем сказать? Мы можем сказать, что заряд – это есть производная от силы тока. Ну и далее, когда мы это обсудили, когда ребята вспомнили физику, потому что в 10-11 классе есть дети, которые поступают в вузы с профилирующими предметами, такими как математика и физика, эти ребята нам помогают, и, соответственно, мы уже можем все это обсудить и решить задачу. Ну вот примером задачи на заряд. Заряд, протекающий через проводник, меняется по определенному закону. Нужно найти силу тока в момент времени. Когда мы смотрим на эту задачу, мы начинаем с обсуждения и говорим, ну хорошо, если мы знаем, что сила тока это есть производная, значит нам нужно найти производную данной функции. Ну и перейдя к самой функции, почему мне задача такого типа нравится? Потому что здесь, во-первых, у нас функция сложная, во-вторых, здесь присутствует тригонометрия, и ребята должны вспомнить те формулы, которые нам необходимы для решения этой задачи. Ну вот решение, у нас сила тока есть производная от заряда, соответственно, мы находим производную, подставляем наше время и находим, что сила тока равна 2 амперам. Следующая задача. При извержении вулкана камни горной породы выбрасываются перпендикулярно вверх с начальной скоростью. Какой наибольшей высоты достигнут камни, если сопротивлением ветра пренебречь? И вот здесь мы опять-таки, извините, не очень хорошо, наверное, видно, мы опять-таки идем к формуле, к физической формуле, от чего зависит высота, и вспоминаем формулу v нулевое на t минус 1/2 g на t квадрат. Ну и далее опять-таки мы подставляем, находим производную и, соответственно, уже находим нашу высоту. Следующая задача. Тело, масса которого 5 килограмм, движется прямолинейно по закону, где S измеряется в метрах, а T в секундах. Найдите кинетическую энергию тела через 10 секунд после начала движения. Но опять-таки мы скажем, что в данном случае энергия у нас будет зависеть от S. И, значит, опять есть некоторая связь с нашей производной. Почему? Потому что у нас есть S, но когда дети вспоминают формулы, то энергия, она сама не зависит от производной. От производной зависит скорость, которая фигурирует в формуле энергии. А раз так, а у нас нет скорости, а есть только формула пути, значит, мы берем путь, мы находим нужную нам скорость, в данном случае это 19 метров в секунду, подставляем нашу физическую формулу и получаем ответ. То есть ребятам такие задачи нравятся. Почему? Потому что они должны вспомнить и физику, они должны посмотреть, как же на самом деле применяется производная. Потому что часто на уроках дети говорят, ну вот зачем нам ваши производные, ну зачем нам ваши интегралы, да где они мне вообще в жизни понадобятся и пригодятся. Ну вот здесь как бы идет иллюстрация данных понятий и где они нужны. Следующая задача. Уравнение колебания тела на пружине имеет вид. В какой ближайший момент времени скорость тела будет максимальной. Ну и здесь опять-таки
мы должны будем посмотреть, обсудить и сказать, вот решение, значит, находим формулу скорости и находим, что в момент времени, π деленное на 4 секунды, у нас будет необходимая нам величина. Следующая задача. Количество электричества, протекающее через проводник, начиная с момента t нулевое, задается определенной формулой. Найдите силу тока. И опять, как в предыдущей задаче, просто у меня вот здесь задачи немножко не в том порядке идут, но как в предыдущей задаче мы сказали, что если мы ищем силу тока, то сила тока есть производная от заряда. И ребята уже устно могут найти в данном случае необходимый нам ответ. То есть у нас получается сила тока равна 19 ампер. Следующая задача, опять-таки, на производную, но эта задача уже когда мы изучили возрастание, убывание функций, когда мы изучили экстремумы функций, можно дать задачу вот такого типа. Тело, выпущенное вертикально вверх, движется по определенному закону. Найти скорость в определенный момент, то есть в момент соприкосновения с землей, и найти наибольшую высоту подъема тела. Ну и, как всегда, задачу мы сначала обсуждаем, мы говорим, что мы можем сделать сначала и что же мы можем в первую очередь найти. Ребята хорошо запоминают, что скорость – это есть первая производная от пути. И они мне говорят, чтобы найти скорость, нужно найти производную от пути, подставить момент времени и, соответственно, ответить на вопрос. Далее я начинаю спрашивать, а вот как же решить дальше? Ну, кто-то может сказать, кто-то начинает затрудняться. И я предлагаю им, ребята, давайте построим график и посмотрим, как же это дело будет происходить, как же будет лететь наше тело. Построив данный график и видя, что тело мы его подбросили, оно взлетело до определенной высоты, а потом начинает падать. Значит, наибольшая высота у нас будет вот с точки максимума. Ну и здесь уже звучат предложения, как же можно эту задачу рассмотреть, как же можно ответить на все поставленные перед нами вопросы. Нонна Владиславовна, хочу вас ускорить. Время закончилось. Ну хорошо, закончилось уже. Ладно, я сейчас быстренько пробегу. То есть эту задачу мы решаем, отвечаем на все вопросы, повторяем наименьшее, наибольшее и так далее. Дальше, при изучении первообразной, мы опять-таки рассматриваем саму первообразную, рассматриваем формулы первообразной, а затем уже при изучении криволинейной трапеции мы даем ей определение, рассматриваем, где у нас начальная конечная точка, то есть пределы. И вот здесь возвращаемся к производной и говорим, если скорость есть производная пути, то тогда путь есть первообразная от скорости. И, соответственно, используя эту формулу, мы уже считаем, вычисляем путь за определенный промежуток времени по нашей задаче. Также обращаю внимание детей, что такие задачи есть у нас и в КИМах по физике, соответственно, когда нужно найти определенный, ну, то здесь на тему постоянного электрического тока. Вот здесь дается график. Здесь ребята сразу видят трапецию, могу сказать, и говорят, зачем нам здесь в данном случае интеграл, причем здесь нужно разбивать на части, находить площадь каждой части, когда мы можем спокойно найти площадь трапеции. Я говорю, молодцы, так и действуйте. Ну вот, далее я хотела сказать еще также о работе, потому что сила есть производная работы, значит, возвращаясь обратно, мы говорим, что работа есть первообразная силы, и с ними решаем данные задачи. Ну вот здесь у меня они как бы есть, тут есть физические формулы.
Так, сейчас. Заканчиваем. Заканчиваем. Все. Спасибо за внимание. То есть задач очень много. И бывает очень интересно их рассматривать с детьми. Детям это нравится. Вот сейчас мы как бы с физиками, с нашими говорим, мы хотим сделать так, чтобы наши темы по некоторым вопросам совпадали, и они изначально что-то посмотрели на физике, а потом мы это прорешали на математике. Ну вот как бы работаем над этим, так гораздо лучше все усваивается, понимается, и, соответственно, вот и нам хорошо, и детям хорошо, потому что когда мы получаем хорошие ответы, у детей все получается, и у нас настроение на работу улучшается. Спасибо большое, Нонна Владиславовна. Самое главное, что вы продолжаете, не останавливаетесь, а продолжаете эту тему. И вот материал этот и год назад вы представляли, да, но он теперь обогащен еще и проработан более глубоко. Вопрос у меня такой. Вот у вас там была, значит, у вас СИТ, и вы находили, значит, что вы там связывали? Скорость, по-моему. Да, скорость производа пути. Да, когда вот по параболе движется это. Да. Но я обратила внимание, что у вас там, когда вы в графику перешли, у вас там переменные были по осям X и Y. Это специально или это просто опечатка? Как вот, мне интересно. Ну, знаете как, S и T дети как бы понимают, но когда мы строим график вот с ними изначально, им удобнее координатную плоскость строить как X и Y. Потому что когда мы рассматриваем темы, я всегда говорю, независимую переменную мы откладываем на оси X. Ну вот смотрите, я поняла. То есть основная проблема, с которой с физики приходят на математику, это то, что они не понимают одно и то же, ту же линейную график линейной функции. У них как будто бы в математике один, а там совсем другой. То есть они не видят в физике, что график линейной функции – это те же S и T и так далее. И поэтому, может быть, имеет смысл, когда вы работаете вот с этим материалом, с физическим на математике, может, имеет смысл все-таки им устно сказать, что, ребята, да, конечно, X и Y – это прекрасно, но все-таки у нас функция – это S, а переменная у нас – это T, и поэтому координаты мы берем в координатной плоскости SOT. И вот, чтобы вы знали, чтобы еще раз показать, что у нас единая концепция, просто поскольку математика абстрактна, то она хочет X и Y, а в принципе, применяя к физике, это S и T, ну, как пример. Ну, вы знаете как, мы на уроках X и Y пишем, я просто здесь не показала, а там мы еще дописываем потом. Не нужно. Не нужно. Это понятно, учту. То есть, чтобы учитель математики говорил тем же языком, что и учитель физики. Хорошо. Да. Спасибо, Вера Сергеевна. Ирина Евгеньевна. У меня комментарий будет междисциплинарный. У вас в докладе математика-физика я добавляю информатику и методику математики. Сначала методика математики. Мы уже много раз говорили, что любую задачу нужно решать анализ, поиск способа решения и так далее. Вы исключаете вопрос анализ условия, потому что вы не составляете краткую запись. Поэтому моя рекомендация – любая задача. Одна строчка краткая запись, ради бога. А задача посложнее, там будет посложнее краткая запись. Теперь из информатики. Людмила Леонидовна Босова рекомендует такой ход. Дано, написали. Дальше следующий столбик, начинаем с конца. Чтобы нам найти энергию, мы какую формулу используем? Записали эту формулу рядом с дано. Какие данные у нас есть, что нам нужно узнать? По какой формуле мы это узнаем? И тогда у нас и план выстроится решение, и будет понятно. Потому что в тех решениях, которые вы показали, там и дано смешивается, и формулы в разных местах. Вот тут надо, наверное, поаккуратнее делать. И вы начинаете рассуждать в одной задаче от условия, это если легкая задача, но удобнее рассуждать с конца, чтобы мы сначала
определили план, наметили, что нам нужно делать, а потом уже делать. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Продолжаем, огромное. Нонна Владиславовна, совершенствовать свою Да-да-да. методическую компетенцию исследовательскую. Спасибо. Мгм. Так, следующий доклад у нас сделает Валентина Алексеевна Чукаева, поскольку докладчик, который в программе обозначен, не смог быть сегодня на конференции, и Валентина Алексеевна любезно согласилась доложиться во время, его время. Валентина Алексеевна Чукаева, вы здесь? Валентина Алексеевна. Так, сейчас попытаюсь. Ира, ты на связи, можешь посмотреть, есть? Она Валентина? вообще здесь, мы с ней общались по... Вот, да, она, ну, у Я нее... Так я вам задаю вопрос, а вы молчите. Видимо, микрофон был выключен. Да, поняла. Итак, Валентина Алексеевна Чукаева, учитель математики гимназии номер 4 города Владикавказа, сделает доклад на тему методика обучения решению текстовой задачи различными способами. Пожалуйста, я сегодня не могу загрузить презентацию, Ира, не Сейчас. получается. Она у вас где? В вот презентация, загрузить с компьютера. Да, и Ага. она будет грузиться, и там же Да, нажать сейчас, секунда. Вот она, ЛМШУ. Открыть, да? Все. Да. Я не могу, Лена. Есть она, нету? Она грузится, да? Да, наверное, грузится. Угу. А теперь я нажимаю «Показать», правильно? Да, все верно. И листаете кнопочками вправо-влево. Ну как? А где эти кнопочки? Вот Есть где- на клавиатуре можно. Где на вашей экран? клавиатуре. Я обычно. мышкой не могу. Можете на экране, вот. где внизу, А вот, да? там Нет. две стрелочки, лево-право, рядом с презентацией, с окошком. Микрофон, камера и третья, и рядом с ним такой черный ползунок. Лево-право. Лево-право. Что-то не вижу. Там, где я вам перевернула. фотографию. Подождите. Где оно у меня? Лево-право. Вот внизу, смотрите, внизу, вы видите там микрофончик, где вы выключаете иногда? Чтоб не Нет, я говорить. сейчас на весь экран сделала, ничего не вижу. Вас... Мне поднять ее. Они у меня закрыты этими. Это открыть видео, это редакция видео. И вот рядом, Там рядом есть панель. черная такая панелька, и там две стрелки. Видела? Все. Угу. Сейчас, нет. Еще раз, Ира, помогайте. Я вам фотографию отправила, посмотрите, Хорошо, пожалуйста. на сейчас, WhatsApp. секунду. У вас клавиатуры нет, вы на чем сидите? Ну, компьютер? Да, я на компьютере. Ну, у вас клавиатура есть и обычные стрелки на клавиатуре. Клавиатура и обычные стрелки. Вправо, влево, вверх, вниз. Всю жизнь, который... Я никогда клавиатурой не пользуюсь, мышкой только из-за зрения. Ну все, давайте тогда посмотрите фотографию, я там Только вам... свои Хорошо. презентации закройте, потому что мы уже смотрим вашу в этой системе. Не понимаю, что надо. Закрыть презентацию эту? Не, она в системе открыта, Ирина Евгеньевна. У нас открыто, а говорят, что она открыта на весь экран, это значит открыто у нее на компьютере. Вот ту, которая на компьютере, у своем, нужно закрыть, потому что мы видим... А ее... Нет. Нет, по фотографии... Вы видите нас? Валентина Алексеевна. Вижу вас. Все, работаем. Не могу листать. Хорошо. Почему не можете листать? Клавиатура ваша. Обычная рабочая клавиатура. Ctrl, видите? Ctrl внизу. Вижу, Рядом 4 стрелочки такие. Беленькие. Вверх, вниз, влево, вправо. Сейчас, секунду. Вера Сергеевна, давайте я сейчас открою презентацию. Все, увижу. Все, я поняла. Поняли, да? Все, работаем. Все работает. Да. Извините, тут и зрение. Еще болею чуть-чуть. Ну, смотри, Валентина Алексеевна Чукаева.
что я опять вышла. Вышла я откуда-то. Опять заново мне презентацию загрузить. В файлах теперь она есть. В файлах. Может, Валентина не Александровна. командовать? Как, смотрите. Ира, найдите ее в файлах. Где здесь файл? Файлы, верхняя строка. Вот я открыла. Всё, вот это, всё, Давайте всё, тогда. всё. Не говорите, я буду листать. Хорошо, спасибо большое. Ну, это методика, извините, обучения решению текстовой задачи различными способами, да. И, ну, дальше листайте, пожалуйста. Да, цели работы это, конечно, пропаганда значимости решения текстовых задач, это для развития умственных индивидуальных способностей, это развитие индивидуальных способностей учителей при моделировании урока, при решении задач. Когда я часто сижу на уроках учителей, я вижу, что там нету работы над текстом задачи, над смыслом задачи, над рисунком. Сразу учащиеся начинают как-то решать эту задачу, и никто не понимает, как оно решено. Без работы над текстом задачи, я считаю, ребенок не сможет понять эту задачу, как ее решить и как ее найти. И, конечно, это развитие смыслового чтения учащихся. Что, здесь много, и для меня это самое главное. Я такой немножко математик-философ. У меня нет памяти хорошей, у меня есть логика. И для меня алгоритм – это для меня смерть. Если я поняла задачу сердцем, я ее тогда могу решить. А для этого у меня должно быть очень много путей решения одной и той же задачи. Дальше можно? Здесь можно пропустить. Это, конечно, вкус к науке. Мне очень хочется. Это то, что я говорю людям, а это то, что поняли. Когда учитель на уроке, и он преподает там какую-то тему, ему кажется, что он так складно все сказал, но в итоге, в конце урока, если бы он реально бы проверил, что осталось в этих детях, он увидел, что там очень маленький процент. Да, поэтому именно как передать это детям, как, чтобы они увидели, как до каждого донести, это, конечно, главная цель. Дальше можно? Преподавать, это можно пропустить здесь. Любопытство. С него все и началось. Это писали Джеймс, Мартин. Дальше. Это тоже можно пропустить. Актуальность опыта, она заключается в том, что решение текстовых задач различными способами, оно сможет повысить качество знаний не только по математике, но и способствует повышению качества знаний по всем другим предметам, где решаются задачи. И, конечно, решение именно задачи, оно выявляет, формализм в знаниях по математике. Это вообще самый легкий способ, вы можете задать. Вот единственный способ обучаться математике, очень люблю этого, уважаю человека, это ручка, тетрадь и задачи решать. И на каком-то уровне, количество решенных заданий, оно переходит в качество. У меня есть обобщение опыта, я сейчас над ним работаю, что-то меняю, потому что каждый раз, вот у Веры Сергеевны там есть очень интересные лектора, и оно меняет мое мировоззрение в отношении к этим. Сейчас я тоже буду летом работать. Это способы решения задач. И в школьном курсе используется ограниченное количество решения задач. Вот если мы будем рассматривать учебники с вами, там, где идет теория, там один способ и все. Естественно, очень мало времени отведено именно решению задачи. Но я считаю, что если мы хотим добиться гибкого ума по математике, то здесь без различных способов вообще обойтись невозможно. Дальше можно? Есть образовательное значение математических задач, есть, можно дальше листать, есть
Значение математических задач, естественно, в развитии мышления. И что бывает очень интересно, что при отыскании различных способов решения задачи у школьников главное, значит, формируется это познавательный интерес. Да, когда они получают задачу, и они имеют свободу. Один ее может решить графически, другой аналитически, там, таблицу нарисовать и так далее. То есть у них нет ограничения именно, не устанавливается им, значит, конкретные рамки. Вот решай ее только так. Вот как ты ее видишь, так и делай. Да. И ту или иную задачу, первое, это значит помочь решить ученику, конечно, именно эту задачу, не навязывая ему свой алгоритм мышления. А второе, это так, чтобы он в будущем мог любую задачу школьного курса решать самостоятельно. Дальше можно. Ну, это способы, которые есть, там и практические, арифметические, там геометрические, ну и так далее. Я говорю о том, что для меня именно графическая визуализация, она влияет на стратегию решения математических задач. Я недавно наткнулась на очень интересную статью, где ученые с мировым именем, англичане, ну, и наши российские, они исследовали именно это. И они увидели, что если ребенок может графически изобразить задачу, то это один из, ну, это 50% до того, что он ее может решить. То есть сделать к ней обязательно краткую запись, без краткой записи, без какого-то рисунка. Я считаю, что это невозможно решить и понять эту задачу до конца. Дальше можно. Умение, да, это умение выстраивать логические конструкции, чтобы на основе имеющихся данных делать выводы. Но не обязательно математические. Это основа для успеха в любом направлении. Дальше. Способ решения задачи – это содержание отношений между данными и искомыми, которые и положены в основу решения задачи. Дальше. Чего же я сама не могу решать? Ну, это у меня здесь. Что можно делать? Вообще учебник Никольского, 5-6 класс, я их изучаю уже 7-й год. Это просто кладезь именно для решения задачи. Там очень много чего. Там можно и менять вопрос, чтобы действий стало больше или меньше. Там можно, ну вот здесь, и внести в задачу какие-то данные, чтобы появились лишние недостающие данные. Там, например, есть такие задачи, где есть лишние данные, и дети это видят, да, во время решения задачи. То есть эти задачи, они разбивают алгоритм. Дальше можно тоже. Очень интересные там задачи. Дальше. Угу. Ну, я хочу сказать о формализме. Это отрыв формы от содержания. Дальше. Это отрыв теории от практики. Дальше. Это преобладание памяти над пониманием. Вот многие дети, они пытаются как-то памятью решить задачу, но все задачи абсолютно разные. Абсолютно разные. Их невозможно. И господство, конечно, значит, трафарета над шаблоном. Вот, да, или шаблона. Вот я недавно была на уроке, где там учитель, здесь остановитесь на секунду, где учитель, она давала им какие-то схемы, и они туда должны были внести какие-то условия. И схемы были разные. И когда я спросила ребенка, почему это ты сюда внес, а это ты сюда внес, он не смог ответить. Он говорит, ну вот, мне так показали, я должен вот это закинуть туда, вот это закинуть сюда. И было такое чувство, что он, бедный, не задачу решал, а собирал какой-то пазл, да, бессмысленный, где его кто-то научил автоматически выполнять какие-то действия. Вот даже здесь устная работа. Вот можно вернуть назад? Да, одну секунду здесь остановлюсь. Вот, да, 5 класс, они пришли, дети, в школу, 5 класс, вернее, и у них такая задача, например, разница масс 2 ящиков равна, да, 24. И все, они задачу решить не могут. Потому что здесь вот
Уменьшаемая, вычитаемая, разность. Ну что это такое? Это разница. Это насколько уменьшаемая больше вычитаемая и так далее. То есть вот это понятие именно самой изначальной школы, оно в них не вложено. И поэтому, если какое-то другое слово там не на 5 больше или не на 8 меньше, а где речь идет, что разница между числами, например, 40, они уже не могут решить это. А почему? А потому что само вот это действие вычитания и само вот это вот определение, уменьшаемая, вычитаемая разность, оно не понято, оно не отработано. Естественно, там бывают, я спрашиваю, почему ты ее не можешь решить? Я слова не понимаю. Что такое разница? Как понять это? Дальше можно? Ну, я хочу сказать огромное спасибо Ирине Евгеньевне Маловой, да, потому что это у меня запустилось в 2018 году, по-моему, если мне память не изменяет, когда у нас была тоже школа ЛМШУ, или не ЛМШУ, но я не помню, ну неважно. И она нас тоже учила, как решать задачи. И дала нам какие-то задачи, можно дальше. Можно дальше, да, пролистать. Почему не могу листать? Вы же листаете, да? Нет. Сами? Нет, мне листали. У меня этого на компьютере внизу. Сейчас. Да что же это такое? Где мне это найти? Если я ее на весь экран сделаю. Никто не может полистать. Что случилось? Почему не листается? Ира? Это мне листала Ирина Евгеньевна. Ирина Евгеньевна листала, теперь, может, ее просто нет, выбила ее. Нет, Ирина Евгеньевна есть, она здесь. Но она листала просто. Вот сейчас перелистнулась. Приобрести, да. Дальше. Сейчас я просто на конкретной задаче хочу показать. Ну, это у вас еще 5 минут. Да. Дальше можно полистать. Ну, хороший учитель обязан понимать, что никакую задачу нельзя исчерпать до конца. Этот взгляд он должен и прививать своим ученикам. Дальше можно? Хочу на конкретные задачи, да. Вот смотрите, 2 поезда, да, по моему мнению, что 80% понимания смысла, если ребенок понял задачу, он уже ее решит. Вот, например, такая задача, это вот учебник 5 класс. 2 поезда, они движутся навстречу друг другу по параллельным путям. Один со скоростью 100 км в час, а другой 80 км в час. Да, пассажир, сидящий во втором поезде, заметил, что первый поезд шел мимо него 12 секунд. Да, какова длина, значит, первого поезда. Когда я впервые открыла этот учебник, я была очень напугана, потому что думаю, как я им объясню эту задачу. Ну, во-первых, если вы сейчас, они дроби еще не знают, и не десятичные, не обыкновенные, да, никакие. Если мы будем здесь переводить вот это вот 100 км в час и 80 км в час, да, когда тут секунда, у нас вообще ничего не получится. И я заглянула там, какое есть решение. Я сама была очень напугана, там решали уравнением, там решали ее как угодно, но только не для уровня ребенка, который только пришел из начальной школы. Дальше листайте. И тогда, вот смотрите, это первый этап. Был нарисован поезд, у меня есть поезд такой, значит, спиртный. И вот сидит там, да, какой-то человечек, и мы начали ее разбирать так. Да, вот, ребята, например, этот первый поезд, он стоит, а второй едет. И тогда что происходит, да, за 12 секунд? Вот этот человечек, съезжает сюда, и здесь оказывается, что путь, значит, второго поезда, это и будет длина первого поезда. Дальше. Если... Дальше можно. А теперь делаем, что второй поезд. Можно вернуть назад. Что второй поезд, там был рисунок, где второй поезд теперь стоит, едет первый. И оказывается, что здесь путь первого поезда, это длина этого поезда. Они это видят на доске, мы передвигаем этого человечка, этот поезд дальше. И теперь вдруг... Нет, еще, да. А теперь, когда они движутся
навстречу одновременно друг другу. И вдруг у них появляется графическое видение, что длина этого поезда – это и будет путь первого плюс путь второго. И это бывает открытием. Мы открыли вместе с ними. Я стояла на уроке, я вообще не знала, как им объяснить это, и с какой стороны дальше. И теперь, можно дальше, и теперь уже понятно, что тут 180 км в час – это скорость удаления. Теперь, значит, 180 километров – это метры, это секунды и так далее. И уже они понимают, что это есть длина поезда. Вот эту задачу, следующую, это то, что Ирина Евгеньевна задала нам. Здесь было про индийский и грузинский чай. Индийский чай, значит, составлял 30% смеси. В эту смесь добавили еще 120 граммов индийского, он будет составлять 45% смеси. Сколько граммов индийского чая было в смеси? Да, кому-то было предложено. Можно дальше. Кто-то решил задачу вот так, но я всегда рисую. Для меня без рисунка, без краткой записи, ну просто задач нет. Когда ты уже в этом во всем как бы поварился, она становится твоей, и ты уже можешь находить какой-то путь, да, потому что ты должен понимать, о чем идет речь. Я считаю, что именно визуализация, она очень важна для этого. Но кто-то решил ее так. А мне было ее предложено решить по действиям. Когда я ее начала решать, у меня была первая мысль, ее решить по действиям невозможно. Она просто нерешаема по действиям. Мне сказали, можно, да, поищите. Вот здесь у меня, коллеги, ошибка, но я ее не могу убрать, потому что это на Paint сделано, но я потом это поработаю. Тут вот 7 должно быть, 165 седьмых. Когда я сделала рисунок, я увидела, что вот здесь оказалось 70% грузинского чая и 55% уже во второй смеси. Они имеют равные массы. Но не сделав этот рисунок, естественно, это увидеть бы и не смогла. И тогда я нашла, значит, во сколько раз процент второй смеси увеличился по массе, да, по сравнению с первой. Почему это произошло? Во-первых, почему это можно сделать? Потому что масса грузинского чая не меняется, но изменяется масса смеси своей. Потом во втором действии я перевожу вот эти проценты, значит, индийского чая уже в новые вот эти, да, проценты, которые будут по отношению, значит, ко второй смеси. Потом я узнаю, чему равен 1%, значит, это составляет 120 грамм, узнаю, да, 1%, и вот нахожу массу индийского чая. Ирина Алексеевна, заканчиваем, да? Сейчас, одну секунду. Вот еще вот это. И вот это, это для меня было, это было как толчок. И теперь у меня есть, вот в этой работе моей, да, которую, там она на многих листах, на страницах, где здесь работы детей, там есть одна задача и очень много, 5, 6, один ребенок так видит. Вот смотрите, как, например, девочка решила вот здесь из этого учебника задачу на, значит, отпиленную полчашки черного кофе, долили его молоком и так далее. И вот эту задачу, как решил ребенок после того, как мы это делали. Она решила, ее графически, они ее оформляют и приносят. Это для меня было, я не знаю, как открытие тоже. И вот в итоге они потом видели эти все дроби. Что я хочу сказать, значит, в заключении. В заключение я хочу сказать, что вот что я стала, в чем как бы диагностика результатов, да, вот эти дети, они сейчас учатся, в 7 классе, 8, и я вижу, что задание по ВПР, математика, особенно где последняя задача, это задача такая, как бы сложная считается, и они ее умудряются решать, с помощью каких-то рисунков, каких-то схем и так далее. Хотя, если мы открываем с вами решение этого ВПР, которое нам предлагается, у них
Ну, кроме как составления уравнения, да, ничего там интересного нету. И вообще даже дети, да, сейчас я собираю, ну, например, решение заданий с параметрами, да, вот эти вот 18 задания. Это тоже очень интересно. Это настолько вот интересно. Одна задача, и мы находим очень много решений. Да, это тоже есть. Где задача с параметрами, мы с моим учеником, Гагуевым Тимуром, занимаемся этим, где мы находим 7 или 8 различных способов решения задач. Это ОГЭ, ЕГЭ. И особенно это влияет на то, что можно дальше уже листать. Все здесь, ну, о том, что математика – это царица всех наук. И я не верю, что если ребенок не понимает математику, он не может ни текст общества понять, ни текст истории. В основе всего лежит мышление, да, которое именно мы формируем на уроках математики. И даже я им рассказываю, что великие врачи и великие юристы, они все очень любили, особенно юристы, они любили в школе геометрию, да, где доказательные есть какие-то задачи. Это можно использовать и в геометрии. Но я, конечно, говорю о том, что мне необходимо использовать уроки решения одной задачи, однако увлекаться этой формой не стоит. Да? Мы с вами ограничены материалом, у нас есть планирование. Такие уроки, они станут эффективными, если проводить их 1 или 2 раза в месяц, и тогда можно подобрать такую задачу, но при решении которой будет применяться большой объем изучаемого материала. Да, потому что здесь очень важно. Это целый урок, мы разбираем одну задачу, различные способы, меняем условия и так далее. И происходит очень такая работа, где, я думаю, все идет очень осознанно. Спасибо за внимание. Тут у меня что-то там из презентации не ладилось, и я прибежала, у нас вручение аттестатов. Извините, конечно, коллеги, но вот я хотела с вами поделиться вот такими. Спасибо большое, Валентина Алексеевна. На математику. Да, как всегда, в ваших докладах симбиозы математики и философии, да, и даже психологии. Вам огромное спасибо. Я вам пришлю, и вы увидите, что я там теперь могу делать. И главное, что это для учителя. Если учитель, он начнет именно так рассматривать эту задачу, готовясь к своему уроку, а не просто идти по какому-то, да, вот алгоритму, ему самому станет легче. И самое главное, мы как эксперты, когда мы проверяем, да, 18-е задание, нам дают там один какой-то способ, а дети решают разными способами. Если у тебя у самой не гибкий ум, ты не сможешь его решение понять. Спасибо за внимание. Спасибо. У меня маленький вопрос. А вы слушали в рамках этой школы выступления Боровских Алексея Владиславовича? Или не удалось? Ну, нет. Я потом... У меня вот выпускной класс, и аттестаты печатали, там какие-то Я вам проблемы. рекомендую в записи, когда посмотреть тот момент, как он схематизирует в рамках задачи текстовой. Там у него хороший пример. Хорошо, спасибо. Обязательно посмотрите. Сейчас еще раз я запишу и обязательно посмотрю. Алексей Владиславович Боровских, лекция, которая была в рамках этой школы. И, Валентина Алексеевна, вот можно ли вас попросить, ну, во-первых, вы тезисы этого материала, и все, кто докладывался, тезисы сделайте, пожалуйста, для публикации. Я сделала, отправила вам. Это которая вот сейчас уже была, или которая на Колмогоровских? Ну, это же самое. Ну, хотите, но если это то же самое, то не надо. А если вы хотите, чтобы публикация была новая, тогда добавьте, пожалуйста. Но у меня к вам просьба. Вот вы говорили, что вы с Тимуром Гуевым много-много разных вариантов одной и той же задачи берете, да, где-то ищете, находите и так далее. Можно ли сделать доклад, можно ли сделать у вас доклад, например, где бы вы показали решение одной задачи разными способами? Это очень полезно для учителей было бы. И вот, допустим, следующее что-то мы будем проводить или в рамках семинара, или в рамках 18-е задание, ну, с параметрами. Пожалуйста, что угодно. Вот прям вот, чтобы было несколько вот такое. То есть, хорошо? 7 есть максимум. Хорошо. Прекрасно. Мы вас в сентябре позовем на Республике Северная Осетия, Алания. Учители,
заслуженный учитель Республики Северная Осетия Алания, и надеюсь, что уже учитель высшей категории. Нет еще? Нет, ну просто безобразие. Ну Да ладно. нет, это я самая виновата, ничего страшного. Нет, ну ничего, ну мы сделаем. Там же новое вышло положение, что аттестацию не надо проходить тем, у кого есть такое звание. Надо закрыть вопрос. Хорошо, Елена Павловна хочет сегодня рассказать про участие школьников в конкурсах и олимпиадах как способ развития мотивации к изучению математики. Пожалуйста. Вам сейчас я хочу увидеть, что вы видите мою презентацию. Вот сейчас что-то открывается, пока черненькое. Да, вот сейчас видим вашу презентацию. Я поняла, я тоже вижу. Ага. Могу я начинать, да? Да, пожалуйста, да, 15 минут. Добрый день, добрый вечер у кого-то, наверное. Да, всех я послушала очень внимательно и даже не знаю, что еще можно тут добавить. Столько много интересного послушала. Но, во-первых, благодарю организаторов за то, что уделяете и нам время обычным сельским школам. Потому что, конечно, у каждого вида школ свои проблемы. Это всегда так. Было, есть и будет, наверное. Поэтому, конечно, когда мы говорим о своих школах, нас все-таки больше всего, наверное, по количеству. И я думаю, что те вопросы, которые поднимаются здесь, вот на этих лекциях, семинарах, они очень актуальны для всех. И каждый, конечно, выбирает то, что ему именно необходимо. Да, мы не все слушаем, но Вера Сергеевна пусть не обижается, потому что каждый из нас берет именно то, чего ему не хватает. Мы стараемся, конечно, но у нас такое вот сейчас положение, что как трехглавый дракон, каждая голова что-то свое требует. Поэтому мы стараемся везде вот так немножко успеть. Поэтому заранее простите, если мы что-то пропускаем, но мы хотим увидеть. Да. Но мой доклад называется «Участие школьников в конкурсах и олимпиадах как способ развития мотивации». Был такой у меня уже доклад, я его постаралась немножечко изменить, конечно, со своих позиций, но очень надеюсь, что кому-то он тоже пригодится. Значит, во-первых, сейчас у нас для всех актуально учителей, мы сейчас составляем программы, пользуясь конструктором. И вот в конструкторе, даже если алгебра у вас 4 часа в неделю, это уже считается углубленный курс. Ну, что меня очень возмущает, конечно, ну какое может быть углубление при 4 часах в неделю, да? Но тем не менее, это так называется уже. То есть мы должны быть готовы к тому, что мы должны показывать результат уже и при 4 часах алгебры в неделю. Да. Ну, конечно, для многих людей математика – это вызов к работе, стремление к работе в любом случае, и кажется очень тяжелой. Но если дети мотивированные, то для них это тоже в радость идет. Конечно, часть детей, большая часть, приходит совершенно немотивированными к обучению. И кроме того, родителей приходится еще мотивировать на то, что нужно работать, что труд – это огромный труд, наша учеба. И вот я хотела бы рассмотреть несколько тезисов, которые, в общем-то, подтверждают важность участия школьников не только в уроках математики, но и в математических соревнованиях. Хочу выделить 4 из них. Это стимуляция интереса к предмету, развитие уверенности в своих силах, повышение уровня математической подготовки и, собственно, подготовка к будущей жизни. Но если мы будем смотреть, в общем-то, участие учащихся в олимпиадах математических, то они позволяют ученику увидеть математику как бы с другой точки зрения. Вот когда у нас начинается изучение геометрии, очень часто родители приходят и говорят, ну вроде бы все те же самые теоремы, но вы их как-то по-другому рассматриваете, потому что меняется жизнь. И да, мы ту же теорему Пифагора смотрим как бы в других примерах использования. И сложные задачи, и нестандартные подходы к задачам, конечно, вызывают интерес у обучающихся и позволяют им погружаться более глубоко в изучение математики.
И уже само формирование вот положительного отношения к предмету и к учителю тоже, оно мотивирует школьников к самостоятельному изучению математики, к поиску новых задач, которые они потом нам могут предложить на уроках. Участие в соревнованиях позволяет также ученикам испытать свои силы и сравнить себя с другими учениками. И помогает как бы преодолевать вот эти трудности, которые у них были в начальной школе. Ну, очень часто все-таки мы все с вами, наверное, сойдемся во мнении, что в начальной школе родители очень много помогают своим детям, большая часть детей, ну, не будем говорить о тех детках, которым не повезло уж совсем, а в 5-6 классе уже родители начинают немножечко уходить от такой ответственности. И не только потому, что они не знают математики. Может, они ее и знают хорошо, но у них просто нет на это времени, во-первых. Во-вторых, учителя тоже стараются уже, родители призывать к тому, чтобы давали возможность детям учиться самим. Очень часто родители звонят и говорят: у меня не получается задача. Ну, у тебя не получается, не надо, пусть ребенок ко мне обращается, а не мама. Но с этим тоже нам приходится сталкиваться и вот как бы бороться с тем, что родителям очень хочется чрезмерную опеку такую над детьми устраивать. Но дальше мы можем сказать о повышении уровня математической подготовки. Конечно, никто не будет спорить, что всякие конкурсы, исследовательские проекты, они повышают математическую подготовку. Ну и подготовка к будущему, это у нас приобретаются такие важные навыки, которые пригодятся потом в будущем. Это работа в команде, это умение быстро решать и принимать какие-то ответственные решения. Причем, если ребенок уже попадает на высокий уровень олимпиады, то здесь еще и принимать ответственность за всю команду и за тот, ну, район, регион, который тебя отправил на эту олимпиаду. Это очень важно для детей и подростков, когда они начинают учиться именно отвечать за свои поступки. Ну, с чего же следует начинать работу с одаренными детьми? Вот здесь я привела, в общем-то, 3 таких этапа, но могу сразу сказать, что 1 и 3 этап очень часто меняются местами. Если мы говорим, что 1 этап – это именно подбор кадров, то есть учителей или преподавателей, умеющих и желающих работать с одаренными детьми, а последний 3 этап – это подбор, определение целей, которые мы хотим, собственно, достигнуть, то может быть и наоборот. Может быть, ставится цель вот, достигнуть какого-то конкретного результата. Либо это родители поставят перед вами такую цель, либо это дирекция приходит и говорит: вот ну сколько можно, чем наша школа хуже, вот той 5-й, 10-й, давайте мы вот там-то займем какое-то место. Да, бывают и такие цели. И вот зная эти цели, мы можем уже начинать искать преподавателя, который согласен, желает работать. Умеющих много, так же, как и детей, подающих надежды, очень много. Но желающих работать гораздо меньше. Конечно, в идеале хотелось бы, чтобы были такие группы учащихся, где много учителей, целый коллектив, но это уже будет необычная общеобразовательная школа, это, скорее всего, будет какой-то, ну, лицей или гимназия, ну, или группа энтузиастов, которая занимается именно тренерской работой с такими детьми. Вот здесь я, в общем-то, рассматриваю, что же мы хотим получить в конечном результате, то есть какую личность хотим, в общем-то, воспитать. Но самое главное, я думаю, что мы получим в таком, ну, в идеале личность, которая будет математически мыслить. Ну, куда входит, конечно, и критическое мышление, и логика мышления, и ответственность, и самостоятельность, и много еще чего, что потом пригодится не только на экзаменах, в ЕГЭ, конференциях, нет, в семейной жизни тоже. Когда очень важно, если хоть один человек в семье умеет брать ответственность на себя. Но задача школы – это создание целой системы работы с одаренными детьми, осуществление социальной защиты. И что очень немаловажно, когда создается механизм межведомственного взаимодействия в этой работе. Иначе мы никогда не сможем скорректировать свою работу, когда
и учителя в разные стороны как бы, ну, даже не знаю, растягивают, можно и так сказать. Если человек задался какой-то целью там заняться исследованиями с детьми, научить исследовать или подготовить к олимпиадам — это совершенно разные направления, но это, на мой взгляд, личный. И нельзя одновременно и тем, и другим заниматься в полной мере. То есть если у вас на данном этапе на эти год, 2, 3 стоит цель победить там, допустим, на колмогоровских чтениях в Москве, значит, этим и занимаемся. А уже все остальное не будет давать такую продуктивность от одного и того же учителя. Это разное. Но все вот олимпиады и конкурсы, они, конечно, играют важную роль. И, по моему мнению, они основаны на 7 следующих теоретических принципах. Это вызов, обратная связь, признание, соревновательность, причастность, значимость и самореализация. Ну, более подробно об этом можно сказать так, что принцип вызова, он заключается в том, что сами задачи, они своей сложностью, своей неожиданностью бросают вызов ученикам. Дальше обратная связь — это то, что мы приходим на какой-то конкурс, на олимпиаде тоже, и мы мгновенно получаем обратную связь в виде того, как мы выступили, как мы смогли показать, что мы делали. Очень часто ребенок очень много знает, но не может это показать. И тогда вот это тоже для него важно. Он сразу поймет, понимают его или где-то еще нужно поработать. Принцип признания, ну, это, наверное, всем и так понятно, потому что общественное признание, получение награды — это укрепляет уверенность и вдохновляет детей на дальнейшие достижения. Соревновательность вообще присуща детям, особенно 5, 6, 7 классов. Конкуренция позволяет им сравнивать свои способности с другими и мотивирует их к самосовершенствованию. Но, кроме того, участие в олимпиадах и конкурсах объединяет учеников и создает чувство принадлежности к сообществу увлеченных математикой. А дети, как вы знаете, очень часто любят объединяться в разные группы и сообщества. Ну, значимость, конечно, тоже вполне понятна. Это то, что на олимпиадах и конкурсах часто бывают задачи, которые имеют практическое применение. И дети понимают тогда реальное значение математики и применение ее в повседневной жизни. Самореализация – это то, что ученик повышает свою уверенность и в своих знаниях, и в своих способностях. Но, кроме того, участие в олимпиадах – это предоставляет учащимся возможность проявить свои знания и навыки, показать их другим, стимулирует их к достижению высоких результатов в данной предметной области. И вот здесь вот, фотографии моих же учеников, вы видите, какие они счастливые, хотя получила она грамоту, а не какой-то там Мерседес в награду. Но, тем не менее, ребенок здесь и сейчас счастлив, и вот это состояние, если он запомнит, дальше это будет стимулировать его работу. Ну, дальше я хочу еще обратить внимание на то, что участие в олимпиадах и конкурсах, оно развивает и повышает уровень самоорганизации и самодисциплины. Потому что для того, чтобы подготовиться к таким мероприятиям, нужно, во-первых, выделить время, разработать план подготовки. И самое трудное, на мой взгляд, это придерживаться этого плана. Конечно, для учеников это вырабатывает навыки планирования и самоконтроля. И не только для обучения математике это важно, а и для дальнейшего обучения, если поступает в вузы или где-то работает, всегда нужно саморазвиваться. Во-вторых, конкурсы и олимпиады предоставляют обучающимся возможность проявить свои знания и умения. Это помогает им оценить свой уровень подготовки и понять, в каких областях им еще нужно будет поработать. Кроме того, вот я хочу обратить внимание на то, что часть учеников как бы мотивирует еще и возможность побороться за призы, похвалу родителей, учителей, своих сверстников. Кроме того, расширяется кругозор по математике. Часто ученики думают, что математика – это
что-то отдельное и состоит только, ну, максимум из алгебры, геометрии, теории вероятности. А когда они узнают, что есть еще очень много различных разделов в математике, то очень удивляются и, собственно говоря, начинают интересоваться и искать эти новые какие-то части математического образования. Таким образом, мы можем сказать, что олимпиады, конкурсы, исследовательские проекты являются эффективным инструментом мотивации для школьников. Участие в них позволяет развивать не только математические навыки, но и способности к решению сложных практических задач, развивают логическое мышление и, естественно, творческий подход к решению уже не только математических, но и любых других проблем. Данный подход стимулирует учеников к активному изучению математики и стремлению к достижению лучших результатов. Но, кроме того, вот подготовка к олимпиадам, подготовка к конкурсам, она способствует развитию аналитического мышления и учит синтезировать различные условия задач и только потом приступать к их, собственно говоря, решению задач этих. Участие в олимпиадах и конкурсах по математике также учит детей как бы обобщать свой опыт, научиться воспринимать и отрицательный опыт, негативный опыт. То есть научиться преодолевать этот негативный опыт, чтобы дальше, не падая духом, продолжать развиваться. Это тоже входит в задачи учителя, который занимается подготовкой детей к этим олимпиадам. Но, кроме того, ученики, обучающиеся, они, конечно, приобретают навыки анализа информации, выделять главное учатся, принимать взвешенные решения, работать в команде и управлять временем. Но, кроме всего прочего, хочу сказать, что вот я согласна с Ритой Майрамовной, да, что начинается в 5-6 классах, когда мы занимаемся с детьми, большое количество детей еще горит желанием работать, и очень горько бывает, когда кого-то мы теряем в ходе подготовки такой, а к 11-10 классам количество таких детей уменьшается. Но очень удивительное явление, из года в год я наблюдаю, особенно те, которые в 5, 6, 7 говорили, что не-не-не, только не математика. Заканчивая 11 класс, они идут на математический факультет. И мне это очень нравится, вызывает во мне азарт доказать, что они ошибаются, что математика им не нужна, и что она такая вся сухая и неинтересная. И вот тогда все, вперед за Родину, мы с ними развиваемся в таком направлении. Успехи на олимпиадах, конечно, еще укрепляют самооценку и повышают их уверенность в своих силах. Но и кроме того, конечно, подчеркивают, что обязательно нужно трудиться, то есть необходима настойчивость. Ко всему сказанному я хочу привести примеры, конечно, как мы готовились, где мы участвовали. Вот даже слушая других, я тут еще себе листочек положила, дописывала, что что-то где-то пропустила. Мы участвовали всегда в большом количестве олимпиад. Сейчас немножечко старею, уменьшаю такое количество, но летом начинаю подбирать, где что новое, интересное. Но вот олимпиады по теории вероятности мы с великой радостью принимаем участие, тем более, что грамоты там Ященко подписывает. Вау, детям это нравится, да. Кенгуру математика для всех тоже участвовали очень долгое время, добрались до того, что у нас стало первое место по России, успокоились. Потом снова потихонечку начали, по-моему, это был 22-й год, когда нас пригласили на 25-летие этого конкурса. Благодарна Шиевой нашей Татьяне Лазарбековне, что она нам позволила принять там участие. Очень шикарное было мероприятие. С учениками, конечно, с девочкой мы там принимали участие. Программа «Интеграция» – это первые шаги в науку, национальное достояние России, город Непецино. Старт науку, город Обнинск. Вот детям больше Обнинск понравился, но не знаю почему. И просто были все в восторге от этих конференций. Может, потому что было первое место, да. Шаг в будущее в Ставрополе, Колмогоровские чтения в Москве мы были. Не скажу, что мы там блистали, но были счастливы.
После этого такой был огромный энтузиазм у нас работать дальше. Конкурсы Российской академии естествознания – это старт науки, город Москва и Сочи. Мы опять осенью собираемся в Сочи, приглашение получили. Конкурс Российской академии народного хозяйства и государственных служащих, такое большое название при президенте, «Лифт будущее». 2 недели бесплатно наши 5 девочек там вот заслуженно занимались в лагере. Ну, мы принимали, конечно, не знаю, вы мне что-то говорите? Нет? Значит, дальше вот это у нас... Вот Я здесь... хочу сказать, чтобы вы закрывались. Ага, хорошо. Закругляюсь, да. Я вот слежу просто за вами и вижу, что... Но закруглиться я вот просто заключение скажу, да. Это вот у меня табличка, просто мы теперь участвуем еще во всех конкурсах УЧИ.ру, какие там только не бывают, потому что там интерактивные задания, и, конечно, для детей это очень увлекательно. Но и мне кажется, что все, что вот сейчас я немножко, да, потороплюсь, вот самое важное, что мне хочется сказать, что поддержку и поощрение участия надо всегда школьников поддержать в таких вот важных их моментах, когда они хотят участвовать в соревнованиях, и чтобы у них формировалось все-таки положительное отношение к математике и развитию их достижений. Ну, если бы у меня было время, я вам хотела показать, что мы еще и стихами увлекаемся. Вот здесь детки все это начитали. Но раз мы уже не уложились, то спасибо за внимание. Мира, добра, здоровья, благополучия всем. Спасибо большое, Елена Павловна, за то, что вы делитесь с нами своими большими результатами. И я думаю, что все, кто здесь присутствует, ну, прослушав этот доклад, понимают, какой огромный пласт поднят. И я надеюсь, что и даже хоть вы говорите, что вы там немножечко куда-то стареете, но ничего подобного не видно, не слышно, так что об этом мы не говорим. А мы говорим о том, что ваши детки в этом году попробовали опять, пятиклассники маленькие, еще с точки зрения исследовательской работы, но тем не менее уже попробовали на Владикавказских, Колмогоровских поучаствовать, поняли, наверное, что 2 развивать нужно крыла. Одно крыло – это исследовательская деятельность, а другое крыло – это фундаментальные знания и олимпиадная деятельность. Так что уверена, что через какое-то время будет прям вот успех, как он и был всегда у ваших учеников, которые подрастали уже ранее, и сейчас они уже являются преподавателями в разных школах. Так что я надеюсь, что мы с вами будем продолжать. Большое вам спасибо за то, что вы сегодня рассказали. Предлагаю сделать тезисы. Ира отправит вам форму тезисов, они небольшие, и мы сделаем публикацию. Спасибо. Ирина Евгеньевна. Спасибо вам. Мы просто немножечко, знаете, у нас сейчас в школе экзамены, и мы поменяли такой формат подготовки, только в августе начнем. Обычно мы июнь и август тратим, а сейчас только в августе. Ну, отдыхать тоже надо. Идеи у нас есть уже для колмогоровских. Прекрасно, прекрасно. Ваш доклад актуализировал опыт, который когда-то представлял Владимир Григорьевич Ермаков. Как мотивировать? Это так, у сейчас нас... я попробую выключить. Да. Как мотивировать детей, которые вообще не мотивированные? Не на олимпиады, а вообще вот, чтобы они математику изучали. Значит, он берет 9 класс, и никто, вот класс такой, и никто не хочет изучать математику, ничего не хотят делать. И он вводит такой компонент, который называется конкурс. Выясняет, что эти 9-классники, это там где-то у меня ремонт, прошу простить, они умеют складывать натуральные числа. То есть он спустился, до чего они умеют. Он пишет огромный список примеров, они дома на команды разбиваются, и дома они решают эти примеры. Потом начинается само соревнование. Группа номер 1, группа номер 2. Группа номер 1 из группы номер 2 вызывает человека, и он должен объяснить решение выбранного примера, который ему дали. Если он справляется, балл. В скорости, да, они
и актуализировали и 5, и 6, и 7, и потом сказали, давайте нам теперь задачи за 9 класс. То есть вот это Выключился микрофон. Это выключили мне, потому что у меня гудит, тут где-то ремонт идет. Ну, я, в принципе, идею конкурса сказала. Думаю, что стало понятно, что можно мотивировать даже совсем-совсем плохих. Для таких у нас тоже так же есть. Мы еще и не только такие проводим, да, это было у нас тоже. Немножечко в другом виде мы командами решали, а потом один, причем послабее, должен пойти и объяснить, как же они командой решили. Всегда самых слабых беру, да. Но мы еще проводили конкурсы на знание геометрических и алгебраических теорем и правил. Потому что там мы задействовали тех, кто решать пока не умеет, но память шикарная. Спортсмены в основном у нас. Они прибегают после соревнований, и начинаем мы вот так, да. Спасибо большое. Спасибо большое, коллеги, за дискуссию интересную. Ну, поскольку время нас поджимает, я предлагаю следующего докладчика попросить подготовиться, и я знаю, что она уже готова и ждет нас. Любовь Петровна Охват, преподаватель отдельной дисциплины, преподаватель математики, я так это назову, Северо-Кавказское Суворовское военное училище, с темой доклада «Приемы реализации рефлексии на современном уроке». Пожалуйста, Любовь Петровна. Любовь Петровна, мы видим вашу презентацию, но пока вас не слышим. Подать. Меня видно, меня слышно? Так, вот мы вас, да, теперь да. И слышно. Да. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить организаторов летней математической школы для учителей за возможность участвовать в таком замечательном и продуктивном мероприятии, лекторов школы за профессиональный подход и качественную подачу материала, участников конференции за интересные и содержательные доклады и предложить вашему вниманию свой доклад. Тема моего выступления – приемы реализации рефлексии на современном уроке, в котором я затрону следующие вопросы. Что такое рефлексия? Каковы ее основные виды? Что думают об этом преподаватели? И как можно организовать процесс рефлексии на современном уроке? Итак, рефлексия – это способность сознательно обращать внимание на свои мысли, эмоции и поведение, оценивать принятые решения и перспективы. Это переосмысление и анализ, направленный на осознание пройденного пути, на сбор в общую копилку замеченного, обдуманного и понятого. Существуют разные виды рефлексии. Их можно подразделить по целям, задачам и способам ее организации в зависимости от объекта рефлексирования. Личностная – самоанализ и изучение собственного «я». Коммуникативная – анализ отношений с другими людьми. Кооперативная – осмысление совместной деятельности для достижения общей цели. Интеллектуальная – ориентированная на знания, умения и навыки человека, сферы и способы их применения. Социальная – оценивающая состояние человека через то, как его воспринимают другие люди. Профессиональная – анализ движения по карьерной лестнице, научное осмысление знаний и умений человека, связанных с наукой, и множество других видов рефлексий. Учебная рефлексия направлена не только на эмоциональную сферу настроения обучающегося, но и на его учебную деятельность, процесс и содержание. Ее цель не просто уйти с урока зафиксированным результатом, а выстроить смысловую цепочку, сравнить способы и методы, применяемые на уроке, с другими участниками образовательного процесса. Исходя из этого, можно выделить следующие виды рефлексии. Рефлексия настроения эмоционального содержания, рефлексия содержания учебного материала, рефлексия деятельности. Что же о рефлексии думают преподаватели?
Как вы видите, по данным проведенным нами исследования громко сказано, опроса, большинство его участников считают рефлексию обязательным элементом урока. Кроме затруднившихся с ответом, есть 10% опрошенных, думающих, что рефлексия отнимает время на уроке, которое можно было бы потратить на получение предметных знаний. Чаще всего на уроках реализуется содержательная рефлексия, а реже – деятельностная. И в основном у преподавателей рефлексия ассоциируется с подведением итогов урока. Но если рефлексия – это обращение назад, то осуществляться она может на любом этапе урока, помогая обучающимся развивать у себя умение критически мыслить, выявлять свои успехи и затруднения, смотреть на себя со стороны и давать оценку своим поступкам. И самое главное – формировать умение учиться. А учитель уже в ходе урока увидеть, что было понято, а что осталось на доработку. Предлагаю рассмотреть некоторые приемы реализации рефлексии в зависимости от этапа урока. Прием рефлексии настроения и эмоционального состояния цветопись на этапе мотивации и целеполагания предполагает формирование благоприятного микроклимата на уроке, эмоционального настроя обучающихся на продуктивную деятельность. На краю парты крепится один на другой стикеры 3 цветов. Зеленый – уверенность в своих силах, готовность учиться. Желтый – сомнение, может понадобиться помощь. Красный – тревожность, боязнь не справиться. Соответствие цвета определенному состоянию обговаривается с обучающимися заранее. Педагог предлагает выбрать стикер, который соответствует их настроению. Говорит о том, что стикеры в течение урока могут меняться в зависимости от смены эмоционального настроя. Рефлексия с помощью этого приема приводится с целью сканирования состояния участников образовательного взаимодействия и позволяет педагогу выявить группу обучающихся, которым необходима поддержка, индивидуальный подход, отследить эмоциональную динамику в течение всего урока. Служба коротких сообщений. Прием рефлексии деятельности предполагает следующие результаты. Рост мотивации обучения, развитие умения определять место и причину затруднения, а также степень достижения цели. Данный прием может быть применен на этапе проверки самоподготовки. Во время самостоятельного выполнения заданий обучающиеся, испытывающие затруднения, пишут на листке преподавателю короткое сообщение. В нем они формулируют конкретный вопрос или конкретную проблему. Благодаря этому преподаватель имеет возможность на этапе проверки задания на самоподготовку оказать адресную помощь, устранить возникшие учебные дефициты. Прием «умею, не умею, могу научить» подготовит обучающихся к восприятию нового материала. Например, на уроке математики по теме решения уравнений на этапе актуализации знаний преподаватель просит каждого обучающегося заполнить таблицу. По результатам проведенной рефлексии деятельности обучающиеся, владеющие необходимым видом деятельности для решения уравнений, могут оказать помощь товарищам, которые испытывают затруднения. Также актуализировать необходимые знания поможет прием фантазеры. Преподаватель записывает на доске тему урока и просит обучающихся назвать 3-4 способа деятельности и теоретических сведений, которые, по их мнению, будут необходимы при изучении данной темы урока. Прием рефлексии содержания «умная физминутка» во время динамической паузы поможет не только отдохнуть, но и проверить уровень осмысления и восприятия нового материала каждым обучающимся. Предлагаем им несколько утверждений по теме урока и просим определить их истинность. Например, поднять руки вверх, если они считают, что утверждение верно. В противном случае развести руки в стороны. Для обеспечения полного понимания и прочного усвоения необходимой информации и способов действий подойдет прием рефлексии «Бортовой журнал суворовца», который представляет собой форму фиксации информации, получаемой на уроке, с помощью ключевых слов, графических моделей, кратких предложений и умозаключений.
Так, на уроке математики по теме арифметическая прогрессия суворовцы по ходу изучения нового материала не только фиксировали основные понятия, числовая последовательность, арифметическая прогрессия, разность прогрессии, но и построили графическую модель, сформулировали основную мысль и зафиксировали оставшиеся у них по теме вопросы. Еще один пример рефлексии содержания – прием телеграмма. Обучающимся предлагается кратко написать самое важное, что они усвоили на этапе изучения нового учебного материала, обменяться информацией с соседом по парте с целью дополнения и взаимокоррекции. Предполагаемым результатом рефлексии на этапе подведения итогов урока является проверка качества усвоения изученного материала, создание условий для проведения анализа учебной успешности каждым обучающимся. Для этих целей подойдет прием рефлексии «Билет на выход». Обучающимся предлагается выполнить небольшое задание, тем самым заработать свой билет на выход. Например, написать 2-3 предложения, выражающие главные мысли урока, составить или решить уравнение, вычислить значение выражения, используя озвученную формулу и так далее. Все зависит от темы урока. Если урок заканчивается письменной проверочной работой, то можно предложить провести рефлексию деятельности, заполнив анкету, предложенную на слайде. Отметить наиболее трудные моменты, наиболее легкие моменты и сделать вывод, почему так произошло и какая просьба у обучающихся есть в связи с этим к преподавателю. Еще один прием – интервью. Это способ организации рефлексии деятельности через ролевую игру. Например, в конце урока игры или урока соревнования представитель пресс-службы берет у дураков интервью. В заключении хочу поделиться с вами мыслями искусственного интеллекта, который подчеркивает важность рефлексии в нашей жизни и считает, что рефлексия помогает нам стать лучше, осознаннее и мудрее. Она позволяет нам увидеть новые горизонты, создавать новые идеи и находить решения. Благодарю за внимание и надеюсь, что мой доклад был для вас полезным и вдохновляющим. Давайте вместе расти и развиваться, используя силу общения и рефлексии. Спасибо большое, Любовь Петровна, за интересное, вот здесь пишут, за Елене Павловне за интересное выступление и Любовь Петровне за не менее интересное выступление. Вообще хочу сказать, что все, конечно, молодцы, как любит говорить Ирина Евгеньевна, все умницы, потому что в основном дамы здесь. Это действительно так, и то, что снят блок представления своих результатов, боязни представления своих результатов нами, это, я считаю, что хороший коллективный результат. То есть мы работаем и общаемся только для того, чтобы улучшить самого себя от общения, и вот это общение позволяет нам это сделать. Спасибо. Поскольку Любовь Петровна у нас и активный исследователь, и пишущий исследователь, и у нее есть уже публикации, наверное, самое большое количество публикаций Любовь Петровны, то думаю, что надо это продолжать и смотреть в сторону все-таки кандидатской диссертации. Еще раз про это говорю. Да. Итак, пожалуйста, да, Ирина Евгеньевна. Значит, во-первых, огромное спасибо за выстраивание всего доклада. Во-вторых, за то, что я даже пошла в интернет, как правильно поставить ударение, выяснила, что вы правы, что надо рефлексия говорить. И так говорят, поэтому я... Ну вот наука сказала, что надо так, но я тоже говорила на третью гласную. А теперь вы сказали в конце, что пусть она вдохновляет. Мы вчера с Верой Сергеевной пытались составить анкету по итогам всей нашей школы. И я поняла, Любовь Петровна, что лучше вас анкету на рефлексию по рефлексию содержания, рефлексию деятельности никто не сделает. И поэтому я вас очень прошу,
Составьте такую анкету, потому что, во-первых, очень красиво, да, и по настроению. Настроение тут фигурирует в чате, а вот рефлексия по содержанию и по деятельности, она очень интересна. Это очень нужно. Проведите, пожалуйста, такое исследование. Стараюсь выполнить ваше задание. Если вы немножко конкретизируете количество вопросов, каким образом это анкетирование будет проводиться? Анкетирование организует, наверное, Вера Сергеевна, да, потому что ей эти данные нужны. Количество вопросов вы сначала про себя, вот напишите про себя рефлексию, а потом увеличите это количество вопросов, если вдруг что-то заинтересует. Во всяком случае, очень много видов деятельности у нас здесь было, и вот по каждому из них можно было бы тоже спросить. Значит, по поводу анкеты. Ну, я тоже вопросы все-таки готовлю. Значит, подумав, что можно сделать с анкетой, то есть каким образом организовать анкетирование, чтобы это было действительно с обратной связью, потому что все очень заняты, мы придумали интересный прием, который называется так. Сертификат будет получен только после того, как придет анкета с ответами на вопросы. То есть мы разошлем анкету, скорее всего, сегодня, и ждем ответы на вопросы. После этого отправляем сертификат. Так что вот так. И поэтому, Любовь Петровна, если можно будет ваши вопросы, которые вы подготовите в ближайшее время, то будем благодарны. Спасибо большое. Итак, у нас остался один доклад, завершающий доклад. Ну, мы перебрали время, конечно, но все равно меньше, чем обычно. То есть сегодня мы более четко работали. Значит, я хочу спросить, Светлана Игоревна Федорова с нами? На всякий случай уточню, потому что время сдвинули, вдруг не получается у человека. Светлана Игоревна Федорова. Так, я вот не вижу, есть в сети? Светлана Игоревна. Да, она вообще должна быть, мы с ней общались, она в сети, она уже ведущая, у нее и звук вроде бы есть. Светлана Федоровна, вы нас слышите? Светлана Игоревна, вы нас слышите? Ира, я прошу связаться, если можно. Да, сейчас я напишу. Вот сейчас вроде бы даже камера включена, сейчас выключена. Может быть, со связью? Вот видим. Видим вас, Светлана Игоревна. Меня слышно, нет? Да, слышно и видно. Да. Добрый день. Да, добрый день. Итак, представляю ваш доклад. Учитель математики. Так. Школьный координатор по олимпиадному направлению, Островецкая школа, Московской области, Раменского городского округа, города Островцы. Все ли верно? Пожалуйста, вам слово. Так, видно мою презентацию? Видим. А сейчас не видим. Нет, не видно. Она скрылась. Она была открыта, а потом ушла. Секунду прям. Видно? Сейчас должна появиться. Да, появилась. Замечательно. Значит, мое выступление, да, я хотела посвятить такому направлению, как функциональной грамотности, а именно во внеурочной деятельности на занятиях математики. Свое выступление я хотела бы начать со слов психолога-лингвиста Алексея Алексеевича Леонтьева, который дает определение функциональной грамотности. Функциональная грамотность – это способность человека использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений.
Значит, с основными критериями функциональной грамотности личностью, да, как вы видите на следующем слайде, является готовность взаимодействовать с окружающим миром, умение самостоятельно решать учебные и житейские задачи, способность строить отношения в малой социальной группе, а также владение навыком и способностями посмотреть на себя со стороны, оценить свою работу. Основными компонентами функциональной грамотности является, как всем уже известно, это читательская, глобальная, да, то есть креативное решение, математическая грамотность, да, у нас с вами является. Вот, в принципе, на следующих слайдах я просто кратко, да, потому что я так понимаю, что время уже является, значит, математическая, естественно, научная, читательская, финансовая грамотность, да, то есть я уже сейчас не буду останавливаться на определениях, креативной и глобальной компетенции. Значит, методами и формами развития функциональной грамотности во внеурочной деятельности представлены на следующем слайде. Являются технологии педагогической мастерской, учебные исследования, проектная деятельность, деловая игра, кейс, ролевые игры, дискуссии, викторины, различные конкурсы. Я в своей школе провожу неоднократно профориентационные классные часы. В рамках этих классных часов я представляю различные рабочие листы, которые, соответственно, делают наши учителя. Также использование это информационных и интернетных источников. Это вот была олимпиада, да, по функциональной грамотности, которую ребята проходили в рамках наших занятий. Ну а главным, в принципе, событием является мероприятие – это проведение квизов и интеллектуальных игр. Целью мероприятий является привлечение внимания обучающихся через коллективные творческие дела к формированию основ функциональной грамотности, математической грамотности в отдельности. Задачей мероприятия является обучение основным разделам понятия функциональной грамотности, развитие познавательских и творческих способностей у детей в рамках этих игр, развитие логического мышления, развитие мышления наблюдательности, развитие культуры коллективного общения, что в современном мире, к сожалению, да, то есть у детей не часто так получается, да, то есть болезнь, как я считаю, 21 века с телефонами, но когда во время этих игр идет общение, живое общение детей. И также вот формирование навыков общения, умение работать в коллективе. Формы проведения. У нас были комбинированные квесты, КВН, своя игра, формат, брейдинг. Значит, вот мы проводили, у нас наше мероприятие называется «Остров Квизариума», то есть несет название, и оно у нас с вами проходит уже 2 раза в год, как правило. Значит, в декабре это в рамках недели функциональной грамотности, и весной это в рамках недели математической, то есть математики. Значит, вот у нас с вами здесь представлено первое наше мероприятие, которое проводилось в декабре 2021 года в рамках функциональной грамотности. Там были задания по различным направлениям функциональной грамотности. Формат был Brain Ring, захвачены были 9 классы. Представлены были команды 4 человека, группы поддержки. Вот на фото представлены. На следующем слайде вы видите, да, то есть мы продумывали, соответственно, дипломы, проведение игр, вот награждение, получается, команд победителей. Следующая игра была у нас в марте 2022 года, также 9 классы, также формат Brain Ring. И, соответственно, вот у нас здание представлено, да, то есть у нас жюри, были приглашены жюри среди учителей нашего района Московской области. Вот. Следующая игра у нас была в декабре 2022 года, то есть через год, получается. Это, опять же таки, неделя функциональной грамотности, 8 класс. Опять же таки, Brain Ring, то есть 4 команды, то есть вот они представлены сейчас на данный момент. Изготавливали уже вот такие вот призы в виде стел, получается. В марте 2023 года, это 8 класс, мы уже проводили немножко другой формат. Это формат математического КВН. Вот представлены фото, соответственно, да, то есть среди 8 классов. В декабре и в этом году мы сделали новый формат. Это формат «Своя игра», достаточно известный, да, то есть среди игр и конкурсов. Первыми были у нас с вами это 6 классы. Вот дети, да, то есть в виде таких звездочек, то есть настоящими звездами они стали. И вот недавно, да, весной, в марте 2024 года мы уже 8 классы проводили. Это был тоже
математический КВН в формате «Своя игра», мы проводили уже вот в таком формате, то есть в виде таких вот стел сделали, также вот таким образом. Также планируем на следующие года проводить такие игры. Ну, в принципе, все. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, могу ответить. Спасибо большое за краткий, емкий, но содержательный доклад, Светлана Игоревна. У меня вопрос. Вы проводите эту работу уже какое-то длительное количество времени? Да, 3-й год уже. 3-й год, да? А вот содержательная составляющая, именно математическая, как вы ее продумываете для заданий? Это задания берутся, ну, какие-то готовые, или вы их формируете сами и как-то подключаете? И формируем сами, да, то есть с нашим ШМО, у нас ШМО математиков, физиков и информатиков, да, то есть, ну, как объединенное получается. Но также еще используем готовые источники, это и интернет-источники, и также задания, которые размещены по функциональной грамотности. Именно относительно математики, как правило, как бы я стараюсь во время вот этих занятий, да, то есть и также веду кружки дополнительные, использовать различные рабочие листы, которые, ну, вообще проготавливаю, летом особенно делаю сама. Угу. А вот этот материал, вы им где-то делитесь как-то? Я не могу поделиться, не проблема. Эти игры, вот все за 3 года у меня есть игры, которые я делала, в принципе, да, то есть готовила. Эти презентации, получается, тоже в виде презентации. Также я проводила, ну, это вот, которое я сейчас включила в рамках, у нас просто ежегодно повторяется. А так, в принципе, в рамках дополнительных неурочных деятельностей я провожу постоянно. Особенно вот зашло у детей это формат «Своя игра». Сейчас недавно писала по поводу формата этой игры для 9 класса, да, то есть мы проводили подготовку к ОГЭ. Им очень понравилось как бы проводить такие занятия, ну, как бы задания делать. А вы что-то уже опубликовали? Какие-то статьи есть по этому материалу у вас? Где-то почитать? Нет еще. Только начинаете исследовать путь к исследовательской методической компетентности. Понятно. У меня предложение такое. Ну, во-первых, сделать тезисы доклада. Вот вам в чат и на почту Ирина отправит форму. Мы сегодня ее разработаем, ну не разработаем, а просто поправим немножечко и отправим. Небольшие тезисы – это так, это основные мысли, которые там есть, статью не будем. Все ссылочки, которые вы можете сделать, может быть, у вас там чат есть свой, вернее, сайт есть свой, или где это размещено, можно туда разместить. Если вдруг нет, то просто напишите виды работ, и если вы готовы поделиться с коллегами, то подумайте, как это сделать. И можно вот в тот же самый чат, или можете или прислать на почту вот оргкомитета ВЦНМО, и мы тоже разошлем. Ну и предлагаю это все обобщить в статью в журнал «Математика». Если вам это интересно, то скажите, мы с вами поработаем. Да, хорошо, да, мне было бы интересно. Спасибо. Ирина Евгеньевна. Я поддерживаю Веру Сергеевну в ее главном вопросе, на каком содержании, но я бы еще, если будете писать статью, рекомендовала вам четко обозначить проблемы. Да. Какие вы хотите решить, какие трудности по решению этой проблемы, потому что просто названий одних мероприятий, это, наверное, недостаточно для публикации. Меня заинтересовали 2 слова, которые были произнесены, вернее, 2 части. Это первое – коллективные творческие дела. Вы случайно это произнесли или вы знаете технологию организации коллективных творческих дел? Ну, я просто в рамках своей школы, в рамках недели математики проводила коллективные творческие работы, да, то есть по проведению, да, недели математики. Возможно, не настолько хорошо я знаю, но иду, исследую данную тему, данное направление. Да, это очень нехороший инструмент. Иванов Игорь Петрович, автор этой технологии, Артек, Орленок, все на этой технологии строятся, и Сириус, наверное, то же самое. А второй у меня вопрос, просто опыт был проведения математических КВНов. Какие виды заданий вы там предлагаете для математического КВНа? Ну, у нас были различного направления, были
ну, как не тесты, да, то есть получается, да, вопросы, да, то есть где, ну, то есть вопросы, на которые дети отвечали, да, что это такое, да. Второе, это у нас было разминка, то, что дети изображали что-то, да, то есть в плане того, что какие-то математические термины, или было слово, да, дано слово, основа, а они давали нам факты, математические факты о данном, да, такой термине, получается. А домашнее задание какого типа было для КВН? Мы делали без домашнего задания, мы планируем в следующем году сделать КВН с домашним заданием. Значит, есть вот некоторые рекомендации, которые по КВН очень хорошо. Я еще студенткой, когда была, проводили в Москве математические КВН. Мне очень понравилась ситуация, что нужно показать сценку, где в одном и том же кабинете ведутся 2 урока. То есть первая часть предложения говорится вроде как с математики, а вторая часть предложения говорится как бы с другого урока. Там был урок кабинет по гражданской обороне и математика, и, в общем, очень интересно. А второй конкурс мы делаем даже со студентами, у нас тоже есть олимпиада по методике. Там нужно показать, это вот игра известная для детей, без слов нужно что-то показать. А нужно показать какую-то теорему. А другая команда должна отгадать, что это за теорема, жестами, там, движениями и так далее. Вот, спасибо. Спасибо за рекомендацию, очень интересно. Спасибо большое и докладчику Светлане Игоревне, и тем, кто принимал участие в дискуссии, Ирине Евгеньевне, Вере Сергеевне. Итак, мы свою повестку, в принципе, полностью завершили, то есть все, что планировалось, было сделано. Вот. И я предлагаю сейчас, не переходя никуда, просто начать закрытие, если вы не против. Закрытие у нас будет тоже небольшое, чисто такое деловое как бы. Я единственное прошу, у нас все это время был лектор, но почему-то он не проявился. Это Владимир Николаевич Дятлов. Я попрошу, если вы здесь, Владимир Николаевич, чтобы вы тоже поучаствовали в нашем закрытии. Вот, я видела, вроде бы был Владимир Николаевич, вроде есть. Ну, можно открыть вообще все картиночки, глаза в глаза. Вообще, если можно, да, откройте, пожалуйста, свои камеры, включите камеры, чтобы мы видели. Вот, Владимира Николаевича увидели. Это да, добрый день. Добрый день. У вас уже добрый вечер. Да, вечер. Так, вот. Но солнце еще яркое, так что можно считать день. Хорошо. Так, Ира, если ты можешь открыться, то откройся тоже, чтобы... Так, вторая страничка вижу пока вся темная. Ольга Вдовина, если вы наследите... все, почти. Люди открываются. Очень приятно, Елена Евгеньевна, увидеть вас. Вот. Дальше. И Оксана Зиборова, да? И как было? Зиборова? Ну, простите, ради бога. Скажите сами. Представьтесь, пожалуйста, сами тогда. Я Зиборова Оксана Николаевна, представляю Республику Алтай. Вот, видите? Город Горно-Алтайск. Учитель математики лицея номер 6 города Горно-Алтайска. Прекрасно. Ну, нужно сказать, что у меня стаж работы учителем математики всего 5 лет, так как я работала в педагогическом колледже 23 года, информатику вела. И любовь к математике меня привела вот в лицей. У нас есть научное общество учащихся ежегодно, то есть вот за 5 лет у меня есть ученица, которая на муниципальном уровне заняла 3-е место в 7 класс, хотя у нас там и 11-классники принимают, то есть вот какой-то большой опыт уже есть. А с какой работой? А работа у нас, сейчас я тему скажу, практическая направленность решения математических задач на конструкции методом оценка плюс пример. Интересно. Да, по олимпиадной тематике.
Очень интересно. Я очень благодарю всех организаторов. Мне очень все понравилось. Содержательные лекции, очень много интересных идей. Результативность работы прям видна. Ну, то есть я восхищена работой коллег. Благодарю всех за содержательные лекции, интересные идеи. Очень многое возьму для своей работы. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо большое. Так, я еще сейчас обращусь к коллегам, которые открыли свои видеокамеры, если они их еще не закрыли. Вот, Изабелла Хайруллина, пожалуйста, представьтесь, если вам не трудно. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Хайруллина Изабелла Владимировна. В настоящее время я являюсь педагогом дополнительного образования частного лицензированного Центра дополнительного образования «Удивительный мир». Проживаю я в городе Мирный Архангельской области. Это наш известный космодром Плесецк. Учителем математики я стала относительно недавно, буквально 2 года назад. До этого, выйдя на пенсию, до этого я работала учителем начальных классов и заместителем директора по учебно-воспитательной работе. В настоящее время я на пенсии, и, наконец-таки, я воплотила свою идею детства в жизнь. Я всегда была олимпиадницей, отличницей, хотела стать учителем математики, но волею судеб мне не удалось получить сразу эту профессию, но математика была со мной всю жизнь. Я занималась официально репетиторством, и любовь к математике я пронесла через всю педагогическую деятельность, в конце концов, получив образование. Сейчас, скажем так, я в начале своего педагогического пути уже в новом амплуа. Прекрасно, поздравляю. Ну, у вас огромный опыт ведь работы в начальной школе, и вы очень хорошо можете рассказать о том, как надо учить пятиклассников для того, чтобы не было вот этого разрыва между начальной школой и основной школой. Это может быть прекрасной темой для исследовательской работы. Да, это очень помогает, когда приходят пятиклассники, помочь им адаптироваться к новым условиям, к новым реалиям, к новым требованиям, поскольку разрыв огромный, что в оценочной деятельности детей, что в методике преподавания, в том числе и к результатам обученности. О чем говорили коллеги, что с начальной школы дети приходят, не зная терминологии, не умея владеть ею, не понимая, что такое уменьшаемое, вычитаемое, разность и так далее. И это только банальный пример. Реально это все гораздо глубже, потому что у многих детей действительно знания поверхностные, и мне, как учителю начальных классов, проще. Эта тема такая, материал. Так что предлагаю к сотрудничеству. Значит, речь быть, я стажист, отличник просвещения, в принципе. Вот. Я что хочу сказать. Выступление, например, поднять проблемы и очертить круг я могу уже даже сейчас, если это необходимо выслать на электронную почту, но провести исследование с диагностикой для того, чтобы это серьезной работой, показательной основой, это, конечно же, как минимум надо. Прекрасно. Мы готовы подождать. То есть сейчас пришлите видео, допустим, просто обозначьте, что и мы опубликуем, и это будет ваше участие в конференции даже. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Очень приятно. Так, хорошо. Так, есть у нас еще коллеги, которые ничего нам не сказали, а хотели бы, скорее всего, сказать, я так понимаю. Так. Не вижу, пока окошки медленно открываются. В смысле, открытые есть, но новых участников, с которыми мы хотели познакомиться, я их не вижу. Все сегодня, пожалуйста, не закрывайте окошки, чтобы мы могли пообщаться. Надеюсь, что в следующем году мы встретимся летом в очном формате. Будем надеяться, что все произойдет. Вот, а теперь я хочу предоставить слово для такого подведения итогов нашим лекторам, они же члены оргкомитета, это Владимир Николаевич Дятлов, Ирина Евгеньевна Малова. Владимир Николаевич, можно вам дать слово, чтобы вы высказались о том, какие итоги были, на ваш взгляд, положительными? Да, Вера Сергеевна
Ну, по-моему, только положительные итоги. У меня исключительно положительные эмоции. То есть это настолько стало зрелым, настолько серьезным мероприятием, ну, как говорят, ничто не предвещало, но вот на самом деле это очень содержательная, очень насыщенная, профессиональная конференция. Причем я не все доклады слушал, так получилось, но то, что слышал, это высший уровень профессионализма. И действительно... Наука в школе и на лектории. Моделирование методической деятельности. Нет, я... Даже не случайно, что наш это у нас является Елена Львовна Мартахаева. В этом году мы ей предложили стать сопредседателем оргкомитета. Она согласилась. Наверное, и сегодня она говорила о том, что надо расширять горизонты и объединять все в единое какое-то такое концептуальное звено. Вполне возможно, что она превратится во всероссийскую. Но какие бы названия у нее не случились, самое главное, что есть люди, которые хотят просто учиться друг у друга и слушать то, что... Почему сейчас нужно учиться? Ну, просто потому, что все так быстро меняется, что практически можно у друг у друга учиться, у своих учеников учиться, и у лекторов, которые остепененные, и неостепененные. И, то есть... Я всех приглашаю на мою страницу в YouTube. Владимир Дятлов, легко найти. Там 52 беседы с моими впечатлениями по поводу учебника по планиметрии. Я сейчас пишу текст, уже это где-то четверть примерно этих видеозаписей положены в файл. Там есть цикл и про параметры, и про неравенство, и про ЕГЭ. И вообще 592 открытых видео, из них около 300 предназначены учащимся и учителям. Доступно учащимся, безусловно, вы можете использовать это просто и при подготовке к ЕГЭ, допустим, там задача номер 7 или там задача номер 12, задача номер 1, номер 2 циклами просто. И когда я их выкладывал, там просмотров было очень большое количество. В мае этого года я выложил вот по 7 задаче, например. И на самом деле люди смотрят, больше 1000 подписчиков. Я никого не призываю не подписываться, ничего, это личное дело каждого, и даже никого не призываю там лайки ставить, еще что-нибудь. Но приглашаю посмотреть, может быть, вам это понравится, и может быть, вы это как-то эффективно сможете использовать в вашей работе просто. И там вот про вторую задачу я это спрятал, правда, в учебнике Атанасяна. Я предпоследние 2 видео разбираю вторую задачу про векторы и координаты, что и как, из сборника ЕГЭ. Так что вот имейте в виду, что такое все, как говорила мудрая сова, безвозмездно, то есть даром, и, пожалуйста, пока никакой рекламы я там не заметил, ничего. Только мои разговоры. И более того, если что-то будет, какая-то потребность, что-то, в чем-то вы заинтересуетесь, напишите мне на почту, и я постараюсь отреагировать. Не возьмусь за 19-ю, за последнюю задачу, теория чисел и прочее, не возьмусь принципиально, и тоже принципиально не возьмусь за вероятность. Хотя там цикл, он доктор педнаук, он кончал наш физический факультет нашего университета. И говорит, первые 45 минут мы смотрим ваши видео. Потому что когда ты видишь знакомые тексты, и они без указания, откуда они взяты, это не очень красиво. Поэтому, пожалуйста, над этим поработать, и я буду ждать новых результатов. Очень интересно было, разнопланово, поэтому до новой встречи с вами. Государственному заданию, у них школьникам и так далее. Но в Южном математическом институте есть такой творческий, более 20 лет. Они просто вот так вот собираются в какую-то единую систему. И эта школа в таком формате, которая проведена, на наш взгляд, она, в общем, получить нужно. Или что-то бы вы хотели дополнительно
вот уже по итогам. Начнем с Северной Осетии, а дальше подключим всех. Я заполняли регистрационную форму, там была такая строчка, что бы вы хотели видеть на школе, да, и кто-то написал практически то, что у нас и было. Несколько человек написали, что теория вероятности им интересна, но мы принципиально не ставили теорию вероятности в эту школу, потому что у нас был немножечко другая тематика, и у нас на самом деле не было такого активного человека, который бы развил именно методику теории вероятности. И как она дальше пойдет, мы пока не знаем. Но вот мы, то есть, как Ирина Евгеньевна сказала, 10% чего-то своего. Вот эти 90% своего, в принципе, здесь и были вам показаны, то, что делает наша команда. Вот. Но поскольку на нашем экране я вижу Инессу Ивановну, вот, то, пожалуйста, можно Инессе Ивановне слово дать. Только вас не слышно. Нужно включить микрофон, пока он выключен. Да, вот сейчас включен, а сейчас опять выключен. Вы, наверное, нервничаете. Нажимаете. В общем, все замечательно. Я хочу поблагодарить всех вас, всех лекторов, замечательных лекторов. Очень интересные лекции были. Я их фотографировала, если не успевала, и записывала что-то здесь у меня. В общем, очень мне все понравилось. Я хотела продолжить нашу работу в таком формате. Взяла для себя много интересного. Хотела сказать, порадовалась из-за себя после того, как... Сейчас, секундочку. Ирина Евгеньевна рассказала, как она предлагает решать, оформлять задачи, и сказала о том, что вот с конца она предлагает начинать решение. Прям за себя порадовалась, что я именно так и учу детей определять, что же надо сначала найти, как к этому подобраться, какие шаги нужно сделать. В общем, знаете, много нового узнала. Очень понравились практические занятия. Вот побольше бы таких занятий. В общем, только положительные эмоции. Еще мне понравилось, что к нам присоединились коллеги из других регионов, и теперь есть возможность послушать, посмотреть, как же работают наши коллеги, что общего в нас, что взять у них, чем поделиться, каким своим опытом. И это, конечно, всегда обогащает нас. Вот. Поэтому благодарность организаторам большая. Мы учимся не стесняться выступать. Я вообще человек такой закрытый, мне очень сложно бывает переступить вот этот барьер. Но как-то так. Мне все очень понравилось. Спасибо вам большое. Спасибо, Инесса Ивановна. Надо сказать, что математики вообще люди закрытые, а математики Северной Осетии закрытые вдвойне, потому что определенная ментальность такая, она как-то сковывает, в общем-то, людей, и мы этими мероприятиями как раз пытались расковывать, и это вроде как бы получается, но возможно, что это скажет кто-нибудь еще, кроме меня. Пожалуйста, Елена Павловна, что-нибудь? Я еще хотела поблагодарить Владимира Николаевича, Ирину Евгеньевну. Очень мне еще понравилась лекция
Макаренко Марии Дмитриевны, занятия Ирины Евгеньевны практически просто огонь. В общем, ну вот кого-то, может быть, Вера Сергеевна, ну вы, понятное дело. В общем, большая вам благодарность за все, что вы делаете для нас. И всего вам хорошего. Все, я закончила. Спасибо. Спасибо большое, Инесса Ивановна. Будем работать. Обязательно. Так, ну вот здесь есть из Северной Осетии, вижу открытое окошечко Елены Павловны Тедеева. Елена Павловна, пожалуйста, если вы готовы что-то сказать, то да. Ну, особо нет, но я просто то, что не успела сказать. Так получается. Конечно, всем большое спасибо. Я вот здесь даже себе все записываю обычно. Ирине Евгеньевне и Вере Сергеевне, я вами восхищаюсь. Как вы столько времени всех слушали, еще так внимательно. Я просто... Слов нету. Столько не выдерживаю, чтобы вот как вы все внимательно слушать, еще и вникать во все, это очень тяжело. Но, конечно, спасибо вам огромное, но я, к сожалению, вот такой человек, я должна все это пересмотреть с чувством, с толком, с расстановкой, потом сделать себе какие-то выводы. Но вот, как говорит Ахполова, да, Инесса, я вот тоже сфотографировала тут все еще. Что мне понравилось у Риты Алексеевны, там вот это проектирование, сценирование, я уже прям придумала, что я с этим сделаю. То есть всегда, конечно, когда смотришь и присутствуешь на таких мероприятиях, что-то берешь себе. Что-то видишь, ага, я тоже так делаю, да, это первая радость такая. Потом начинаешь думать, да, вот здесь, оказывается, можно вот чуть-чуть, и уже человек надо же, как додумался, а я нет. Это очень всегда обогащает, но тяжеловато. Для меня весь день сидеть и слушать, это тяжело, поэтому я буду все пересматривать. Огромное спасибо всем, безусловно. И все, которые читали доклады, я согласна со всеми, которые рассказывали, как они готовят детей, что они для этого делают, какие игры проводят. Конечно, все это постепенно переварится, сложится в полочку, а потом огромное вам спасибо. И, само собой, Владимиру Николаевичу тоже восхищаемся. Спасибо вам. Можно я одно слово скажу на всякий пожарный? Спасибо большое за хорошие слова, но имейте в виду, что мы не только с Верой Сергеевной можем слушать, мы можем еще и читать. Когда вы будете делать свои публикации, вы можете их слать, мы там заранее почитаем, что-то, может, порекомендуем, и персонально с каждым поработаем. Так что не бросаем вас. Спасибо большое. Когда-то очень давно Владимир Николаевич мне так помогал. Он, наверное, даже не помнит, а я все равно ему благодарна очень. Да, все замечания, конечно, у вас совсем другой взгляд на статьи. Я понимаю и всегда с вниманием и восхищением смотрю и слушаю, принимаю всю критику, потому что мы практики, мы немножко по-другому мыслим. Спасибо вам огромное. Это не критика, это комментарии. Да, и у Веры Сергеевны есть ключевое слово интеграция. Практика, наука, мы так и стремимся. Молодцы. Спасибо. Спасибо, Елена Павловна. Владимир Николаевич, вы что-то хотели сказать, по-моему? Нет? Я скажу, что очень давно мы с Еленой Павловной на этот счет взаимодействуем. Вы готовы, то звездный час. Ну, что я хочу сказать? Я хочу присоединиться к тому, что было сказано у меня. Вам спасибо. То есть, действительно, нам методики, где-то каких-то знаний нам не хватает. И вот, слушая ваши лекции, Лина Евгеньевна, спасибо большое. Я считаю, что... Извините, пожалуйста, я говорю о том, что все, у кого была открыта камера, включена, я всех
говорю и говорю. Да, и говорю, уже полчаса надо надо уже, уже да. Ну все закрыть. хорошо тогда. До Да. свидания. Так, ну тогда все. Ирина Чибирова сегодня с нами тоже присутствовала. Да. Она, по-моему, в дороге едет и слушает. Ну и хорошо. Хорошо, тогда наша задача сейчас подвести итоги. Я Марии отправила сертификат, последний вариант, там, наговорила ей, что нужно поменять. Вот. И что еще? Это раз. Дальше анкету сегодня мы добьем. Ну, когда пришлете анкету, тогда сделаем письмо. Да. Хорошо. Так, тогда, да, чат, пожалуйста, не забудь сегодня сфотографировать, сохранить. Чат я вам сделаю, да. Да, и чат тогда по всем дням, по 3 дням, пожалуйста. Я вам 2 чата уже же отправляла. В одном документе по 3 дням. Хорошо, пришлю все. Хорошо, это раз. Дальше списки участников, это 2. Дальше для этого, для тезисов надо шапку другую сделать, которая у нас была, чтобы отправить письмом людям. Вот. Ну и, по-моему, все, надеюсь. Вот. И по повышению квалификации, если вдруг кто-то еще захотел, но я попрошу 10 этих мест, чтобы нам открыли. Хорошо. Тогда я могу смело выходить, да? Да. Все, до свидания.